Selam алейкум, сайгалы телесерджилер. Хайырлы күнлер олсын. Бүгін информацион программасыны сейрі тесіз ве сізнен бері-берлікте мен Сейтумер ве бұл саат içerisinde ве келечек саатлер içerisinde де мұйым олған меселеріні бері-берлікте музакере етежеміз. Ве бұл саатымызның бірінші мұсафері білеміз кешінді Тамыр халықлар қануны bu leyha Ukrayna Yukarı Şurasında buluna ve muzakereler kete ve bizning birinchi bah bu platforma Dialog про мир та безпечную реинтеграцию adlı platformanın temsilcisi Юлия Тищенко. Добрый день, Юлия, вы нас слышите? Да, добрый день, доброго дня. Салям алейкум. Спасибо большое, алейкум селям. Очень рад вас слышать и видеть, Юлия. И тема нашего сегодняшнего общения, безусловно, это закон Украины о коренных народах Украины. Вы принимаете участие в обсуждении данного законопроекта. 2 дня назад была пресс-конференция, посвященная этому. Безусловно, данный вопрос очень волнует всех крымских татар, как он будет принят, в каком виде, что он будет в себя включать. Ну, давайте пойдем по порядку. Первый вопрос к вам, Юлия. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот данный законопроект в том виде, который сейчас есть, насколько он будет защищать права коренных народов? Все ли в нем, на ваш взгляд, учтено? Да, спасибо большое за вопрос. Этот законопроект, да, каждый, кому интересно, может с ним ознакомиться, посмотреть на сайте Верховной Рады, да, то есть много было действительно комментариев в средствах массовой информации, там и в электронных и так далее, да, то есть он носит рамочный характер. Но вот как мы все знаем, нет в мире определения четкого, что же такое коренные народы. Да? В Украине с 96 года в Конституции Украины коренные народы указываются в 3 статьях, да, то есть 3 раза. Но закона не было, и крымские татары, и политические как в Конституции различные сказано, силы. его регулирует закон о коренных народах, который, вот Да, вы говорите, конечно. нет его. Но закона нет, да, то есть закона с 96 года не было. Да, то есть, тоже повторюсь для наших зрителей, там в 2014 году было постановление Верховного Совета Украины 20 мая, там, где крымские татары названы коренными народами, да, и Меджилис Курултай, то есть национальная система, как бы самоуправление признано и названо, но закона действительно нет. И этот законопроект, он как бы такой первый, он носит действительно рамочный характер, он соразмерен и как бы раскрывает вот эту декларацию ООН про права коренных народов, которая была принята в 2007 году. И там, в этом законе, да, то есть отражены как бы те обязательства, которые берет на себя украинская власть и в сфере экономической политики по отношению к коренным народам, и в сфере культуры, там, информационной политики, сотрудничества с органами, представительскими органами самоуправления крымских татар. И там и говорится даже о механизмах финансирования вообще системы самоуправления национального. То есть там как бы много есть составляющих в этом законе, но, безусловно, он как бы вот всю палитру вопросов не решает. Вот, то есть, но он ее вводит в правовое поле, собственно говоря. То есть и никаких там супер противоречий, да, и не супер тоже с теми, как бы международными документами в сфере защиты прав коренных народов там нет. Можно говорить в дальнейшем о разработке вот уже следующего законодательства, направленного на более детальную имплементацию.
Мгм. положений этого закона на их развитие. Ну и понятно, что те положения, которые есть, то есть пока Крым ну, есть оккупированной территории, то есть, конечно, там далеко не, ну, Украина просто физически не может, даже как бы беря на себя эти все обязательства, я очень надеюсь, что этот закон будет, ну, законопроект станет законом, он будет проголосован в парламенте, он внесен в повестку дня, и все профильные комитеты, и профильный комитет, и другие комитеты вот тоже обращались как бы с оценкой, что он будет поддержан, станет законом. Безусловно, у меня нет иллюзий, пусть их у вас не будет, что прямо завтра Украина все это сможет Мгм. реализовать, потому что действительно не сможет. Но тем не менее, это та рамка, о которой говорит сегодня украинская власть во взаимоотношениях, ну, с коренными народами, с крымскими татарами в том числе. На Мгм. мой взгляд, он очень как бы важен и нужен. Давайте перейдем к деталям данного закона. Вы сказали, что такого четкого определения даже на международном уровне, кто такие коренные народы, там они могут варьироваться, но все-таки в данном законопроекте какие рамки, то есть кого Украина готова признать коренными народами? Но в этом законопроекте они, собственно, как и в других документах, да, на эту тему, они, ну, собственно, названы, да, крымские татары, караимы, крымчаки. Эти определения там, которым, почему, ну, для меня даже было неожиданностью в какой-то мере, да, так как этим начали сегодня спекулировать, в том числе в России, да, в Вот я том как числе раз к этому и веду. на очень высоком уровне. Это, ну, даже не знаю, как это цензурно обозвать, если честно. Вот. Почему? Потому что то определение, которое дает Украина, там четко написано, да, что это те народы, которые сформировались на Мгм. территории четкой, да, которые там проживают, которые отличаются от большинства там, религиозными, культурными особенностями, и которые не имеют ну, другой исторической родины, которые не Мгм. имеют каких-то государственных образований за территорию Украины, ну, в данном случае за границами Крымского полуострова. Поэтому все эти спекуляции относительно национальных меньшинств, ну, которые, в отличие от коренных народов, имеют свои территории, Мгм. страны. Это Мгм. выглядит немножечко как бы, ну, странно. Мгм. Вот то, что вы как раз отметили, Юлия, многие боятся, что приняв данный закон, они учли там другие, скажем, меньшинства, которые проживают на территории Украины. Но вот в самом же законе как раз очень ясно разъясняется, да, что у тех же венгров, болгар, там, румын есть свои государства, поэтому они на территории Украины не могут быть коренными народами, так как у них есть уже государственность. Я правильно понимаю суть закона? То есть крымские Да? татары, как не имеющие за пределами территории Украины, Крымского полуострова, соответственно, включительно государства на других территориях, они вот, согласно данному закону, считаются как коренными народами. То есть логика такая, правильно? Ну, безусловно, логика такая. И, ну, смотрите, то есть вот те ну, уважаемые меньшинства, которые вы назвали, да, и венгры, которые проживают в Украине, румыны, болгары, гагаузы. Гагаузы имеют автономию в рамках Молдовы. Греки, они имеют свои государства, да, и, собственно, свои исторические родины. И есть закон про национальные меньшинства в Украине. Сейчас разрабатывается новая версия, кстати, да, вот ну, в парламенте, Мгм. которая как бы более ну, решает вот те какие-то проблемы декларативные, которые были и есть в старом законопроекте, там еще начало 90-х годов. Украина есть, ну, как член Совета Европы, она присоединилась и все время как бы отчитывается рамочная конвенция Совета Европы по защите национальных меньшинств. То есть вот эта планка именно защиты национальных меньшинств, она есть уже в украинском Мгм. законодательстве. По коренным народам такое законодательство
законодательной рамки не было. Ну и поэтому вот этот вот законопроект, он как бы вот эти правовые, ну, лакуны, да, эти правовые вызовы, он и призван решать. И очень как бы хорошо, что у законодателей, в данном случае президент это внес в украинский парламент, да, комитет это, ну, своим решением, вот вчерашним, например, они это поддерживают, что такая рамка появится. Поэтому, ну, как бы, вот как раз это столкновение меньшинств и коренных Мгм. народов, вот это как раз и есть спекуляция. Более того, если вы посмотрите комментарии представителей Совета Европы, которые на уровне Совета Европы, они как раз и занимаются вопросами национальных меньшинств в значительной степени, коренных народов. Да, они и утверждают, что действительно вопросы коренных народов, ну, можно поискать эти комментарии, что вы ну, как бы эти понятия не нужно списывать, да, и что Мгм. не необходим действительно закон отдельный про коренные народы. Более того, на европейском континенте, например, вот коренные народ сами, в каждой стране, да, это не меньшинство, это коренной народ, у них нет государственных образований, они как бы сформированы, проживают дисперсно. Э, Немного в России, там Колтасами, да, там Финляндия, Швеция, Норвегия. И в каждом из государств они признаны коренными народами, и есть абсолютно четко оформленные рамки такого взаимодействия с государством и развития национального самоуправления. Вот, то есть поэтому, когда говорят, что это там какой-то опыт непонятный для нас, что это там очень Мгм. традиционные коренные народы, это, ну, честно говоря, тоже не совсем правильно. Мгм. Ну и очень важно то, что сам народ говорит, ну, то есть его сам говорит о себе, да, то есть его самоосознание. Крымские татары уже давно и долго, да, то есть начало 90-х, вот эта рамка того, что ну, коренной народ, что они коренной народ, она как бы была удержана, поэтому тут каких-то противоречий и вот этого столкновения национальных меньшинств у коренных народов, то есть это как бы ну, от лукавого, по большому Юлия, а на ваш счету. взгляд, вот вы в начале нашей беседы отметили, что закон в Конституции, он уже с 96 года прописан, но закона нету до сих пор, то есть он не принят. И вот сейчас президент Зеленский с его инициативы был подан этот законопроект. То есть все эти годы, что мешало? Вот я понять не могу. Крымские татары, вот я еще был ребенком, когда присутствовал на митингах, на различных мероприятиях, посвященные Дню депортации и тому подобное, то есть всегда требовали, то есть, чтобы этот закон приняли. Вот что мешало? То есть вот сейчас мы видим, он рассматривается, но вроде как бы проблем нет. А вот тогда, на ваш взгляд, почему так долго? Ну, вы правы, да, все время что-то мешало, да, то не было достаточно политической воли, то как бы дули на холодное, и те политические силы, там, и пророссийские, которые есть в Крыму, но они, по сути, шантажировали, ну, в том числе и центральную власть этими вопросами, да, там, в плане того, что если это решение будет принято, значит, вот это как бы стимулирует какие-то там конфликты и так далее. Мгм. На мой взгляд, там участие ну, общества, да, то есть, ну, смотрите, жизнь же не стоит на месте, да, вот вы вспоминаете это все ребенком. Мне первый раз, когда я с этой темой как бы, ну, столкнулась, начала работать, ну, я уже не была ребенком, но тоже почти ребенком, скажем так, это было еще в конце, ну, в середине 90-х годов, да, и мы еще тогда обсуждали крымские татары, коренной народ или национальное меньшинство, да, то есть это далекий еще 97-й год, например. Мгм. Вот, ну, и вот как тогда я вспоминаю, как бы вот те там разговоры, практики, было же еще и, ну, такое, знаете, вот эта сталинская инерция, да, то есть и непонимание, кто тут коренные, собственно говоря, да, то есть и вот этот весь дискурс еще не прошел. Да, то есть сегодня, мне кажется, и он влиял на самом деле на понимание вопросов, да, на вот эти вот все тиражирования вот этих всех страшилок. Вот посмотрите даже сейчас про российских сил в России, то есть это, ну какая реакция, да, то есть мы уже немного говорили о ней.
Наверное, И больше я всего думаю, их что смущает, что русский народ признан, как согласно закону, меньшинством. Вот, наверное, ну, все-таки это вообще. больше их это волнует. Ну, там, кстати, эта тема, ну, слушайте, с 92 года это их никого не волновало. Ну, это по меньшей мере странно. Почему? Потому что в России в самой есть законодательство о малочисленных коренных народов. Да, это один момент. Мгм. То есть они, ну, лукавят и прекрасно все понимают на самом деле. То есть это, опять же, такая игра и такая информационная какая-то спецоперация. Но мне кажется, вот те смыслы, которые заложены сегодня, они и во многом дают ответ на ваш вопрос. Да, вот о степени влияния чужих дискурсов, да, Мгм. которые давлели над вот этой политической составляющей в принятии решений. Мгм. Думаю, разные были противоречия. Почему? Потому что этот же законопроект, там говорится и о какой-то рамке в плане земельных отношений, да, экономики. То есть тут много ну, такой очевидно, эти вещи воспринимались там как конкуренция, в том числе, да, для Мгм. разных тех, ну, назовем их политических элит, которые вот на протяжении всего этого времени были в Крыму и, безусловно, коммуницировали и влияли на позицию, в том числе центральной власти. У центральной власти не хватало как бы политической воли для того, чтобы Мгм. это ну, как бы имплементировать. Можно вспомнить, что первые законопроекты вообще о коренных народах и о статусе крымско-татарского народа, которые появлялись тогда, это далекий 96-й год, 97-й год в украинском парламенте, но и были разные варианты, и были концепции там, вот этой государственной этнополитики, это был 2003-2004, там, где тоже говорилось о коренных народах, о крымских татарах, это было внесено в парламенте, да, и оно как бы дебатировалось, но действительно решение окончательного не было принято. Хотя эта тема, ну, как бы на центральном уровне и в депутатском корпусе она все Мгм. время поднималась. Даже если вы вспомните, в 2014 году, после этого постановления Верховной Рады, тоже появилось несколько проектов законов про коренные народы, но тогда от них отказались, ну, там, в силу тех причин, что они, может, там более декларативны, что они там не так полно раскрывали, вот как этот вариант, эм, Мгм. вот эту декларацию про права коренных народов. То есть вот такие моменты как бы, ну, присутствовали. А, Следующее, что бы я вас хотел спросить, Юлия, вот по сути большая часть данного законопроекта, который, возможно, станет законом, он будет касаться, то есть когда это все, Крым будет возвращен, то есть когда произойдет деоккупация, то есть до деоккупации закон будет принят. Вот фактически что получат крымские татары до деоккупации, исходя из данного законопроекта? Ну, смотрите, хороший вопрос на самом деле. То есть там действительно ряд ну, тех положений, которые есть, да, и там и по образованию, там и по культуре, и по экономике, они, конечно, по топонимике в том числе, да, там они, конечно, касаются Ну вот та же возможности, топоним... ну, Ну, давайте вы закончите, я потом продолжу. контроля, да, вот, ну, контроля над территорией, да, то есть я тут как бы разделяю тот вопрос, который звучит в вашем вопросе, да, то есть, но смотрите, там же и помимо закона сегодня, вот если вы зайдете на, например, я не говорю, что это там что-то вот такое экстраординарное, хотя вот можно ли такое было представить там еще много лет назад. Если вы зайдете на сайт Министерства реинтеграции, кстати, в Крыму, по-моему, его могут блокировать, там есть версия на украинском языке, на украинском, на крымско-татарском языке на самом деле, да, то есть посмотрите сейчас в Крыму, крымско-татарский там декларируется российской властью как государственный в Крыму, есть хоть слово там на крымско-татарском или украинском? Ну, как бы Да более того, вот это буквально вчера из зала суда одного нашего соотечественника просто удалили за то, что он говорил на крымско-татарском языке, и при этом сказали, что якобы он удален из-за того, что говорил на иностранном языке. То есть вот. ну,
российская Я реальность. просто я просто к тому, что этот закон даже ну, как бы вот в это сложное время и в период оккупации, да, вот в эти наши непростые часы, да, он позволяет украинской власти на уровне ну, подконтрольных территорий, да, создавать какие-то там действия производить в сфере там, культуры, образования, да, то есть он приоткрывает эти механизмы, которые бы могли помогать развитию и языка, и культуры, и ну, вот концепция была принята, да, по развитию крымско-татарского Мгм. языка и перевода там, на латинскую графику. То есть он, в принципе, какие-то ну, вот вещи, которые необходимы вот в этой сфере, он позволяет делать, да, то есть он дает дополнительные легитимации, ну и законодательные механизмы. Но я еще как бы вот это говорю к тому, что закон — это такая политическая рамка. Вот, то есть это позиция во многом, Мгм. да, а какие-то конкретные шаги, они уже ну, как бы раскрываются в механизмах реализации, там в бюджетах, в тех постановлениях, которые есть. Здесь не все гладко, Мгм. безусловно, но мне кажется, что если сравнить ну, динамику, да, вот внимание к этим вопросам, она Мгм. более позитивна, чем много Ю- лет назад. Юлия, вот вы сейчас принимаете участие в обсуждении данного законопроекта. Буквально вчера мы связывались с представителем Меджлиса в Херсоне и членом Меджлиса Меджитара Сулеймановым. И вот он, в частности, высказал некоторые свои замечания, которые, на мой взгляд, очень уместны. Я вам бы озвучил, и у вас, так как у вас есть непосредственная возможность это как-то обговорить в процессе обсуждения данного законопроекта. Вот одно из них — это то, что изменение топонимики, вопрос включен, что он будет рассматриваться после деоккупации. Вот здесь Меджитар очень интересную мысль озвучил, я полностью с ней согласен. Но вот а что мешает Украине сейчас произвести изменения, то есть вернуть топонимы, которые были раньше, и при этом, смотрите, то есть есть международная система, да, практика, которая считает Крым украинской территорией, те же Google карты, и те же, скажем, россияне, которые понаехали в Крым, когда будут пользоваться этой Google картой, будут видеть не Симферополь условно, а Ахмеджит, не Севастополь, а Акъяр и тому подобное. Вот это же даже, скажем, своего рода вот игра на опережение была бы. Почему вот этот вопрос, он вынесен за рамку деоккупации? Ну, насколько я знаю, вот с этой топонимикой в Гугле что же работают? Там вопрос не только связанный с топонимическими названиями, он вообще немножечко ну, как бы шире, и вопрос, в том числе и крымско-татарского языка в Гугле, да, то есть он тоже ну, поднимается сегодня. И Россия в этом плане тоже работает очень активно. Вот, как бы продвигая свои интересы. Ну и я так как бы скажу, при наличии действительно политической воли неразрешимых вопросов нет. Вопросы топонимики тоже поднимались и обговаривались, чтобы их э, поднять, реализовать до деоккупации. Но пока на эту тему идет Мгм. ну, диалог. Да, мне сложно сказать, есть ли какие-то технические нюансы. Единственное, что если речь идет там о названиях, которые фигурируют в Конституции, там, например, АЭР Крым, да, это Мгм. требует не просто изменения, ну, то, о чем вы говорили, это не требует там существенных конституционных изменений, но тем не менее даже с правовой точки зрения там не все вот так однозначно. Были Мгм. же решения по топонимике, исходя из вопросов декоммунизации. Помните, там Да, есть частично этот некоторые закон, да, населенные пункты, частично города есть. были Да, изменены. но это тоже как бы в действие вступит до. Вот. Но не все там так просто. Почему? Потому что даже вот изменение названий там населенных пунктов, то в зависимости от того, где они локализированы по украинскому законодательству, оно в том числе требует все-таки Мгм. участия громады Мгм. Спасибо большое, очень Юлия. часто.
что связались с нами, ответили на наши вопросы. С нами была Юлия Тищенко, соосновательница нацплатформы «Диалог про мир и безопасную реинтеграцию». Сайгыл телесерджілер, бізісі яйнымызны девам этемыз ве невбеттеки бағымыз бұ Эскендер Агабариев, Милли Межлис Азасы ве Кырым-Татар ресурс мерkezінің yol başçısı. Эскендер Ага, селям алейкум. Алейкум селям. Эскендер Жұма Ага, күні қайырлы болсын. çok sağ olun, sizge de hayırlı olsun. Ve sizden evvelki olgan suhbetdeşimizden olgan laflarımızı eşitkendirsiz ve sonki mesele bu toponimika hakkında biraz galiba mında Ukrayna'da ağnamaylar bu meselenin nasıl yengil çizmek ve nasıl o fayda getirebilgenini. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Evet, bakınız, 2014 senede biz Haçkeri'ye aytkanıdık, hem milletvekillerge, deputatlarga, hem hükümetke, hem Cumhurbaşkanına, prezidentke biz söylegendik. Nasıl deokupasyon bu zakonlar, kanunlar ya da kararlar, hükümet kararlar olmak gerektir. Bu birinciden biz aytkanıdık, bu Tamir Halk kanunu tez kabul etmek gerek. Biz göremiz, çünkü başladılar Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı registrasyon yaptı yukarı radada. Biz göremiz nasıl reaksiya oldu Rusya'nın Gosduma'dan. Çünkü onlar ne sebepten böyle şey korkarlar. Birinciden bu Ukrayna'da eğer bu kanun olsa birinciden bu Rusya'nın dünyası kırılacak. Bu ideoloji kırılacak. Çünkü Rusya, Крымның русские, они как раз-таки почему реакция получилась Государственного Дума Российской Федерации? Потому что мы четко увидели, что в первую очередь они начали реагировать, что русские не относятся к категории коренных народов. Ну, во-первых, это манипуляция, это различные политические инсинуации, потому что русские никаким образом не могут быть коренным народом Украины. В противном случае они лишают права вообще всех русских, всех находящихся в любой стране, право на собственное государство, которое называется Российская Федерация. Теперь второй момент. Это ломает и само понятие, саму идеологию русского мира, потому что тогда не на что претендовать в Украине, в частности на Киев и на Киевскую Русь и так далее. И это очень сильно ломает. Другой вопрос, когда мы укрепляем взаимоотношения, и таким образом украинское государство гарантирует право коренных народов на реализацию. И поэтому коренным народам есть за что бороться и понимать, что будущее и реализация коллективных прав может быть исключительно в Украине. Теперь возвращаясь к вашему конкретному вопросу по топонимике. К сожалению, несмотря на то, что в 2014 году также был принят закон о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку, и в статье 5 там четко говорится о том, что по инициативе депортированных народов могут восстанавливаться исторические названия. Второе. Сегодня в том числе и в законе о коренных народах предусматривается то, что могут восстанавливаться исторические названия. Третье. То, что закон по декоммунизации, он также говорит о том, что нужно избавляться от коммунистических названий. Мы в 2014 году четко говорили о том, что если Украина будет активно работать в этом направлении, то все топографические карты, там, географические карты и так далее, мировые, они будут использовать те исторические, те названия и населенных пунктов, и природных объектов, будут использовать таким образом, как дает официальное государство, страна, которой принадлежит данная территория. И это также будет очень сильно влиять, потому что это будет ломать полностью отношения Российской Федерации непосредственно к Крыму. К сожалению, еще не совсем понимают здесь. И я лично даже в 2014 году готовил проекты указа президента, проекты постановления Верховной Рады. Почему постановление Верховной Рады нам это позволяет? Во-первых, появились ряд законопроектов, ряд законов, которые я назвал. С другой стороны, это нам дает возможность, Верховная Рада может принимать или менять название населенных пунктов, потому что де юра отсутствуют органы
отсутствуют местные советы. И в соответствии с украинским законодательством это возможно реализовать на уровне Верховной Рады Украины или Кабинета министров Украины отдельным постановлением. Поэтому здесь нам важно этот вопрос также продолжать лоббировать и продолжать говорить об этом. К сожалению, было в связи с законом о декоммунизации были внесены изменения, но, к сожалению, там же прописывается всего 70 населенных пунктов. А я хочу обратить внимание, что когда был депортирован крымско-татарский народ и когда были изменены названия населенных пунктов, их было порядка 1444. И когда мы говорим о 70, и когда мы говорим о 1444, разница, конечно же, большая. Поэтому наша задача сегодня делать то, чтобы понимало украинское общество, насколько это важно. И, кстати, возвращаясь о законопроекте о коренных народах. Ведь на самом деле мы уже сегодня начали запускать ряд аналитических статей. Говоря о принятии закона о коренных народах, мы в первую очередь даем возможность или делаем шаг к вступлению Украины в НАТО. Потому что именно в рамках РНП это программа, направленная как дорожная карта пути Украины в НАТО, там четко обозначается реализация прав коренного народа. Дальше. Это дает возможность вступления непосредственно в Европейский Союз. Потому что в рамках резолюции Европейского парламента по ассоциации Украины и Украины и Европейского Союза, там четко говорится о реализации коллективных прав коренного народа. Далее я уже сказал, насколько важно, когда ломается идеология русского мира. И самое главное, о чем можно еще сказать, выгоду Украина получает, когда само коренное население, сам коренной народ, коренные народы четко самоопределяются и четко понимают, что их будущее может быть только в составе Украины. Өз фікірлеріңізден пайлашқаныңызға чоқ сақ олың, ама сізнен бағланғанымыз бүгін эсас мевзусы біраз башқа. Бұл мевзу сіздің сайфеңізден бөле тешебюс хақында көрдім. Бұл тешебюсың ады «Эй халық векелі сияси мабуске ярдым ет. Депутаты допоможи политв'язневі». Мерақлы бір тешебюс ве ағнағаныма көресіз, бұл тешебюс или Украина халық депутатларына бөле мұражатнен бұлынасыз. Қырымда олған сияси мабуслеріні, олардың хоранталарыны өз имайжелігіне алмаға. Бұл тешебюс хақында не айта білесіз, кімнен бері-берлікте оны башладыңыз ве оның шындыки вақытке қадар нәтижелері не олды? Бұл компанияны біз башладық декабрь айында 2020 сенесінде. Біз бұл бір презентация яптық үшінші біз азырладық қысқа бөлі фильмлар. Ве бұл қысқа фильмлар яқын заманларда біз көстірді. Sonra biz bütün milletvekillerine yazdık mektubunu ve bu mektupta 10 modellik tekliflerini yazdık. Ne yazmaya gerek, ne yapmaya gerek. Çünkü biz ne sebepten böyle kampanya başladık? Çünkü bu milletvekilleri, Ukrayna milletvekilleri bütün deputat gruplarda iştirak ederler. Bu deputat gruplar var, bu dostluk başka parlamentlarının, olsun Avrupa, olsun Asya, olsun başka taraflardan ve onlar eğer bu bizim mabuslerine, siyaset mabuslerine bu şefstva olmak ya da atalık yapsalar, sonra bu Avrupa'nın ya da başka memleketlerden депутатлар да тырышачак алмага, чунки оларга не керек. Они должны быть уверены в том, что это действительно не террористы, что это порядочные люди, которые сегодня находятся в застенках ФСБ. И біз өзіміз тарафтан бүтін информация оларға береміз, бүтін көстереміз не yapmaya керек, бүтін роликлер hazırlanамыз. И бізде біраз файда бар. Біріншіден мен teşekkür bildirmek isteyen birinciden milletvekilge Vladimir Ariev. Çünkü Vladimir Ariev aldı, atalığa aldı bir koranta. Bu Rustem İsmailov, Enver Ömerov
ve Rıza Umerov. Çünkü onlar bütün bir korantadan çünkü bu erkekler çünkü hapishanelerde oturarlar. Ve Vladimir Ariev bütün halkara meydanlarda Euronest olsun, Europarlament olsun, onlarda bu mesele yüksek seviyeye götürdü ve hem bu erkek hakkında, erkeklerin ve bu Kur'an'da hakkında ve bütün Kırım Tatarların hakkında. Ben teşekkür bildirmek isteyeyim Salome Bobrovskaya. O aldı Ekdaniye siyaset magistlerine bu Davgapola'ya ve Rifat Alimov. O da makale yazan edi, son sözler çıkan edi, parlamentte, komitette biz beraber iştirak etken edik. O resmi aldı ve resmi bir cinayet yaptı. Söyledi, ben bu adamların tırşacağım ve atalık alacağım. Eğer çünkü bu yukarı şurasında, Ukrayna yukarı şurasında 450 milletvekilleri var. Eğer herkes bir mabüslerini alsa da ben bileceğim o çok güzel olacak. Çünkü bizlerge de İngilizce kolaylı olacak çalışmaya halkara депутатлармен. Ya şimdi nede problema? Siz aytasız 450 halk deputatı var ama tek onların hepsinden tek iki danesi ikisi aldı böyle siyasi imajcılık. Başkaları eşitmedi mi, bilmedi ya da bizden de seslenip bunu ilan ettik. Nede problem sizince? Bakınız biz Erkun onlarla çalışamız. Erkun biz onların Facebook sayfasını yazamız. Erkun biz onların konuşamız. Evet var böyle deputatlar, onlar bizge etalar. Evet biz alacağımız. Evet siz bizlerge bu cetvel yolladınız, biz bakacağımız son kararga geleceğimiz. Hem Kırım'dan da var milli vekilleri. Aman men bilesem ya da korkarlar ya da similer başına almaya bu problemlara ya da pişmediler bu meseleye iştirak etmeye, aktif iştirak etmeye. Aman bu taraftan da çalışmak gerekiyor. Evet, her insanda uzun fikri var, her insanda uzun men bilesem problemi var. Aman milletvekilleri bu halk vekilleri. Onun için onlara biz gösteremiz ve aytamız. Bakın siz Ukrayna milletvekilleri, siz halk adından bu binasında oturasınız ve kanunlar kabul ediyorsunuz. Onun için bizim vatandaşlarımız çünkü bu hapishanelerde oturarlar. Onun için onlar hem korantalar ve onlar biraz destekini bekliyorlar. Destekini onlarını yapmaya gerek. Onun için biz devam ettiğimiz bu meseleyi ben bilesem daha hoş olacaklar, daha çokça bu deputatlar olacak. Ve sonki sualım, eşitkendirsiz siz kendirağa Ukrayna Tışkı İşleri Nazirliğinden çıkan teşebbüs de halkara siyasetçilerin de bu teşebbüske davet ettiler ve birkaç gün evvelsi Osman Arif Mehmetov'un cemaat jurnalistini Francis Fukuyama misal olarak o siyasi mentorство aslında aldı. Demek siyasi imajcılık yapacak. Böyle haberlerge nasıl bakasınız? Bu meselenin demek Ukrayna sınırlarından böyle halkara sınırlarına çıkarabilgen bir alet olacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Bizim maksadımız böyle kampanyada evet en büyük maksadımız tek Ukrayna milletvekilleri değil. Bu tanılgan insanları, bu bütün dünyada tanılgan insanları bu atalık yapsınlar. Onun için biz Liberal Crimea hakkında bu mesele taraftan çalışanıdır ve evet bu çok güzel. Çünkü Dışişleri Nazırlığı bu mesele da çalışmaya başladılar, aktif başladılar. Çünkü evet hükümette da kuvvetli, da gücü çok var.
И эгер бераберimiz yapsak o kadar çok güzel olacak. Ne sebepten biz aytamız mesela Avrupa'nın milletvekillerin almak gerek, bu atalık yapmak gerek ve iştirak etmek gerek. Çünkü mesela eğer bu Avrupa'nın parlamentosunun milletvekili istese o varıp olacak kolonyaya Rusya tarafına. Mesela çünkü ne sebepten biz bir klasifikasyon yaptık. O Kırım Tatar resurs merkezinde siz göreceksiniz bir klasifikasyon var. Ve bu klasifikasyon var ve ne kadar adamlar kolonyada oturarlar, ne kadar mesela ÇİZO'da oturarlar. ÇİZO'da oturarlar çokça Kırım'da. Kırım'a Avrupa deputatları iştirak etmeyecekler ve anda varmayacaklar. Ama kolonyada oturan semiydaşlarımız onlar Rusya'da oturarlar. Olsun Rostov, olsun bilmeyeyim bu Lensk ya da tam ben bilmeyeyim Moskva'da ama anda varmağa çaresi var. Ve eğer onlar atalık olsa da bu kampanyada iştirak etseler onlar en kolonyaya varıp çaresi olacak. Ve eğer onlar kolonyaya gelseler son kolonyanın müdürlüğü onlar biraz müdürler onlar biraz başkaca bakacaklar bizim mabuslerimizge ve onlara tortur ya da pıtkalar açık olmayacaklar. Ben bilesem bu da büyük mesele. Onun için biz çeşitli türlü taraflardan bu aksan çalıştırmak istiyoruz. Ve dış işleri nazırlığı bu iş yapan başladı, bu çok güzel. Mesela Stango, господин Stango, o İtalyan Federasyon en авторитеті bu adamı o da aldı ve 18. Mayıs'ta o bizde soradı cetveli. 18. Mayıs'ta o başladı bu resmi aytmağa ben bunu adamına alan ve bu adamın hakkında çalışacağım. Onun için eğer hem deputatların taraftan, Ukrayna deputatlar, hem bu dış nazırlığı taraftan çalışmaya başlayacaklar. Hem ben bilesem başka правозащитный insan hakları teşkilatlarından bir taraftan biz ne kadar çalışacağımız o kadar Yaxşı olacak. Çok sağ olun Eskender ağa. Çok sağ olun. Bağlanğanımız için sayılı teleseyirciler, hatırlatam, şimdi bizden canlı bağda Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender ağa Bariyev bulundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve növbеттeki musafirimiz da bizden bağlandı. Bu Milli Meclis reisinin birinci muavini Nariman ağa Celal. Selam aleyküm Nariman ağa. Aleyküm selam Seyit Ömer Bey, aleyküm selam Atayar'ın seyircileri. Çok memnunum, sağ olun. Biz de çok memnunuz Nariman ağa. Elbette ki bugün bağlanan mevzum ve sebebi pek meraklıdır menimce. Çünkü ben sizin sayfanızda birkaç gün evvelsi menimce meraklı bir video seyrettim. Siz anda öz fikirlerinizle çeşitli türlü meselelerge paylaşasınız. Ve o videoda böyle mühim meseleni siz mühim mesele hakkında fikir alıp bardınız. Bu cesaret, mukayyetlik ve Kırım kontekst içerisinde bu sözlerini nasıl anlamak ve özümüzün alıp barmak nasıldır deyip düşündünüz ve meraklı düşünceleriniz men de sizden bu mevzu hakkında söhbetleşmeye ister edim. Ve birinci sualım Nariman ağa, siz mukayyetlik hakkında düşünmeye başladınız. Mukayyetlik elbette ki o gerek bir sıfattır insanın bir çizgisi ama mukayyetlik bazı vakitlarda halkımızda olsun ya da diğer insanlarda olsun belada olup ketebilir. Şimdi bizim vaziyetimizde bu mukayyetlikni siz ne yerinde görüyorsunuz? Bilesiz pek öyle mühim bir mesele çünkü vatanımız işgal tübünde ve elbette bazı adamlar ne yerde olsalar, nasıl şaraitte öyle bir şimdi öz hareketlerini alıp barsalar, buna bağlı nasıl adam düşünedir özünü bir alıp barmağa gerek bu vaziyette.
çeşit türlü fikirler peyda oldu. Men de tırıştım bir şeyler aytmağa. Çünkü bazı şimdi Kırımda olgan böyle bir şeylerge razı değilim. Birinciden elbette mukayyetlik bu mühim bir şey. Men onu açıktan ayttım. Eğer biz özünü bir saklamağa tırışsak, eğer biz bazı haflı böyle bir usullardan uzakça durmağa tırışsak, mukayyetlik, sabır bizge mutlak gerek. Ve bu 7 yıl içinde bu mukayyetlikle, sabırla bayağı yaşayımız. Onun için ben öyle de dedim, mukayyetlik ve sabır öyle bir içtimai yaşayışımızın bir trend oldu. Onun hakkında çok laflar var. Çok adam tamam buna göre işte bu kriteriylerge göre özünü bir alıp bara ama men dedim sakın olmak gerek çünkü mukayyetlik sabır deyip adam özünü ya da onun etraftaki dostları, tanışları bu adamını, insanını öyle bir korkunçka da getirebilirler. A korkunç endi bu içtimai yaşayışında. Biz öyle bir ayrı insanını değil, halkımızını alsak, korkunç bizge hiçbir yardım etmez. Onun için ben dedim, bazı vakitlarga mukayyet olayık birbirimizge. Çünkü bir en mühim menimce yaş insan istese bir hareket yapmağa. Bu hareket haflı olabilir. Şimdiki vaziyette Kırım şarayetlerinde elbette. Onu elbette ama onu birden toktatmağa, onu birden bir saklanmağa tırışmanız dedim. Ona anlatmak gerek. Dostum sen böyle şeyler yapsan mukayyet ol. Çünkü böyle neticeler olabilir. Ama yapsan çok güzel olur. Çünkü biz senin gururlanacağımız. Elbette sen bir öyle haflı vaziyetke düşsen bile yardımcı olabilirik. Seni de bakarak Kur'an'ına da yardım ederek. Çünkü o belki de yapacak işi bizim inkişafımızga, bizim hareketimizge faydalı ve gerekli. Ve siz aytkan fikringizni böyle grafik gibi baksak var kenar noktası cesaretlik. Ortasında mukayyetlik ve bu tarafı bu çeti korkuluk endi kete. Endi elbette ki herkes belki de cesaret olup olamaz. Mukayyetlikka özünü baka ama bazı vakitleri bu mukayyetlik onu korkulukka getirebilir. Bu vaziyetke sizince nasıl düşmemek mümkün? Çünkü korkuluk hakikaten bu halkımızın bağlı bir vakit olmagan böyle bir sıfat. Tarihimizge baksak bizim halkımız her daim cesur böyle halk gibi bütün dünyaya belli edi ve korkak böyle epitetler halkımızga bir vakit bir kimsenin hakkı bile yok idi yapıştırmağa. Ama şimdi bazı siyasi böyle kuvvetler halkımızı yavaş yavaş ötüp bu sınırına onu çıkarmağa, bu tarafka. Anda kirmemek için sizince ne yapmalımız? Birinciden onu anlamak gerek. Kırımını şurada idare et. Tanrı'nın bu korkunçluğu ülkeye tırışa ve elbette buna karşı çalışmak gerekmez. Ve bunda anlamak gerek. Her bir adamın için cesaret farklı olabilir. Farklı olabilir. Birisi korkmayıp açıktan Kırım'da olgan vaziyetini anlatacak. Birisi bir plakat yazıp piketke çıkabilir. Ama elbette değiller her bir adam, bana komentlerde de yazdılar, her bir adam böyle bekim yapılmaz. Yapılmaz ama tapınız özüne bir cesurluğuna. Bakınız, sonki yılları her bir 18 Mayıs'ta Akmecit'in bir kasabasında, Жукова degen kasabasında bir yaş yigit высоковольтный öyle bir başnyaga koterilip bizim bayrağımızını koterip koya. Haflı bir iş, haflı elbette. Anda herkes öyle koterilmez ama yaş yigit öyle yapa,
hepimiz gururlanamız. Öyle töpelikte bilen bizim bayrağımız öyle bir gelpirep tura. Ya da bakınız, nasıldır bir koyun mektebinde çare var milli sınıfımızı açmağa. Ve bazı ana babalar ne içindir deyler, isteyememiz şimdi modernen bir münasebetlerimiz belki bozulacak. Birisi Balamıza kıyış bakacak son. Evet, yatapınız içinde bir cesurluk. Mında o da cesurluk, yazıklar olsun ama bugün bu da cesurluk. Alınız bir karar ve aytınız yok. Oğlumuz, torunumuz milli sınıfta milli öyle bir ana dilinde okuyacak. Ya da bakınız nasıldır bir hoca sizin balanızla öyle bir canı ağırta, ayta mına taraktaşta gibi sen halkı eken satkın halkı edi, onun ceza bergen eken öyle bir adaletli ceza edi ve ilahire. Allah'a şükür ana babaları içinde mına bu cesurluğun tapıp buna karşı çıktılar. Ve neticesini göremez. O hoca mecbur oldu mektepten ketmeye. Çünkü böyle halk reaksiyasını gördü. Onun için ben çağırdım herkesini beni doğru anlamağa. Cesurluğu çeşit türlü olabilir. Her bir adam öz için onu tapabilir. Bugün belki de nasıldır bir iş adamına milli hareketke kol tutmak bu cesurluğu. Nasıldır bir şairge keskin ama doğru şiir sözleri yazmağa bu cesurluğu. Nasıldır bir adamga siyasi mahpuslerin için barıp duaga koşulmağa bu cesurluğu. Şimdiki Kırım vaziyetine öyle. Ben öyle de bu videoda açıktan aytım. Addi bir mumumi öyle bir vaziyette bu addi insanın bir hareketleri. Bu cesurluk değil ama şimdiki Kırım'da elbette buna bir kararga gelmege elbette içinde bir güçlerini, iradeni tapmak gerektir çok adamların için. Ve ben çağırdım tapınız ve en mühimi yanında, sizin yanınızda bu sizin balları bekim olur, tanışları, dostları. Eğer onlar isteseler bir şeyler yapmağa onların toxtamanız. Akıl, tavsiye bir vermege. Onların beraberlikte bir nasıl bu işini yaxşıca haflı tarafından da, hafsızlık tarafından da nasıl onu güzel şekilde yapmağa elbette yardımcı olunuz. Ama toxtatmanız. Çünkü eğer biz şimdiki zamanında bu teşebbüslerini toxtasak halkımızın vaziyeti inkişafı toxtayacak. Biz o bir inkişaf yapmağa çaremiz kalmaz aslında. Onu anlamak gerekmiz ve bu fikrini işte айтмаға тырыштым. Нариман бей, әлбетте ки сіз айтқаныңызға қосылам ве мында мерақлы шында ақылма мисал келді. Hepimiz біледірік бұл хикаяны. İbrahim Aleyhisselam peygamberimizini yakmağa ketkende балабан бір атеш яқтылар ve bir kırmızға işte ne kadar su alıp kete bile. Ama o da alıp ketkende başkaları kulgen vakıtı o fayda olacak mı degende o ne degen menden soraganda sen Allah'ın peygamberini yakkanda ne yaptın degende menin cevabım olacak, men de harekette bulundum. Böylelikle elbette biz de halkımızın bu ağır vaziyetinde kim nasıl taraftan içtimai bu iktisadi olsun böyle al hatır soraf tarafından mı hepimiz birleşsek biz men şüphelenmeyeyim ki bütün ağırlıklarını geçmege tahatımız olur ve biz onların inşallah geçermiz. Ve aytkanınızga da koşulan bu teşebbüsler hakkında. Yazıklar olsun ki bu korku meselesi, mukayyetlik meselesinin bu teşebbüslerinin sayısı öyle de çok değil. Ve onun için aytkanınız gibi olgan teşebbüslerge da çok sık baylanmağa gerek. Ve 2 dakikamız kaldı. Nariman ağa daha böyle videolar olacak mı? Belki de planlaşkan mevzularınızla bölüşersiniz. Elbet fikirlerim çok. Buna vakit ayrılsak elbette yapar konu. Çünkü
Gördüm, adamlar böyle fikirlerini Reaksiyası var. geçmeye de istiyorlar. Öz fikirlerini paylaşmaya da isterler ve çok güzeldir. Çünkü bazı mevzularda vakit geldi, vakit geçti de aytmak mümkün. Onlar pek aktual, onların etrafında laf etmeye gerek. Çünkü laf etmesek her bir adam öz fikrinden kalacak. Bu doğru değil. Tamam biz olsun internet vasıtasıyla öyle bir konuşayık. Ve ben sizin sözlerine de koşmak isteyeyim. Hadislerde de yazılgan edi. Elbet eğer Müslüman adamı başkalarına yardım yapmaya niyetlense de ama neticesine varmasa o da sayılır dedi. Çünkü Evet. niyet o da büyük bir şeydir ve elbette ulu hocamız İsmail Bey Haspralı da aytkan edi. Koluna kelgen kadar halkımızga ümidi çağıram bizim semedeşlerimizne bakmanız büyük iş, ufak bir iş, komşularga, dostlarına, soysoplarına ve umumi halkımızga yardımcı olmaya tırışınız ve netice mutlak özünü bir öyle gösterecektir. İnşallah. Çok sağ olun Naриман ağa bizden bağlanğanınız için. Da yana videolarınızın beklep, onların da inşallah müzakere eterek. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden canlı Bağda Milli Meclis reisinin birinci muavini Naриман ağa Celal bulundu. Bu saatinin yayını sonuna gelmekte. 5 dakikadan biz bugün programmasında devam edeceğiz, görüşeceğiz. Aterli olunuz. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişi taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden öse. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Sazın teli söylesin kendi derdini, dinlegen yüreğimnin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını.
чешмелеріні, бақ-бақчасын, тоғы башақлы кен чөллеріні, дағдан ескен шифалы, салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım. Cemiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer kerimlerini söylesin sazım. Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyretesiz. Sizin beraberlikte stüdyoda men Seyit Ömer ve bugün programması çerçevesinde bu saat devamında Kırım'da olup geçken siyasi mabüslerine bağışlayacağımız ve bu saat devamında onlarla bağlı siyasi davalar nasıl geçkeni, horantalar nasıl yaşağını olup geçken vakıyalarını ve mahkemelerini demek hafta neticeleri olarak bugün ve şimdi müzakere edeceğimiz bizden beraberlikte kalınız ve beraberlikte bu problemlerini bilip çözme yollarında beraber kıdırayak. 11 Mart geçken senesi Bahçesaray şehrinde böyle Kennedy tentövler olup geçken edi ve o vakti 4 bizim vatandaşımız yakalangan edi. 5. men olacak edim, sayılı teleseyirciler, ama o vakitte endi 2 yıldan ziyade men Kiyev'de edim. Ve şimdi bizden canlı bağda Lilya Tata Seyit Ömerova siyasi mabus Osman ve Seyit Ömer ağa kardeşlerinin anası. Selam aleyküm Lilya Tata. Aleyküm selam. Lilya Tata, bugün sizinle niyetlendik sohbetleşmege. Bu öyle adlandırılgan 3. Bahçesaray terörizm böyle Hizbut Tahrir davasının bağlı adlandırılgan. Birinci sualım, 2014 senesi elbette ki bu bütün hadiseler başlaganda bütün halkның böyle ağır düşünceleri, fikirleri var edi. Ruslardan tek bela bekleyeceğini ve böyle bir felaket sizin evinizge de kelip çıktı ve tek evinizge değil de akraba soylarınızga da kelip çıktı. 11 Mart geçken yılı sizin evinizge de keldiler, o günü nasıl hatırlaysınız, ne olup geçti o günü? 11 Mart 2020 senesi sabah saat 6'da tangda kapını kaktılar, takıldatıp beklenilmeyen misafirler gelip çıktı evimizge. Neticesinde Osman oğlumunu alıp gittiler. Şu günü son anladık. Şu günü sabah aynı şu vakitte büyük oğlum Seyit Ömer'ge de gelgenler sabah tangda ve doğmuş kardeşime Seyit Mehmetov Rüstem'ge de geldiler. Aynı şu günü üçsünü de beraber alıp gittiler. Yakalak. Ana şu günü öyle vakıya oldu. Neticesinde ballarımızı alıp gittiler. Ana evde dini kitaplarını alıp gittiler yasağı deyip. Ve demek biz böyle tendensiyalar görüyoruz Lilya Tata. Yazıklar olsun ki bu dinsizler bir şeyge bakmaya böyle
бүтін хоранталарға біле, ақрабаларға біле басқа етілерінде бірқач мисал бар. Мисал аға қардаш Тимур Узейр Абдуллаевлер, яда баба оғыл ве Киев оле мисал бар. Сізде бақын секі оғылыңыз, қардашыңыз. Бұлар бір шеден тоқтамайлар. Насыл дейлер, ничего святого yok bu insanlarda. Сейтумер оғылыңызны білгеніме көре, уақыт бірқач айлық доған оғылы бар еді. Шынды енді оғылы 1,5 яшына яқынлаша. Яқынлашты. Оғылынын көріп ола ма асылда оғылыңыз? Ана 14 январда 20 senesi oğlançığımız, sorunçığımız oldu. Birinci pek sevinçli vakıya edi, kıvançlı. Evet. Ama bunu 2 ayga barmazdan bu vakıya oldu. İşte babasını alıp gittiler. Ondan beri işte buna daha yakında bir ay o günü fırsat oldu konuşmaya. Biz mahkemeye Rostov'a beraber balanda alıp gittik özümüzle beraber. Ana mahkeme binasında, odasında işte uzaktan bala baba birbirini gördüler. Neyse. Demek birinci Görüşürüz. kere. Allah sabır versin, taqat kuvvet herkesге, Amin. pek ağır Amin. Çok vaziyet. Bilgenime göre siz Tuneun Rostov şehrinde bulundunuz. Videolarda sizni de izlettim, gördüm. Gördüm. Tahqiqat şimdi nasıl etapta neler bakıla? Demek ki 1,5 yılga yakın kele tahqiqatның devamlığı. Ne şimdi bakıla, nasıl mahkemeler geçe? Bilgenime göre şimdi kene de o sırlı şartlarını soraylar. Skrytый свидетель değiller. Gizli şartlarını şimdi bitirdiler sorap, şimdi endi tintuvlerde olgan şartlarını ekşer adam ularını birer soraylar. Panetoylar demek. Bizim tintuvde olgan şartlarını soralını bitirdiler. Ana endi bu taraftan şartlarını, bizim taraftan şartlarını soramağa belgilediler. İyulun ayında endi kısmet olsa. Лилет ата, bu bütün terrorizmden bağlı bu davalarda tahqiqatçılar işte en çoğusundan iki delil getirirler. Bu sırlı şartlar ve o ekspertiza deyler. Olarına aytkan, videoga çıkarılgan ya da ses yazılgan şeylerine böyle işte ekspert öz bakışını anlata bere. Ve bu sırlı şartlar meselesine geçmek isterim. Bu sırlı şartlar endi bugünkü günge gizli şartlar öyle olmayacak şeyler aytalar mahkemelerde. Sizin davanızda nasıl cevaplar eşittiniz? Çünkü başka davalarga göre olar tek bilmeyim, aklımda kalmadı, eslemeyim, olmadım, bilmedim deyip böyle cevaplarını eşitebiledim. Sizin davanızda nasıl vaziyet, öyle mi? Bizde de aynı şu edi. Bizde de hepsi gerek olan vakitte ular aytalar. Ularga kelişmegen sualler olsa unuttum. Çok vakit geçti. Aklımda yok. Bilmeyim. Öyle cevaplar edi. Aynı şu. Bu gizli şartlarda böyle tanılgan adamlar da var. Bu davada kim gizli şartlar olganı ballar tanıp oldular mı? Ну, tanı buldular. Yakın aytabilirsiniz mi? Ну, аңлағанымызға көре, мына ой, adını unuttum, İbrahim деп lağabını koydular. Onun adı Kostya. Demek Kostya bu belli şahat. O endi Bahçesaray'dan iki dava olgan evvelsi geçirilgen davalarda da şahat olarak geçti. Bu insan bizim arkadaşlarımızga onların yanına gelip işte olmayacak şeyler yazıp çıkargan ve mahkemede her vakit
ялан ифтира токып ште хабатсызларны хабат оларақ танымаға істей. Язықлар олсын бода біз үшін сынавдыр бір. Шынды сіздің оғыларыңызны ве қардашыңызны терроризмде қабатлайлар. Ama bütün terrorizmliklere bu camide toplanıp sübetleşken meselesi. Demek Zemanevi Rusiya şarayetlerinde camiye toplanmak cinayetlik mi? Öyle olup çıka. Öyle olup çıka. Dini hakkında laflar, sübetler geçirilmek demek cinayetçi olup çıka. Ve ana kitaplarga esaslanıp neteler dini kitaplarga. Ya nasıl düşünüyorsunuz? Bütün dünya ağnay Kırım'da teröristler yok. Bu bütün hapislerde oturgan vatandaşlarımız, dindaşlarımız olar bir alakaları terörizmden ya da bir yaramaylık yapkan meselelerden yoktur. Ama olar bütün dünyaya halkımızını böyle cinayetçi gibi göstermek isteyler. Bu neden bağlıdır? Nasıl düşünüyorsunuz? Bu men bilesem bu şimdiki bu vahiyelerin başı 200 yıl evvelsi başlanan bu meseleler. Onun için hali da uzanıp geliyor bu dünya bakışları. Ya tafsilatlıca aytabilirsiniz? Bizim halk için mesela Kırım Tatarlar, Müslümanlar olgan için böyle nimete bileler olar. Lilya Tata, keçken mahkemede sizin oğlunuz Osman kitaplar hakkında da aytты. Kitap okuv meselesi dedi, o terrorizm değil ve bizni terbiye bergende bizge öğrettiler kitap okumağa ve kitap okuv bütün dünyada böyle güzel şey gibi tanıla. Çünkü bilgi kaydan alınıla bu kitaplardan, hocalardan. Ve kitap okuv, siz de bilgenime göre Lilya Tata hocasız. Böyle mantıklı nasıl anlamak mümkün? İnsanlar kitap okup terörist olarak tanılalar. Keriçte ise insan hakiki terrorizm yapkanda onu bir kimse izletmedi, bir kimse onu toxtatmadı ve neticede işte 50 adam yok edildi. Bu nasıl şey, nasıl paradoks, paradigma? Öyle paradoks olup çıka. Bakınız bu da yaşlılık zamandan vakti mektepke barganda balların bilgige sevgi aşlanıla ballarga, kitap okumak bu bek yaxşı şey, bilgi almak. Bu her vakit yaxşı tanıla. Ama şimdi olup çıka, kim kitap okuyor, mesela dini kitaplar olsa demek o cinayetçi olup çıka. Ama o doğru değil, dep sayam. Ve ne meraklı ki bu davada camide yazılıp algan subjetlerinin mevzusu. Men arnayım yaxşı insanlar camide toplanıp, misal planlaşalar bir kimseni patlatmağa, planlaşalar bir kimseni yok etmege, planlaşalar Rusiya konstitutsiyasını, devletini yok etmege. Tamam, böyle sözlerini yazıp algan olsanız da belki de ama hep bir hareket olmagandan evvel hep bir insan kabatlı sayılmay. Ama böyle laflar bile olmayıp camide yazılgan mevzularını açıklamak istedim. Advokatlarla konuşup onlar bana ayttılar nasıl bu meseleler. Ve bu davada men de geçem ve o yazılıp algan men aytkan mevzu bu ahiret günü ve ruh yani duşa. Doğru. Bu hakkında men sohbetini alıp bargan edim. Sizin oğlunuz Seytumer tarihçi olarak Seytumer kardeşimiz Tavrian Milli Üniversitetini bitirdi tarihçi olarak. O Srebrenica'da olgan yıllık hakkında ve o cinayetçilik hakkında sohbetini alıp bargan edi. Statistika olarak nasıl olup geçkenini. Ve bu iki mevzu bizni hepimizni şimdi beşimizni terrorizmde kabatlaylar.
Buna ne demek mümkün? Men agnap olamayım. Ana mahkemede, keçken mahkemede mana Sümburskun. Bütün ana o neme aytkan kabatçı okudu başından sonuna bu bütün iki mevzunu okup çıktı. Sabahdan akşama mana oturup hepsi dinlediler. Endi bilmeyim ne anda nasıl nesi var, anda cinayetçilik bir şey yok ama neticesini endi görürük. Başından sonuna hepsini okup çıktı. Bütün hepsi dinlep oturdular. Ve bilgenimizge göre keçken davalarının praktikasına göre olar işte şimdi bu yazılarını öz ekspertlerine FSB'den verecekler ve bu davada iştirak etkenler sözlerini işte özünce uydurup bizni hepimizni habat etmeye tırışacaklar. Elbette belki de onlar için bu bizim narazılığımızı göstersek de tesir etmez ama bütün dünyaya bunu aydınlatsak, göstersek bu haksızlıkını, bu kulümçülü meseleni ne vakit cemaat biz Bahçesaray şehrinin sakinleri edik. Biz Situmer'nin, Osman'nin, Rustem Ağa'nın, Ahmet'nin balalıktan bu tahtalı camiye katnagan edik. Balalıktan biz bu camilerge barıp namazlar kılaydık. Bizim karbaba dedelerimiz bu camilerin kurdular bizler için, gelecek nesiller için. Ve biz öz aklarımızla o camilerge barıp, toplaşıp öz ibadetlerimizni yapaydık. Bilesem bunu herkesge bunu bildirtmek gerek. Kimni şimdi Rusya terörist olarak tanı. Elbette belki de dıştan bu mevzuğa böyle çok dikkat vermeyenler düşünedirler ama böyle fikirler de işte bilemiz. Eğer onlara geldiler demek gelmek sebebi var eken. Yok saygılı vatandaşlar. Onların gelgen sebepleri bu bizim yakalangan vatandaşlarımızın için bu iftira, bu yalan. Bir zerre bile fayda hakikat anda yoktur. Onun için Doğru aytasız. biz bunu herkesge ilan etmeye gerekmiz, tarqatmak gerekmiz. Sağlık hakkında soramak isteyim de 15 ay oğullarınız, kardeşiniz hapiste buluna sağlıkları nasıl, özlerini nasıl duyalar? Mana biz evet bizim anda kirsetmediler karantinde Rostov'da endi 6 aydan beri anda ulalar. Aprelden beri işte mana fırsat oldu kirseteler göremiz camdan evet ne de olsa sağlıkları işte Allah'a şükür bir karar. No kozları evet zayıflaşıyor. Çünkü o sizo şaraitinde o anda evet kozları çok da öyle zayıflaşıyor kozları. Sonuç taraftan işte belleri ağırdan öyle işte. No Allah'a çok şükürler olsun. Gene böyle özlerin ruhtan düşmeyler. Böyle cemaate çok selamlar yollaylar. Sağlıkları bir karar. Ve sonki sualım Lilya Tata, men için böyle şok edim bu şeyini eşitkende advokatlardan böyle malumat çıktı. Bu oturgan SIZO'da, tahkikat izolatorunda, şimdi nerede Situmer, Osman oturalar. Anda Situmer'nin dedesi oturgan. Ve ona anda kontrrevolüsyonlu böyle şeyler yapkan dep kabatlap onu anda koydular ve 38 senesi onu atıp öldürdüler. 100 yıl bile geçmedi. Şimdi indi anda onu torunu otura. Torunları otura. Doğru. Demek tarih tekrarlana mı? Nasıl boğaytabiliriz? Bu meseleni nasıl anlatabilirsiniz? Doğru aytasız. Ahmedcit SIZO'sunda oturganda birinci SIZO'da doğru 38 senesi mana Situmerlerin bitalarının babasın Mustafa Murtaza ana onu alıp işte kabatlap 2 aydan son attılar. Öyle vakıya olgan edi acınıklı. Son evet
оправдать еттілер, но енді анаулевақ болған еді. Insan Kaç yıl atılgandan son geçti? onun faydası. Faydası yok, ebet, afsus. Ana kaç yıldan son енді torunun ballarına da işte ana bu sınavlar düştü başımızga. Енді bizim ballarımızdan da oturup çıktı енді Rostov'da. Hı hı. Allah o'zi yardımcı olsun. Иншалла, иншалла. Лилия тата, сізге бұл ағыр вазиетте білеміз ки бір инсанны адам бөле өзінден жойса, аписке бір ақылса нағадар ағыр, чүнки о сені беденінің бір парчасын алған кебе ола. Сізде есе үш яқыныңызны алдылар бір күнде. Сізге бұға даянмаға не тақат құвет бере? Ve nasıl bilmeyeyim biz sizni destekley bilemiz bu meselede? Ең біріншісі маңа тақатын Аллах бере. Мен оңа инанамыз, епіміз, емде Аллах ма, ем рух бере, ем сабыр бере, ем кувет бере. Екіншісі біздің халқымыз, біздің жематымыз. Çoğuktan çok şükürler olsun. Bu kadar birlik cemaatimiz var. Bizni bir o'zimizni kaldırmaylar. Ballarga mahkemelerge de katnaylar, o'z işlerini kaldırıp çok sağ olsunlar. Ballar onlarga çok minnetdarlık bildirirler. Er vakit mektuplar yazalar cemaatga. Emde bizler o'z tarafımızdan men isteyim çok minnetdarlık bildirmege halkımızga, cemaatimizga kol tutkanları üçün bizning ruhlandırıla uların mına böyle toplaşıp bizge kelgenleri, kol tutkanları bu pek balaban yardım. Pek balaban yardım. Allah sağlıklarını versin, Allah razı olsun onlardan. Amin. Çok sağ olun Lilия тата, бізден bağlanğanыңız üçün hepimiz öz dualarımızda sizin ballarınızны, kardeşinizны, hepsi siyasi mabuslerimizin anıp Rabbimizden dualar etemiz, sorayımız. Allah tez vakitte o günü bizge көрмеге nasip eylesin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytqаны gibi ağırlıklardan son yengilik kele ve bizge de bu yengiliklerini көрмеге nasip eylesin. Allah sabır versin ve takat kuvvet. Cümle halkımıza Allah nasip etsin. Tez mabislerimiz kayıtsın, horantalarına da kavuşsunlar hepsi. Tez vakitte. Allah'ın yardımıyla. Çok sağ olun. Saygılı teleseyirciler, bizden canlı bağda siyasi mabusler Osman ve Seytumer ağa kardeşlerinin anası Rustem Seyitmemetov'ның tatası Lilya Hanım Seytumerova bulundu. Ve keliniz yayınımızı devam etemiz ve yayınımızı bu davanın nevbetteki diğer mabusının ömür arkadaşının şimdi biz bağlandık. Bu siyasi mabus Ahmet Süleymanov'ның ömür arkadaşı Lilya Lumanova. Selamun aleyküm Lilya. Selamun aleyküm. Şimdi bugünkü programımızda bu Bahçesaray 3. davasının böyle tefsilatlıca onu bakmağa tırışamız. Ваш муж, Ахмед Сулейманов, тоже фигурант данного так называемого третьего бахчисарайского дела. Расскажите, пожалуйста, как ваш муж стал обвиняемым в терроризме? Вообще, с 2014 года наш народ или экстремист, или террорист, или вообще пропадают. Например, как Эрвин Ибрагимов. Любая активность, любая помощь народу расценивается как инакомыслие. Ну, вот мой муж тоже один из таких попал под поле зрения. Он активный, он стример Крымской солидарности. Так как очень много, Бахчисарай город маленький, все друг друга знают. И после второй бахчисарайской группы политзаключенных семей, естественно, стало больше. Естественно, помощи нужно, как необходимо было больше. Поэтому как бы где-то какой-то семье помочь, где-то передачки отвезти, где-то
какой-то обыск осветить. Мгм. Ну, одно из таких ярких вот случаев, да, было, когда моего мужа задержали в 2017 году, когда он услышал, что у его друга Сирана Салиева проходит обыск. Ну, мы вместе с ним приехали на место обыска, он освещал, и в прямом эфире прям сотрудники его задержали. Это был первое его задержание, и впоследствии административный штраф был присужден Мгм. мужу. Вот. Следующее задержание было, это было на мосту. Он возвращался с судебного заседания по Ялтинской группе. Из Ростова. Да, из Ростова, да, с гарнизонного суда. И возвращались, его тоже задержали. И как бы, ну, мы понимали, что как бы вот получается из всего автобуса задержали только 3, и в том числе мой муж, как бы, да, и очень долго держали их там на мосту. Вот. Ну и последней каплей было это 11 марта, когда уже пришли к нам с обыском. То есть как бы вот эта цепочка, ну, к тому и привела. То есть крымско-татарский народ, он... Любая активность, любое вот проявление этой активности, вот получается, значит, ты идешь против течения, значит, ты инакомыслящий, Мгм. значит, мы такие не нужны Крыму. Мгм. Скажите, пожалуйста, вот вашего мужа, как и других фигурантов данного уголовного дела, обвиняют в участии, классически, да, обвиняют в участии в террористической организации, свержении конституционного строя Российской Федерации. Что он делал, что его пытаются в этом обвинить? Ну, вообще это дело строится на разговоре в мечети. То есть это были 2 встречи. После вечерней молитвы прихожане мечети собирались, просто что-то обсуждали. Вот конкретно по моему мужу, да, это, по-моему, если как бы точно сказать, обсуждался аджаль. Аджаль — это смерть. В принципе, это каждого человека настигнет, да, и вот обсуждались именно вот Религиозная тема, да. рождение, смерть. Да. То есть в основе дела это вот разговор в мечети на религиозную тему. Мгм. Да. То есть сейчас, получается, эксперты будут давать нужные экспертизы, что там эти слова нужно как-то понимать, как они понимают это. Правильно я понимаю? Ну, вы знаете, как бы это естественно, что человек рождается, человек умирает, человек уходит к Господу, что человек там, на какие сутки душа в утробе матери, да, то есть это естественно, это это наша жизнь, и каждый мусульманин об этом должен знать, потому что в соответствии с этими знаниями человек живет. А получается, что вот такие разговоры о жизни приравниваются к терроризму. Ну, это абсурдное вообще как бы дело, и вообще... То есть собираться в мечетях и обсуждать религиозные темы в Российской Федерации, это по сути может стать преступлением? Да, Мгм. по сути, да. Ну тогда Ещё интересно, да, вот вы страшно, сейчас что отметили, Лилия, это- это та, что вот обсуждала тема душа, смерть и тому подобное, то есть чисто религиозные темы. Интересно, а сколько они делают обысков в церквях, где, наверное, тоже же верующие люди обсуждают подобные темы, или только вопрос души, смерти, их религиозный контекст — это преступление только когда мусульмане это обсуждают? Вот сейчас вот мысль пришла такая. Да. Это только мусульмане, потому что мусульмане изначально уже есть клеймо терроризма. И Ну, как тому у нас их много наши фактов. родители, бабушки, дедушки был клеймо предатель, который пытались навязать нашему народу. Сейчас террористы, экстремисты. Наши родители смогли пережить то ярмо, Да. не прогнувшись. Иншалла, я уверен, мы выстоим вместе и пройдем испытания, которые легли на наши плечи в наше время.
Уверены Вот в этом. несмотря на то, что ваш муж обвиняется в терроризме, в таких тяжелых статьях, ваш муж тяжело больной человек, Амет. Расскажите, пожалуйста, какие у него болезни, с чем они связаны и вообще состояние его здоровья, насколько оно позволяет ему как-то вот себя вести сейчас, проявлять. Насколько мы знаем, другие фигуранты этого дела, они в следственных изоляторах сейчас, а Амет Сулейманов, ваш супруг, в связи с этим дома находится. Ну, у моего супруга заболевание сердца, это ну, как по терминологии, это пролапс митрального клапана. С 2008 года он стабильно наблюдался в Киеве у 2 хирургов. Каждый год старался ездить туда. И вот именно в 2020 году, то есть в 2019 году была его последняя поездка к хирургу, и они договорились о том, что через год он приедет и уже конкретно будут его готовить к операции. И 18 марта у нас даже был билет в Киев, но 11 марта к нам пришли, то есть так и не попал. То есть после задержания, хоть он и находится под домашним арестом, то есть это не такое понятие, как человечность у них нет, да, что человеку надо на операцию? Ну, не знаю даже, может быть, домашний арест, они считают, что это человечность. Хотя по факту изначально, если посмотреть, изначально они ни в чем не виноваты. Все ребята, да, и этих мужчин уже почти 100, которые реально ни в чем не виноваты и томятся, да, за стенках СИЗО. Ну, вот если опять же обо моем муже, да, об Амете, то он стабильно до ареста лежал, весна, осень стабильно лежал в больнице в Бахчисарае, капался, обследовался. То есть его заболевание — это, как сказать, постоянно быть на пульсе. Сейчас из-за ограничений определенных, то есть вот, домашнего ареста, да, нам разрешается 1 раз в месяц выезд к врачу, но из-за пандемии это было очень сложно сделать, плюс еще это нужно было у следователя, в последующем это уже судья, когда передали в Ростов, просить прощения в письменном виде, чтобы ФСИН нам как бы разрешил покинуть территорию дома. Вот. Ну вот на данный момент мы уже 3 месяца ждем, а у нас пока вот разрешения нет. Вот вчера было заседание, 17-е заседание по существу, но почему-то судья не успел подписать документ, и мы вот будем в ожидании, разрешат нам посетить хоть врачей, потому что дома у нас как знаете, я уже стала врачом. Это и уколы, это и сложные уколы, это и назначения. Конечно, врачи приезжают по возможности домой, как бы вызываем их. Ну, вот как бы вот все, что он делал в больнице, приходится все процедуры делать дома. Если вам не сложно, чуть-чуть громче говорите, потому что звук моментами пропадает. У меня вот, знаете, какой вопрос к вам? Нам всем к несчастью, или как сказать, известны, в принципе, какие условия содержания наших политзаключенных в СИЗО и тюрьмах Российской Федерации. А вот домашний арест, под которым находится ваш супруг, ну, насколько я слышал, он как будто, ну, дом для него стал тюрьмой, да? То есть он не может никуда выходить, он не может ни с кем по телефону говорить. Каковы его сейчас условия нахождения под домашним арестом? Что это под собой подразумевает? Да, домашний арест, арест, он уже говорит о том, что это арест, да? Да, есть ограничения. То есть он находится дома, часть двора, не весь двор, часть двора. Ему разрешено разговаривать, связываться по телефону с адвокатом, с полицией, с пожарным и скорой. Вот. И все. Еще запрещен интернет, пользоваться интернетом. То есть он, по сути, ну, полностью изолирован от всего мира всеми коммуникационными путями, то есть он не обладает сейчас, не имеет права пользоваться.
Нет, не пользуется. Мгм. А можете рассказать, чем Амет занимался? Вот это важно, я думаю, так как с человека пытаются слепить террориста, но чем он занимался по жизни вот до его ареста? Ну, до ареста он работал. Работал в магазине, канцелярии, связи, мобильных телефонов. То есть Немного это громче, постоянная пожалуйста, коммуникация. говорите. Да. Это постоянная коммуникация среди людей. То есть, ну, можно сказать, весь город практически его знает. И по Мгм. сей день приходят, честно говоря, в недоумении, как так, вот почему вот такого человека, как вот Амет, обвиняют в терроризме. Недавно даже, знаете, был такой случай, позвонила ко мне одна знакомая, она христианка, но она тоже с Бахчисарая, и она у меня спрашивает, говорит, как у вас, говорит, на какой стадии вот ваше дело, говорит Лиля. Я говорю, ну что я могу сказать? Все строится на лживых обвинениях, все строится на обмане. И она такую фразу сказала, знаете, мне вот как-то вот даже удивительно было с одной стороны и приятно с другой стороны. Она сказала, говорит, Лиля говорит, ну мы же знаем, какая вы семья. И вообще, мы же сколько лет с вами живем бок о бок, да, и то, что, говорит, Амета обвиняют, это, ну, это все абсурд. Мгм. Это я услышала от человека, который реально, ну вот она, повторюсь, да, другого вероисповедания, но вот соседка наша. И ну, действительно, даже если они ну, как бы ставят клеймо террориста, да, неважно кому, да, Мгм. нам или ну, другим семьям, да, ну, люди знают, кто мы, потому что мы Мгм. другие, не такие, в чем нас обвиняют. Знаете, что мне это напоминает? Вот после того, как наш народ был зверски вот так депортирован, и после того, как после долгого пути борьбы за возвращение на свою историческую родину, наши бабушки, дедушки, мы вернулись в Крым, те настоящие соседи, не вот эти понаехавшие после депортации, а кто жил бок о бок с нашими бабушками, дедушками, как они отзывались о них. То есть, естественно, они их знали добропорядочными, скажем, людьми, с которыми они там десятилетиями жили рядом, и что все это то, что на крымских татар наговаривали тогда, что они предатели, там немцам служили и тому подобное, вся эта ложь и чепуха, они это прекрасно понимали. И, наверное, я думаю, все-таки здравомыслящих людей, без разницы, какой они национальности или вероисповедания, сейчас тоже достаточно, и они тоже все это видят. Возможно, они сейчас не могут об этом публично говорить, возражать, возмущаться как-то против этого, но я уверен, что придет то время, когда они тоже, вот как те бабушки, дедушки, дожившие до возвращения крымских татар, о них отзывались, которые жили до депортации, также они будут говорить, что это все была ложь и клевета по отношению к этим людям. А как вот семья ваша живет? У вас, насколько мне известно, сколько детей? 4 или 5 у вас? У нас 4 мальчика. 4-й Машаллах. родился после уже ареста Амета, да, через месяц после ареста Амета. Мгм. родился А вот как 4-й сейчас сын. семья ваша живет? То есть единственный кормилец муж, и он сейчас на домашнем аресте? Ну, сам сын, родители в первую очередь. Мы благодарны им, да. Родители помогают, близкие, Мгм. родные. Джумат сağ olsun. Аллаға шүкір, шариғымызды тапамыз. Мгм. Çok sağ olun, Лилия Ханым, что были с нами на связи. От всей души желаем, чтобы эти тягостные дни завершились, и после всех этих испытаний, трудностей мы вздохнули все с облегчением, без вот этого груза и тягаря, который вот навис над всем нашим народом после всех этих событий, всех вот этих преступлений, которые сейчас совершаются. Другими словами я это назвать не могу. Аллах ярдәмче olsun халқымызға. Çok sağ olun. Сәғыл телесерджілер біздің жанлы бағдашында сияси мабус Амет Сулеймановның омыр арқадашы Лиля Люманова болынды. Ве учынжы Бахчисарай давасының
өмір arkadaşı hakkında bizge tarif etti. Ve yayınımızны devam etemiz ve şimdi bizden Kırım Birdemliğinin faali Lutfiye Zudiyeva buluna. Bağda. Selamun aleyküm Lutfiye Hanım. Eşitesiniz mi bizni? Aleyküm selam. Lutfiye Hanım, çok memnunum sizinle sohbetleşmege ve bugün Cuma günü ve Kırım'da bir gün bile geçmey bu mahkemelersiz, böyle bir andan mundan çıkan işsiz. Siz bu hareketlerde her daim bulunasınız. Allah sizden razı olsun. Ve geliniz böyle digest gibi bu haftanın içerisinde olup geçken en mühim şeylerini müzakere eteyik Lütfiye Hanım. Birinciden sizden soracağım böyle şimdi tehlikeli haberler işittik. Hartlarımız bu tahkikat izolatorlarında, hapishanelerinde sağlıkları fenalaştı ve aynı hapishanege alıp ketkenler Cemil Ağa Gafarov'na bu hafta bizge ne tarif edebilirsiniz? Nasıl yanılıklar ve inceliklerini aytabilirsiniz? Elbette Setemir, bizim siyasi mahbuslarımızın arasında 20'den ziyade esli başlı kart insanlarımız var. Ve onlardan gayrı 4 tane alil ya da sakat aytalar öyle insanlarımız var. Pek onların ağları pek ağır, pek muşkul. Ve mına bu insanlar arasında özüne dikkat çeken 2 tane insan var. Şimdi bu Cemil Ağa Gafarov ve Servet Ağa Gaziyev. Çünkü onlar aslında pek kart insanlar. Mesela için Servet Ağa Gaziyev 61 yaşında. Cemil Ağa Gafarov 59 yaşında. Elbette bu insanlar için hapishanede bulunmak pek ağır. Ve onlarını andan çıkarmağa nasıl tez olsa da o kadar çok hareket etmeye gerekmiz. Bugün Rostov'da Cemil Ağa'nın ve Servet Ağa'nın mahkemesi geçti. Mahkemeci öyle bir sual bakaydı, onlarga SIZO'da kalmağa mümkün mü ya da onlarını evge çıkarmağa mümkün deyip öyle bir sual bakılaydı. Çünkü bilgenime göre onların bir hafta evvel hastahaneye çıkardılar ikisini. Cemil Ağa hastahanede kaldı çünkü yüreği ve böbrekleri pek zayıfaldı. Servet Ağa'nı kaytardılar ve dediler sizge yardım gerek mi? Sizin alınız bir karar, onu kendi SIZO içine kaytardılar. Ve Cemil Ağa'nı bu hafta içinde hekimler baktılar. Bugün mahkemeye öyle bir spravka verdiler. O SIZO'da kalmağa mümkün eken. Ve mına yarım saat evvel haber aldım. Onlar afsus ki Kenya'da hapishanede kalacaklar. Demek ki mahkemeci ve hekimler onlarını SIZO'dan çıkarmağa özler için bir manaçık tapmadılar. Ama biz anlayımız bu aslında haksızlık. Çünkü bu insanlar gerçekten de pek hasta. Ve mesela için Servet Ağa için tek bu ay 2 ay içinde 5 kere acele yardım hekimlerini çağırdılar. Eğer adam gerçekten sağlam olsa, eğer onun hastalıkları olmasa, ne için o kadar çok oğa acele yardımını çağırırlar? Ne için o kadar çok oğa ukol verirler, ilaç verirler? Bu yerde bir paradoks gibi bir şey ola ve terin düşüngen insanlar anlayırlar. Bu bir siyasi bir sual ve bizim kartlarımızı onlar çıkarmağa istemiyorlar çünkü halkını öyle kartlarımızı öyle kıynap bütün halkımızı korkutarlar onlar. Demek biz hartlarga böyle davransak yaşlardan da böyle tehlikeli vaziyetteler dep ağnasınlar dep demek. Evet. Lütfiye Hanım, da bu hafta böyle mühim meselelerden birisi bilgenimizge göre vatandaşımız Timur Abdullayev, onu anası Dilara Hanım bargan edi ve bizge ilan etken edi.
bir yıldan ziyade Timur bu şizo штрафной böyle izolatorlardan çıkmayıp anda tutulgan. Ve bunun bağlı birkaç böyle destek aksiyalarda geçti. Bu meselege siz nasıl bakasınız? Afsuski tek kartlarımız değil, yaşlarımız da öyle muşkul alda bulunalar ve onlar men belesem tek bizim halkımızны hapishanelerge atsalar da onun toymaylar, endi onlarını bu hapishanelerin içinde daha ziyade kıynamağa aves eteler. Bu insanlar anda hem halkın menfaatını, hem dinini, hem her şeyini unutsunlar dep öyle kıynaylar insanlarını. Ama Allah'a çok şükür men bizim insanlarımızdan gururlanam. Çünkü onlar öyle alda olsalar da öz imanını, dinini, öz medeniyetini unutmaylar ve öz ayaklarında pek katı duralar. Ve Timur öyle bir insandır. Çünkü ona ne vakit ana koloniyaga alıp kettiler. En birinciden onun yanına FSB hadimleri geldiler ve ayttılar, sen bizlerden çalışacaksın. Sen bizlerge Kırım'da olgan vakıyalar hakkında, senin anda bağların olgan hakkında bizlerge haber edeceksin. Ve eğer öyle yapsan, senin işin bu yerde yaxşı olur. Ama sen bizlerden çalışmasan, son bizim hareketlerimizden sen görersin dep öyle laf oldu onların arasında. Bu laf hakkında Timur öz apayına ve anasına haber etti. O elbette razı olmadı çünkü anlay o bir öz din kardeşine ya da öz vatandaşına öyle hareketler etmek demek ki bir adaletsizliktir. Ve o aytı yok men sizlerden işlemeyeceğim, sizden benim işim yoktur dep. Onlar öyle ayrıldılar. Bu günden başlap onu şizoga atalar. 10 kunge, 15 kunge, 5 kunge ama bu devam etti ve o bir yıldan ziyade o şizo içinde vakit geçirdi. Son elbette biz anlayımız, biz indemesek, biz bir şeyler aytmasak, bir kol tutmasak, bizim din kardeşimizga, onlar başka din kardeşlerimizin de öyle edecekler. Çünkü Timur'dan gayrı o yerlerde daha 15-16 vatandaşlarımız bulunan ve onlar şimdi bir insanın öyle bir nasıl aytayım Rusça öyle bir schema geçirseler, öyle bir korkutup onu olsalar, son başkalarına da geçirecekler onu. Elbet. Bu sebepten biz bu mevzuga dikkat çekmek gerekmiz, laf etmek gerekmiz, muzakere etmek gerekmiz. Mesela için bugün gibi efirlerde çıkıp ya da öz içtimai bağlarda bir yazılar yazıp ya da bir aksiyalar geçirip bu mevzuga dikkat çekmeye gerekmiz. Ve çok şükür halkımız canlı ve bu sualını bilgen son çok insanlar Timur korantasına, anasına ve apayına kol tuttular ve elinden gelgenini yaparlar. Bilgenime göre Vinica'da mesela için bir aksiya geçirdiler. Kiev'de bir aksiya geçirdiler. Anda meclis azaları, bizim vatandaşlarımız, Kırım evi hadimleri iştirak ettiler ve çok sağ olsunlar. Kırım'da da bir hareketler hazırlaylar insanlar. Bu aksiya devam edecek ve da Ukrayna korçalayıcılar tarafından bir aksiya hazırlanan Alexandra Matvichuk degen bir insan. O şimdi bu haftada bir balaban aksiya başlayacak. İnşallah siz de mutlaka onu görürsünüz. Ve bu hafta Lutfiye Hanım gelecek mevzuga geçemiz. Bilemiz geçken ayı böyle Ramazan ayının sonki günlerinde böyle bütün Kırım'ı şaşırttırgan mesele olup geçken edi. Bizim dindaşımızını Ayup ağanı atıp öldürdüler bu Uzbek vatandaşı. Ama Kırım'da endi yıllar devamında yaşap halkımızla beraberlikte olgan iftarlarda aş pişirgen ve halk arasında belli olgan adam. Şimdi ise
Onu atıp öldürgenden gayrı apayını deport etmege isteyler. O şimdi böyle tahkikat izolatorı gibi böyle sınırlangan yerde buluna balaları ondan alınacak ve çok böyle anlanıp olamagan, akılga sığmagan şeyler olup geçe. Ve bu hafta advokat Edem Semidlayev onun görüşken ne haber etti vaziyeti geleceği ne olacak onun? Sahiba Burhanova. Gerçekten de geçen haftada advokat Edem Semidlayev Sahiba din kardeşimizle görüştü. O şimdi Krasnodar'da ecnebi insanlar için bir merkezde bulunan. Onu çıkarıp olamaylar çünkü YSPÇ tarafından bir acele karar çıkarıldı. Demek bu Rus mahkemege YSPÇ mahkemesi dur dedi ve bu insanı Kırım'dan Uzbekistan'a çıkarmaga mümkün değil dep öyle bir acele karar çıkardı. Bu sebepten o şimdi anda buluna ama onu ne azat etmeyler ne de Uzbekistan'a çıkarmaylar. Sahiba din kardeşimiz endi bir aydan ziyade o yerde buluna. Edem Semidlayev aytkanına göre onun sağlığı bir karar. Bütün halkımızga, bütün din kardeşlerimizga büyükten büyük selamlar etti. Çok şükür öz vaziyetini anlay ve bu onun için bir balaban bir imtihan olganını anlay. Ve o da bir şeye bakmazdan ayaklarında pek katı tura. Ama elbette apay kişi için öyle bir yerde olmağa pek ağır çünkü o da bir cezaevi gibi. Çok yerge çıkıp olamaysın. Kimden istesen laf etmege telefon boyunca ya da görüşmenge mümkün değil sen yapıp olamaysın bu şeylerini. O da bir cezaevi, o da bir hapishane. Bu sebepten advokatlarını onu andan tezce çıkarmaga dep tırışalar ve türlü kağıtlar yazalar bu mevzuda. Allah yardımcı Ondan olsun. gayrı şimdi Ahmedcit'te diğer advokat Siyar Paniç bir ariza yazdı. Kiyevski rayonный sud degen mahkemesine iki mevzuda. Birinciden ular isteyler rahmetli Nabi Rahimov'nun tezce Müslümanlarga berseler ve onu tezce onun cenazesini tezce geçirsinler dep. Bu birinci mevzu çünkü bilemiz ki bütün Müslümanlar için bu bir boyun borcu ve biz hepimiz hareket etmeye gerekmiz. Nasıl tezce bu mevzunu bitireyik dep Allah'ın o güne mutlaka biz cevap verecekmiz bu şeyler için. İkinci mevzusu Siyar Paniç öyle hareket etti ki bu cinayi işte bütün açılgan mevzular, davalar Rus FSB ve Sledkom hadimleri tarafından yapılsa onlar birinci advokatnen, ikinci sahibanen beraber yapılsınlar dep öyle ariza yazdı. Çünkü sahiba onun apayı ve o öz ahayının hakkında bütün malumatlarını almağa ve bilmege onun hakkıdır. Ve advokat bu mevzuda talep etti. Ve iki dakikamız kaldı Lütfiye Hanım. Sonki haber bu böyle adlandırılgan Aluşta davasının mahkemeleri sonuna gelmekte ve tahkikatçılar ceza soradılar ve yanlışmasam 4 vatandaşımızga 66 yıl hapis cezası talep edildi. Onların arasında da böyle esli başlılar var. Aslında nasıl bakasız bu vaziyetke? Onların davası asıldı sonuna yedi. Buna bu ayının sonunda onların son mahkemeleri geçecek. Son duruşma olacak. Ondan son men belesem gelecek ayın başında onlarga endi mahkeme karar çıkaracak. Ve gerçekten bu korandalar şimdi bizim dikkatimizga, bizim emniyet bergenimizge muhtaçlar.
Бүтін халқыны бұл әрекетлерге чағырам. Егер чареңіз болса, мұтлаққа бұл қоранталарны зиярет етіңіз, олармен көрішіңіз, оларға қол тұтын, біраз олардың юреклерін көтерейік, чүнки бұл қарарларны ешітмеге, біз білеміз, 15 жылдан зияде қарар берелер, ве бұл ağır bir haber, onu cemaatle beraber alsa insan evet nasıl aytayım, oğa daha yengil olur, daha kolaylı olur. Bu sebepten mutlaka bu orantalarını bu 2-3 hafta içinde ziyaret ediniz. Ondan gayrı ne aytmağa isteyeyim, gerçekten de bu Aluştinski grupa içinde 3 tane kart insanlarımız var. Bu Ленур Ağa Халилов, Aluşta Din Cemiyeti'nin başı. Bu Ruslan Ağa Mesutov, o da Aluşta Din Cemiyeti'nin bir hadimi ola. Ve Ruslan Ağa Nagayev, o da Aluşta'da bir yufaçık bir camide imamlık ediydi. Ve elbette asıl da bu cinayi iş ve mahkeme kararı bu adaletsizlik. Bu adaletsizlikке biz halkla beraber, cemaatle beraber karşı çıkmağa gerekmiz. En azından öz narazılığımızı göstermeye gerekmiz. Buyurunuz bu şeylerini yapayıq mutlaka. Çok sağ olun Lütfiye Hanım, bizden bağlanğanınız için. Allah bütün hareketlerinizden razı olsun ve bütün halkımızdan razı olsun. Çünkü bir kimse chetde kalmay, az çok olsa da herkes işte öz yardımının bu meselelerde iştirak etmeye talap ete. Bizden canlı bağda saygılı teleseyirciler, Kırım Birdemliğinin faali Lütfiye Hanım Zudiye bulundu. Yayınımız sonuna gelmekte. 5 dakikadan son bugün programmasının yayınlarını Gülsüm Halilova devam edecek. Men ise sizden sağlıklaşam. Bazar tersi günü yeniden görüşürüz. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, dayanırım. Uykusuz, piyasız öserim. Gerek olsa ateşlerde yanar. Başımны egmem kılsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında taptasınlar düşmanlar. Men kene de kol көтермем. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim. Eşerim. Çatırlarga көтерілерім. Andan eşittirsiz benim sesim.
Бірдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, придут к нам в гости в студию. Мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, проведем итоги этой недели. А для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который расскажет нам о материалах, которые они готовят в вечерние выпуски новостей. Рома, приветствую. Мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, и приветствую всех наших зрителей. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о разных темах, ну и, конечно же, о стихии, которая бушует в Крыму. После Керчи Ялта. В оккупированном Крыму не прекращаются ливни. На Большую Ялту за 6 часов выпала месячная норма осадков. Такое было 100 лет назад, в 1922 году. Такое количество дождей выпадало на этот город. В самой Ялте остановлено движение троллейбусов, закрыта значительная часть автобусных маршрутов, затоплены пешеходные переходы между Московской и Киевской улицами, на овощном рынке и возле кинотеатра «Спартак». Поврежден газопровод, большая часть города обесточена. Оккупационные власти прекратили и подачу воды. Крутые улочки превратились в бурные реки, затопило дома и машины. Очевидцы сняли, как сильным потоком в центре города смыло человека. И уже известно о первой жертве стихии. Погиб житель Ялты 95-го года рождения. А вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в город не приехал. Он по-прежнему в Керчи, где устраняют последствия вчерашнего наводнения. Правда, теперь он с лодки пересел на бронеавтомобиль. На саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года, в Киеве США будут представлены на высоком уровне. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Так Америка хочет повысить внимание мировой общественности к незаконной оккупации Крыма. Нуланд не уточнила, кто именно будет представлять США на саммите, но заверила, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России из-за ее агрессии против Украины, останутся в силе, так же, как и помощь, которую США оказывают нашей стране. Государственный фонд молодежного строительства начал прием заявлений на льготный ипотечный кредит для переселенцев из Донбасса и Крыма. Правительство Германии выделило грант в размере 25,5 миллионов евро на приобретение жилья в кредит под 3% годовых и на 20 лет. Но не все смогут этот кредит получить. Он рассчитан на заемщиков, которые по истечении этих 20 лет не достигнут пенсионного возраста. Право на участие в этой программе имеют ветераны войны на Донбассе, переселенцы без собственного жилья на свободной территории Украины. Участники должны быть готовы сдать первый взнос по кредиту и заплатить, это 6% от стоимости жилья, и платить ежемесячный платеж. Подать заявление можно лично в региональное управление Держмолодьжитла или в электронной форме через веб-портал ДИА.
Формирование реестра, как сообщили в Минтод, происходит в алфавитном порядке. Каждому кандидату присваивается индивидуальный номер. Там уточнили, что отбор победителей будет происходить рандомно. Система будет выбирать того, кто сможет поучаствовать в этой программе. И вот первый такой отбор должен состояться уже в середине июля. Кроме этого, сегодня мы будем говорить и о том, как в оккупированном Крыму продолжается судилище над лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и о других политических процессах над крымскими татарами. И, конечно же, расскажем о ситуации с коронавирусом. Гульсом. Спасибо большое, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов с нами прямо на прямой связи из Ньюзрума. Я продублирую еще раз. Смотрите вечерние выпуски новостей в 19:00, 20:00 и в 21:00 на украинском и крымско-татарском языках. Ну а мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, который вы видите сейчас. +3 80 73 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы и самые интересные фрагменты из наших программ в записи. Ну, я рада представить гостя нашей студии. Віктор Трегубов, журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч. Вітаю вас, пане Викторе. Селям алейкум. Я вам предлагаю начать нашу беседу с такого информационного сообщения. Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы в августе 23 числа будут представлены на самом высшем уровне. Об этом заявила Вікторія Нуланд. Давайте ее послушаем. Я думаю, що це була важлива ініціатива з боку українського уряду для підвищення світової уваги до Криму і щоб переконатися, що це питання в перших рядках міжнародного порядку денного. І думаю, США буде представлено на форумі на високому рівні. Также президент Украины Владимир Зеленский недавно поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он поздравил его с формированием нового правительства Израиля и пригласил принять участие на инаугурационном саммите Кримської платформи. Наші дружні народи об'єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом. Пане Викторе, 23 августа уже будет саммит. Как вам видится, вот как он будет проходить и на какой эффективности от данного собрания вы рассчитываете? Ну, смотрите, идея прекрасная. То есть сама идея о том, чтобы вновь привлечь внимание к Крыму, чтобы освежить внимание к Крыму, чтобы вернуть Крым в фокус событий, она хороша. Дело в том, что одной из целей Путина всегда являлось начинать любые диалоги с нуля, с нулевого листа. То есть и в том числе диалог с Байденом, с уже зафиксированного нуля, которым является оккупация Крыма и Донбасса. То есть вынести эту оккупацию за скобки и начать торговаться уже дальше. С точки зрения Украины необходимо было напомнить, что нет никакого на самом деле нуля, что на самом деле сейчас ситуация требует реакции, что сейчас нельзя начинать с Путиным диалог с чистого листа, потому что лист не чистый. На этом листе оккупированный Крым, на этом листе оккупированный Донбасс, на этом листе политзаключенные, на этом листе репрессий, в том числе против крымско-татарского народа, и об этом никто забывать не собирается. И чтобы показать, что мы не можем об этом забывать, вот такой вот шаг создания Крымской платформы был, с моей точки зрения, оптимальным. Другое дело, какой уровень представительства на самом деле будет. Вот тут госпожа Нуланд говорит, что высокий. Хорошо, давайте посмотрим, насколько он действительно будет высокий. Давайте посмотрим на инаугурационную часть. Давайте посмотрим, насколько справятся усилия украинской дипломатии. Высокий уровень — это что? Это уровень президентов, министра иностранных дел или просто представителя Госдепа? Ну, со всей очевидностью, мне кажется, что мы вряд ли можем рассчитывать на президента Соединенных Штатов. Я бы очень хотел, но мне кажется, что это маловероятно. А вот, например, главу Госдепа очень хотелось бы там видеть. Точно так же, как там хотелось бы видеть премьер-министров, президентов, то есть не ограничивать это просто какими-то дипломатами, которые просто своим присутствием засвидетельствуют какое-то базовое почтение к международному праву, даже не к
не к украинской территориальной целостности, а к самому международному праву как такому. А хотелось бы там увидеть людей, которые действительно являются decision-makers, то есть людьми, которые принимают решения, людьми, само присутствие которых заставит это событие войти, и Крым опять-таки вернуться в мировые новости. Мы понимаем, что участие Америки в данной платформе очень важно. Но участие каких еще стран, по-вашему, эффективно бы повлияло на работу крымской платформы? Безусловно, речь идет о странах Большой Семерки в первую очередь. То есть мы в первую очередь рассчитываем на наших европейских и на наших американских партнеров. Безусловно, представительство Израиля могло бы быть также важным, представительство Японии могло бы быть также важным. Кстати, Япония нас должна хорошо понимать со своими Курилами, правильно? Да, я думаю, что нас очень многие страны должны хорошо понимать в этом вопросе. Другое дело, какие из них, понимая нас, захотят выразить свою солидарность вместе с тем. Потому что на самом деле проблемы территориальной целостности и проблемы оккупированных территорий стоят перед рядом стран. Да, давайте уж будем честны. Но другое дело, насколько они захотят с нами в этом солидаризоваться. И вот именно на это мы и посмотрим. Я все жду анонсов, какие люди там будут представлены лично, или хотя бы какие должности там будут представлены просто по протоколу. Что касается Турции, Реджеп Тайип Эрдоган сам лично неоднократно говорил о том, что Турция смотрит позитивно на саммит Крымской платформы и также будет представлена на ее инаугурационном саммите. Вот насколько участие Турции важно? Ведь мы понимаем, какие у них отношения с Россией, с Украиной. Это страна, которая лавирует между двумя этими странами. В принципе, оно могло бы быть полезным. Безусловно, Турция — серьезный региональный игрок. У Турции, безусловно, есть и своя повестка, которая связана в том числе с Крымом. И с другой стороны, у Турции есть и свое особое мнение, связанное с вопросами территориальной целостности, как самой Турции, так и соседних государств. Поэтому мне кажется, что Турция обязательно будет присутствовать, просто потому что это, чтобы не оставаться вне контекста вот именно этого аспекта региональной политики. Да, и мне кажется, с точки зрения просто крымско-татарского национального меньшинства, Реджеп Тайип Эрдоган не может себе позволить это игнорировать. Да, и с точки зрения турецко-украинского сотрудничества, которое сейчас переживает, как бы я бы сказал, новое вдохновение. А это может ухудшить отношения Турецкой Республики с Россией? Потому что, помните, после последнего визита Зеленского к Эрдогану, они, значит, выступили на совместной пресс-конференции. Эрдоган в очередной раз высказал свою поддержку территориальной целостности Украины, выразил готовность принять участие в саммите Крымской платформы. Ну а после этого в Кремле отменили туристические рейсы в Турцию. Это была такая некая месть, и чего ждать Турции после участия в саммите? Вот тут такой сложный момент. Мне кажется, что сложно говорить вообще о постоянных взаимоотношениях между Турцией и Российской Федерацией. Как Турция, так и Российская Федерация, будем честны, сейчас достаточно авторитарное государство, а в таких государствах взаимоотношения между ними зависят от того, как в данный конкретный момент договорились их лидеры. Договорились — хорошие отношения. Не договорились — плохие отношения. Завтра договорятся — будут хорошие отношения. Пока что не договариваются. Но это может всегда измениться, потому что в таких государствах очень много зиждется на личных соглашениях лидеров, поскольку лидеры фактически собой являются суверенов этих государств. Понимаете? Не как в Соединенных Штатах, где там Трамп может не быть выразителем воли всех США, и Конгресс может блокировать Трампа, потому что у Конгресса другое видение международной политики. Но кто заблокирует Путина в России или Эрдогана в Турции? Поэтому, возможно, ситуация, когда они передоговорятся. Пане Вікторе, я предлагаю сейчас подключити к нашому ефіру Ігоря Чаленко, голову Центру аналізу та стратегії. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Пане Игорю, ну что ж, мы сейчас обсуждаем крымский саммит, который должен пройти в августе 23 числа. И вот хочу вас спросить, вот какую работу саммита, какой итог работы этого саммита вы будете считать наиболее успешным? В первую очередь, если Крым вернется стабильно в мировую повестку информационную дня, поскольку действительно Российская Федерация планомерно закрепляет за собой информационно, как будто Крым является частью Российской Федерации, и тем самым все те события, которые происходят на полуострове, она представляет как взять ту же ситуацию с крымскими татарами, как будто это какие-то экстремисты, и она там наводит порядок. Конечно же, это абсолютно не так, и Украина должна в первую очередь, как я уже и сказал, вернуть тему полуострова
на самые высокие площадки. И крымская платформа является вот этим триггером, который позволит все-таки развернуть российскую пропагандистскую машину вспять и сделать им немножко не так, как они бы хотели. Но, опять-таки, обратите внимание, сколько уже сегодня ставят палок нам, и это и некие анонимные сливы, кто будет брать участие в крымской платформе, когда еще и ведутся переговоры, там листики какие-то публикуют в телеграм-каналах, то Российская Федерация полностью как бы нивелирует статус этого события. Хотя действительно, как уже и говорил и сам президент Байден в Соединенных Штатах, та же Виктория Нуланд, очевидно, что именно это мероприятие будет иметь высочайший статус, и, очевидно, это начало действительно нового важного процесса. Но опять-таки, обратите внимание, насколько держат в секрете распорядок, то, о чем будут говорить. То есть, скорее всего, не хотят просто закидонов в информационное пространство со стороны российской пропагандистской машины, уже, знаете, заранее таких тем блокировщиков. Поэтому очевидно, что мы будем сидеть в неведении вплоть до августа месяца. Ну а как вы думаете, в рамках Крымской платформы без участия России можно разработать некую дорожную карту по деоккупации полуострова? Я уверен в том, что карту мы можем действительно такую разработать, и участие большого количества стран станет, ну, фактически легализацией этого плана. Но на будущее, то есть с точки зрения, ну, возможно, не тактической борьбы, а более стратегической с точки зрения истории, когда можно будет иметь лучшие, скажем так, условия для возврата Крыма Украине, это сыграет свою роль. Но в то же время я считаю, что действительно было бы неплохо иметь представителей официальной России на данном мероприятии. Мы знаем, что там будут присутствовать россияне, вот, но очевидно, что Кремль полностью игнорирует это мероприятие. Но с точки зрения Кремля, вы знаете, даже события, то, что сейчас происходит на полуострове, даже с точки зрения погоды и то, что мы видим там, ну, крайне плохая ситуация и с затоплением и всем остальным, было бы логично и Российской Федерации в том числе использовать эту площадку, хотя бы поднимая вопросы, возможно, гуманитарного характера. То есть она бы могла сыграть всем на плюс. Но, очевидно, Российская Федерация здесь не хочет принимать участие абсолютно. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагл, у нас Ігор Чаленко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру анализу та стратегии. Сегодня прошла такая новость. Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы на следующей неделе планируется провести дебаты и принять всеобъемлющую резолюцию в защиту прав крымских татар в условиях российской оккупации Крыма. Об этом говорится в проектах повестки дня сессии ПАСЕ, которая пройдет 21-24 июня в Страсбурге в гибридном формате. На какой результат голосования можно рассчитывать? Ну, я думаю, на декларативную поддержку. Но, опять-таки, речь о декларативной поддержке. Что меня всегда угнетает, но это ситуация, в которой мы находимся. Мы часто можем рассчитывать на декларативную поддержку, но она помогает только в информационном плане. Вот, собственно, это примерно то же самое, чего я сейчас и ожидаю. И вот, возвращаясь к саммиту, давайте смоделируем. 23 августа собирается саммит Крымской платформы, приезжают лидеры, представители тех или иных стран, которые выразили свою готовность уже принять в ней участие. Окей, собрались, поговорили, высказали недовольство и так далее. А что дальше? Ну, смотрите, в первую очередь мы можем заметить то, что даже карта с Крымом на футболках украинской сборной вызвала горячую реакцию в России. Это будет собрание, на котором ряд мировых лидеров просто скажут: мы не согласны с тем, что Россия оккупирует Крым. Мы не согласны с тем, что Россия записала себя в Конституцию. Мы не согласны с тем, что Россия считает частью своего территориального суверенитета, траль-валь-наливали. Что, соответственно, как будет реагировать Российская Федерация? Так у нас и так есть огромное количество документов, где, в принципе, перечисляется то, что вы сказали выше. Совершенно верно. Но это будет демонстративное подтверждение со стороны ряда мировых лидеров. То есть фактически они будут говорить о Крыме как о части Украины
И это будет главной темой их обсуждения, не какой-то там побичной, не просто там непосредственно как-то, чтобы отмахнуться, знаете, чтобы просто показать уважение. Они будут говорить о деоккупации Крыма. И вот это будет требовать реакции от Российской Федерации. Какой она будет, мне очень интересно. Но она должна быть. Она должна быть, потому что это будет на наиболее высоком уровне. Просто скажут, мы не верим в то, что Россия считает своими границами. И они, кстати, уже говорили, что любое обсуждение Крыма и оккупации Крыма это является посягательством на территориальную целостность России. Вот и посмотрим, как они реагируют на то, что они называют посягательством на территориальную целостность России. Они говорят, что это наша территория, да. Ну хорошо, посмотрим, как вы будете готовы защищать хотя бы дипломатическими, экономическими методами. Посмотрим, как вы отреагируете, посмотрим, что вы будете говорить лидерам этих стран, будете ли вы развивать отношения, высылать дипломатов, или вы сами согласитесь с тем, что на самом деле с Крымом не все однозначно, не все так однозначно, как вы у себя в Конституции написали. Они будут на некоторые политические растяжки, в том числе и перед мировым сообществом, и перед собственными, ну я не называю российское население электоратом, это слишком большой комплимент, ну перед собственным населением. Они должны будут как-то показать, что мы на это реагируем. То есть, а после того, как они уже поставили себя таким образом, после того, как они пообещали жесткую реакцию, ну давайте посмотрим, какая будет эта жесткая реакция. Я очень хочу на это посмотреть. А какое будет практическое влияние на Россию этой платформы? В зависимости от того, о чем договорятся. Это уже вопрос, на самом деле, к тому, что готовит, какую повестку для этой платформы готовит украинская МЗС и украинский офис президента. Ну, то есть, как себе эту платформу изначально заявленную видят те, кто ее, собственно, изначально планировал и организовывал. Чтобы, опять-таки, чтобы тоже не было там замаха на гривну, удара на копейку. Французский депутат от правящей партии «Вперед, Республика» Пьер Персон после визита на Донбасс заявил о необходимости ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Давайте послушаем, что написал французский депутат на своей странице Twitter. Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки недостатньо. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу. Тем временем в Кремле подтвердили готовность встречи российского президента Путина с президентом Украины Зеленским, но заявляют, что подготовки к ее организации пока не ведется. Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность к встрече с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось, но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было. Украина стремится, чтобы встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате состоялась как можно быстрее. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Україна прагне, щоб нормандський саміт відбувся якомога швидше, оскільки ми розуміємо, що нам треба сісти і поговорити з Путіним безпосередньо, якщо ми хочемо досягти прогресу. І президент готовий до двосторонньої зустрічі з президентом Путіним. Как вы думаете, есть ли смысл сейчас разговаривать с Путиным, неважно, тет-а-тет Зеленскому, либо в нормандском формате? Я этого смысла не вижу. Я не понимаю, о чем можно говорить, я не понимаю, какая может быть новая повестка с моментов, собственно, предыдущих общений. Но, с другой стороны, может, это я не понимаю, у Зеленского есть какая-то идея. Я, конечно, побаиваюсь возможных идей со стороны нашей власти, но, тем не менее, почему бы и не дать какой-то, не знаю, моральный шанс, почему бы не предположить, что действительно есть какая-то новая повестка, которую им необходимо обсудить. Хотя, с другой стороны, я ее не вижу. Ну, хотя, помните, после саммита в нормандском формате планировали встретиться через 4 месяца, да, если я не ошибаюсь. Но так и не встретились. Не встретились, так нет, опять-таки нет повода. О чем с ним сейчас встречаться? О чем сейчас говорить, что не было проговорено до этого? Может быть, была какая-то серьезное изменение ситуации на фронте? Да нет. То есть существует как бы бумажное перемирие, которое не соблюдается на практике. Хорошо, а что может послужить поводом для такой встречи?
Что это должно быть? Ну, как по мне, встреча нужна тогда, когда изменилась ситуация. Когда вот стороны уже не просто донесли друг другу свою позицию, это было сделано годами назад, а когда что-то изменилось, и вот это что-то измененное надо обсудить. Наверное, там изменилась ситуация на фронте, изменилась ситуация в Российской Федерации, изменилась ситуация в Украине. И это стало предметом обсуждения, то есть это создало новые условия, к которым нужно как-то притираться. А нету сейчас этих новых условий. Ну, то я не знаю, может быть, такими новыми условиями Зеленский считает встречу Путина и Байдена. Может быть так. Но я, честно говоря, не вижу, чтобы по итогам ее так принципиально поменялось. Может быть, Зеленский считает, что мы сейчас заручились поддержкой США, и с этой поддержкой можно уже начать как-то додавливать. Опять-таки, я этого не вижу, но я, в отличие от Зеленского, по телефону с представителями Белого дома не общался. Может быть, он общался, может быть, они его как-то обнадежили. Если же нет, то мне это кажется каким-то скорее дежурным жестом, в этой серии, просто показать, что вот мы договариваемся. Ну, это бессмысленно. Ну, договаривайтесь. А смысл? Байден и Путин, кстати, говорили о реализации Минских соглашений. Но реализация тех Минских соглашений, которые есть, мы понимаем, что это капитулянская история. Тогда каким образом можно реализовать Минск? Ну, по итогам этой встречи Нуланд, если я не ошибаюсь, также заявила о том, что будет изучать украинскую трактовку Минска и обсуждать украинскую трактовку Минска. Это для меня лично было таким странным сигналом, не очень хорошим, потому что кому-никому, а, простите, госпожа Нуланд прекрасно знает, уже годами знает, что такое украинская трактовка Минска, что такое российская трактовка Минска, что записано и как обе стороны хотят эти соглашения исполнять. То есть до что этого тут нужно момента доизучать для нее, я не знаю. Разве что она поедет уговаривать Украину на какие-то уступки. То есть до этого у нас пока нет понимания, как Соединенные Штаты видят интерпретацию Минских соглашений, правильно я понимаю? Они соглашались с украинской интерпретацией, но сейчас госпожа Нуланд говорит, что вот надо еще несколько разобраться. В таком случае, мне кажется, что под разобраться имеется в виду что-то уточнить, что-то изменить в этой трактовке. И мне это не нравится. Я так понимаю, что речь идет именно о последовательности выполнения Минских соглашений, Да. когда Украина настаивает сначала на выполнении вопросов по безопасности, потом уже выполнение политических вопросов, а Россия наоборот. В первую очередь, А где это контроль над прописано? границей. Последовательность. В Минских соглашениях непосредственно упомянуты сами шаги. Там нет четко обусловленной последовательности, в которой их необходимо выполнять. Вернее, есть, но оно так сформулировано, что есть возможность разночтения. Украина настаивает действительно на том, чтобы сначала выполнить часть по безопасности, поскольку с позиции Украины невозможно обеспечить политическое волеизъявление, невозможно обеспечить там никакие местные выборы, пока там стоят российские войска. Ну и это, в принципе, достаточно логичный аргумент. Если там стоят российские войска, там нет украинского суверенитета. Если там нет украинского суверенитета, то о каких выборах согласно украинскому законодательству, они там должны пройти именно согласно украинскому законодательству, идет речь. Ну как? Законодательство украинское, а суверенитета украинского нет, поскольку украинские силовые органы не контролируют, украинские суды не могут, соответственно, оспорить. Вот украинские наблюдатели не могут нормально проконтролировать, то есть речь не идет о том, чтобы там могли пройти выборы по украинскому законодательству, а украинские партии принять в них участие. Тогда, соответственно, необходимо сначала российские войска вывести и установить контроль над границей. На что Россия не идет, На не что пойдет. Россия не идет, Россия трактует это наоборот, что вот сначала проведите выборы, а мы потом, может быть, передадим контроль над границей. Но поскольку никто не верит в то, что Россия соблюдет это обязательство, не верим мы и не верят, соответственно, наши партнеры, то вот все в такой ситуации и висит. Тогда напрашивается логичный вывод. Все это затягивание процесса, это так или иначе игра в процесс. Да. Окей, тогда чего мы ждем? Мы ждем пока... До какого момента будет это затягивание? Мы ждем, пока Российская Федерация не устанет поддерживать вот этот марионеточный режим, пока там разложение не достигнет того уровня, после которого для Российской Федерации это станет просто окончательно невыгодно. Мы сейчас просто знаем, что там ситуация и гуманитарная, и политическая, и военная крайне паршивая. Это действительно так. По-хорошему мы ждем, пока упадет, если не Россия, то вот эти вот режимы в этих республиках. Соответственно, Россия ждет, что может быть там какой-нибудь какая-нибудь очередная заварушка снесет украинскую власть, или экономический кризис, или политический кризис, и тогда они могут установить свои правила, могут надавить и реализовать свою трактовку. То есть обе стороны ждут, пока другая сторона ослабнет, и на нее можно будет надавить.
Помните, некоторое время назад сначала говорили о плане «Б». Если план А не будет реализован, насколько я понимаю, план А — это как раз вот наша трактовка, наша последовательность выполнения. Потом говорили, есть план Б, правда, мы так и не увидели, что такое план Б. После этого, помните, некоторое время назад были новости о неких кластерах, которые утвердили Германия и Франция, и на которые уже согласилась Украина, и ждут всего лишь подтверждения от России. Что это тогда все было? Это была попытка Зеленского приспособиться к существующим условиям. Это фактически Но мы было понимали, что такое было план Б, что это за кластеры, их просто никто не видел. Кластеры — это одна из форм выполнения, причем она, насколько мне известно, она ближе к российской трактовке. Это формула выполнения, предложенная, по-моему, господином Штайнмайером, при котором должно выполняться последовательно. Но даже последовательности кластеров я, честно говоря, не слышал. Вот, то есть это фактически просто новая команда власти Украины притиралась и как-то пыталась вот этот вот план покрутить перед собой. Ну, как-то... Ну, поскольку предыдущие договоренности были заключены командой Порошенко, то тут команда Зеленского крутила и смотрела, а как, кстати, можно, давайте с теми поговорим, а давайте Путину в глаза посмотрим, а давайте Путину еще куда-нибудь посмотрим, заглянем. Ну, вот, как-то так. Давайте підключимо к нашому ефіру зараз Олександра Коваленко, військового та політичного оглядача. Він зараз з нами на прямому зв'язку скайпом. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Алло. Пане Олександре, чуєте? Сейчас стал слушать вас лучше, да, слышу. Да, салям алейкум. Пане Александре, Добрый день. Да, несколько дней назад состоялась встреча президентов России и Америки Байдена и Путина, и на своей пресс-конференции Байден упомянул Минские соглашения, и Путин говорил о необходимости реализации Минских соглашений и так далее. Вот как вам видятся вот эти заявления, и понимаем ли мы, что именно американцы вкладывают в понятие выполнения Минских соглашений? Можно сказать с определенной уверенностью то, что вкладывают представители Соединенных Штатов, оно ровным счетом разнится с тем, что подразумевает Владимир Путин. Поскольку мы могли даже видеть, насколько это две совершенно разные были пресс-конференции. В частности, Владимир Путин заявлял о том, что непосредственно это украинская сторона нарушает Минские соглашения, что в корне является манипуляцией, которая уже несколько лет от роду. В действительности, в настоящее время Минские соглашения стали именно тем камнем преткновения, поскольку последовательность их выполнения российская сторона видит кардинальным образом неверно. Она закрывает глаза на такое очень важное обстоятельство, то, что 9-й пункт, на который в России очень часто любят разного рода эксперты, политологи ссылаться, и который подразумевает восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины, лишь после того, как будут проведены выборы на оккупированных территориях, то есть на следующий день после проведения выборов, закрываются глаза на то, что упоминается еще 11-й пункт, именно в 9-м, который подразумевает проведение конституционных реформ и так далее. Но до выполнения 11-го пункта есть 10-й. А это непосредственно вывод всех иностранных вооруженных формирований с территории оккупированной части Донбасса. И вот с этим Россия никогда не согласится по одной простой причине, потому что вывод своих подразделений с оккупированной территории Донбасса не входит в ближайшем будущем в ее планы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США и России на встрече в Женеве не обсуждали никаких договоренностей об Украине без Украины. Давайте послушаем вместе его цитату. Президент Путін не побачив жодного запрошення вести переговори зі Сполученими Штатами щодо українського питання. І це питання принципу, тому що ми домовились зі США, що жодні угоди щодо України не будуть укладені без України. І Америка стримала обіцянку. Цей саміт продемонстрував, що Америка повернулася, і зараз настав час змусити Росію відступити від України.
Я хочу напомнить нашим телезрителям, что 16 июня в Женеве прошла двухсторонняя встреча президентов США и России. И вот основные тезисы, которые после этой встречи на своей пресс-конференции озвучил президент США Байден. Я підтвердив непохитну прихильність США підтримці суверенітету та територіальній цілісності України. Ми домовилися займатися дипломатією для виконання Мінських угод. Росія зараз перебуває в дуже і дуже скрутному становищі. Їх тисне Китай. Вони відчайдушно хочуть залишатися над державою. Було важливо зустрітися особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених. Ми не обговорили все, що хотіли, але є реальна перспектива, що ми можемо конструктивно налагоджувати відносини без поступок з нашого боку. Я йому представив свою позицію, чого ми можемо досягнути разом, і що буде, якщо наш суверенітет буде порушено. За 2 години ми подивилися один на одного і запитали: добре, а що далі? За 3-6 місяців ми зможемо озирнутися назад і сказати, чи спрацювало те, про що ми домовилися, чи стали ми ближчими до серйозних переговорів про стратегічну стабільність і прогрес. Це буде тест. Пане Олександре, Байден сказал, что он сделал то, ради чего приехал. Как вы думаете, смог ли Байден убедить Путина, что последствия для России будут плохими в случае очередных нарушений международных соглашений? Я уверен, что не сумел. Сама по себе встреча Джо Байдена и Владимира Путина, она изначально обсуждалась как, ну, скажем так, повод просто поговорить и увидеть, насколько изменилась позиция, в первую очередь, лидера Российской Федерации по ключевым вопросам. И американская сторона увидела, что позиция эта, собственно, не поменялась. Владимир Путин, который, к слову сказать, не совершал зарубежных поездок с 23 января 2020 года, то есть это формально был такой, знаете, выгул президента Российской Федерации после полуторагодичного такого забвения. Показал, что ничего ровным счетом не поменялось, несмотря на ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации, несмотря на назревающий внутрисистемный кризис в Российской Федерации, несмотря на политический прессинг, который продолжается и так далее, множество факторов, которые негативно сказываются на Российской Федерации, ровным счетом не повлияло на взгляды президента Российской Федерации относительно оккупированных территории Украины и относительно внешнеполитической повестки как таковой России. Поскольку, ну опять же, когда приводились те или иные со стороны Джо Байдена доказательства вмешательства российских хакеров в критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов, либо влияние, как информационное, это пропагандистское и прочее, на выборы в Соединенных Штатах и прочие многие факторы вмешательства России во внутренние дела США и не только США, но и по всему миру, президент Российской Федерации не шел на диалог, он отнекивался, он опять манипулировал, как в принципе на протяжении всех последних 8 лет. То есть я бы даже не удивился, если бы сказали, что ну а этой встречи даже не было, да, там, нашего президента там не было. Фактически эта встреча как таковая лишь подтвердила неизменность внешнего вектора, что Европейского Союза, что Соединенных Штатов, западных партнеров Украины по продолжающемуся давлению на Российскую Федерацию как экономическому, так и политическому. Ведь не зря эта встреча прошла в самом конце достаточно такого насыщенного турне Джо Байдена по Европе, который участвовал в ряде саммитов и встреч, как двухсторонних, так и в рамках тех или иных мероприятий. Кстати, был проведен саммит ЕС-США, который не проводился с 2014 года, когда были выработаны общая стратегия оказания противодействия как
военной угрозе со стороны Российской Федерации, так и со стороны информационных и кибернетических угроз. И в частности, вообще даже под действие 5 статьи Североатлантического альянса были подведены именно еще и кибернетические угрозы, которые могут поддаваться члены альянса. То есть это теперь подпадает под действие именно статьи о коллективной безопасности. То есть, на мой взгляд, в принципе, договориться в ходе этой встречи было даже не то чтобы не о чем, а не с кем. Тогда в чем был смысл этой встречи? Так о чем же я и говорю. Убедиться в том, что лидер Российской Федерации не идет по ряду вопросов на контакт. Опять же, неизменность его вот этих принципиальной позиции, некого недоимперского реваншизма со стороны Москвы и неучастия Российской Федерации именно в том, в чем она участвует, в частности, в оккупации полуострова Крым, в оккупации Донбасса и так далее. По целому ряду вопросов убедиться, что позиция не поменялась, даже несмотря на то, что у Владимира Путина фактически был вот этот вот полуторагодичный перерыв. Ну окей, не убедились. А что дальше? Как дальше будут развиваться отношения, учитывая, что Байден дал зеленый свет даже завершению строительства Северного потока-2? Знаете, я бы даже не назвал это зеленым светом на самом деле. Относительно, что будет дальше. В данном контексте хотелось бы напомнить достаточно многочисленные встречи Дональда Трампа. Да, вот многочисленные именно в том формате, в том, что, частенько встречался Владимир Путин с Дональдом Трампом, и каждый раз, когда намечалась эта какая-то встреча, или пересеклись они в коридоре того или иного мероприятия, или непосредственно двусторонняя встреча, каждый раз поднимался вопрос о том, что Соединенные Штаты в ходе этой встречи будут каким-либо образом разменивать интересы Украины. Но ничего подобного не произошло, и была очень интересная особенность. После каждой такой встречи против Российской Федерации вводились достаточно болезненные и серьезные санкции. То есть у Соединенных Штатов на сегодняшний день достаточно обширный есть объем методов воздействия на Россию, продолжает на нее воздействовать, по крайней мере, для того, чтобы сдерживать ее реваншистские амбиции. В частности, 14 июня начал действовать очередной пакет санкций, направленный против финансовой системы Российской Федерации. И я уверен, что в ближайшее время будут рассмотрены очередные, скажем так, неприятные сюрпризы для Москвы. Что же касательно Северного потока, то в данном контексте этот вопрос более глубокий, чем кажется на первый взгляд. Поскольку сам по себе трубопровод «Северный поток», его не стоит рассматривать как инфраструктурный проект. В первую очередь это геополитические проекты. Ни один инфраструктурный проект, который реализует Российская Федерация, как таковой не является. Яркий пример даже Керченский мост, который якобы по идее пропагандистов должен был соединить оккупированную территорию полуострова Крым с материковой территорией Российской Федерации для того, чтобы в Крым хлынули десятки миллионов российских туристов. На самом деле это не так, как нам всем прекрасно известно, а это в первую очередь облегчение логистических возможностей вооруженных сил Российской Федерации для переброски своих сил и средств на полуостров и проведения ротации, а также возможность более упрощенного формы контроля Керченского пролива, в частности, упрощает в разы блокировку Керченского пролива за счет вот этого вот инфраструктурного сооружения. Северный поток — это в первую очередь элемент геополитического шантажа, энергетического шантажа стран Европейского Союза. И что очень важно понимать, сам по себе этот проект, он не является панацеей для России, чтобы избавиться от зависимости от украинской ГТС. Почему? Банально простой пример. Потому что те ресурсы, которыми на сегодняшний день располагает Российская Федерация для того, чтобы осуществлять поставки газа в Европу, даже не ресурсы, а те мощности. Это, в частности, Северный поток-1, Ямал-Европа, газопровод, Голубой поток, в том числе и турецкий поток. Они, в принципе, обеспечивают в среднем 110 миллиардов кубометров газа в год поставки. В
то время как ежегодные поставки российского газа в Европу достигают почти 200 миллиардов. В прошлом году это были достаточно теплые зимы, поэтому поставки без малого были 180 миллиардов кубометров. Поэтому через ГТС Украины снизились поставки до уровня 55-8 миллиардов кубометров в год. Но при этом Российская Федерация заплатила как за 65 миллиардов кубометров. По сути, когда будет введен Северный поток-2 в действие, даже если он будет введен, а это достаточно серьезный вопрос, потому что на сегодняшний день даже происходит в Германии битва будущих канцлеров. Зеленые против ХДС. Одни категорически против Северного потока, другие его поддерживают. И если даже не брать во внимание вот эту политическую битву внутри самой Германии, а предположить, что Северный поток будет запущен, он в первую очередь попадет под действие третьей энергетической директивы Европейского Союза. Сможет поставлять лично 50% от своей максимального объема мощности газ в Европу. И даже это не избавит Россию от зависимости от украинской ГТС. То есть фактически это экономически, финансово провальный проект, который не окупится даже через 30 лет при стоимости 1000 кубометров $200. А мы прекрасно знаем, что такая цена стабильной не может быть. И именно борьба с Северным потоком как с геополитическим проектом, элементом осуществления энергетического шантажа, это уже дальнейшие шаги как администрации Соединенных Штатов, так и непосредственно Европейского Союза. Спасибо за такой обстоятельный ответ, пан Александр. И еще один вопрос относительно НАТО. В последнее время очень активно обсуждается вопрос НАТО-Украина, в особенности после стягивания российских войск к границам Украины, а в последнее время после принятого лидерами, представителями стран НАТО коммюнике, в котором они поддержали предоставление Украине ПДЧ и ее членство в Североатлантический альянс. В обозримом будущем хотя бы ПДЧ нам светит? Безусловно, конечно. Но нужно просто понимать, что подразумевается под обозримым будущим, поскольку вот некоторые такие, знаете, достаточно радужные прогнозы о том, что Украина вступит в состав НАТО, там, допустим, до конца 2021 года или в 2022 году, ну, я даже и слушать об этом не хочу. Самый оптимистический прогноз – это в течение ближайшей пятилетки, поскольку на сегодняшний день Украина реализовала 292 стандарта НАТО, а это менее 20% от предъявленных требований к реализации для вооруженных сил Украины и в целом и не только для вооруженных сил Украины, поскольку нужно понимать еще и определенные политические и экономические моменты для вступления в Североатлантический альянс. Да, но мы же с вами понимаем, пан Александр, что есть ряд стран, у которых уровень стандартизации был даже ниже 20%, но им удалось вступить в Североатлантический альянс. И Болгария, НАТО, Черногория, Албания, Македония и так далее. Совершенно верно, это правильно. Но нужно еще понимать, что из себя представляют вооруженные силы Черногории и что из себя представляют вооруженные силы Албании. А что такое вооруженные силы Украины, которые по сути количественно даже превосходят те или иные государства, которые находятся в составе Североатлантического альянса. Поэтому именно вопрос с Украиной, он стоит более, скажем так, даже проблематично, чем с той же самой Черногорией или Албанией. Это намного более колоссальный пласт целей и задач, которые нужно реализовывать относительно стандартизации. К примеру, даже касательно такой элементарной вещи, как унификация вооруженных сил, поскольку всем известно, что войска НАТО используют совсем других стандартов, как технику, так и вооружение, боеприпасы и так далее. Выход хотя бы на приблизительный уровень, соответствующий этим стандартам, это одна из задач, в том числе Украины. И, как я и говорил, на сегодняшний день реализовано 292 стандарта из заявленных, а их, если я не ошибаюсь, более 1500. Поэтому у нас довольно-таки много задач перед нами поставлено. И я уверен, что мы их, безусловно, решим и будем членами Североатлантического альянса, но без какого-либо чересчур оптимистического шапкозакидательства, это 5 лет плюс. Но
Во всяком случае, согласно визии Североатлантического альянса 2030 года, до 2030 года, в этом десятилетии альянс должен пополниться новыми членами. Иначе, это уже будет просто неперспективное и безрезультатное десятилетие. И Грузия, и Украина являются наиболее вероятными кандидатами на вступление в НАТО именно в этом десятилетии. Еще один вопрос. Я бы попросила очень короткий ответ. Вот вопрос относительно восприятия Североатлантического альянса угроз со стороны России. Вот насколько вообще НАТО разделяет опасения Украины и стран-членов альянса из Восточной Европы относительно России? В действительности все зависит, к сожалению, в том числе и от того, насколько превалирует в той или иной стране, члене Альянса, пророссийское лобби. К примеру, в таких странах, как Франция и Германия, увы, следует признать, которые, кстати, являются, помимо всего прочего, еще и представителями в нормандском формате, в этих странах достаточно серьезное пророссийское лобби, которое присутствует как в Бундестаге, так и в Сенате, регулярно принимающее участие в тех или иных информационных и политических диверсиях против Украины. И вот именно такой дисбаланс мнений, когда присутствует безусловная уверенность в том, что да, угроза от России, она исходит, и включение Украины в состав НАТО — это один из способов решения этой проблематики, но при этом присутствует достаточно серьезное мнение, охватывающее достаточно серьезный пласт электората, населения той или иной страны, которое возможно, посредством которого возможно осуществлять давление и манипуляции. Поэтому, к сожалению, стоит признавать, что в ряде стран действительно довольно-таки двоякое на это присутствует мнение, опять же, которое является в первую очередь элементом вот этого лоббизма, исходящего со стороны Российской Федерации. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсалгол, у нас Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. Пане Викторе, относительно НАТО, перспектив вступления Украины в НАТО, вот не кажется ли вам, что это больше политический вопрос? Вот мы даже с паном Александром говорили о уровне стандартизации, когда у многих стран уровень стандартизации был ниже, у нас уже 20%, почти 20%, а вот все-таки политической воли как таковой, как мы видим, пока нет. И то, и другое. С одной стороны, речь действительно идет об определенной стандартизации, в первую очередь о гражданском контроле над вооруженными силами. Это то, чего у нас пока нет, и то, в сторону чего нам достаточно сложно идти. У нас, в принципе, армия, она сильно отличается от натовской структуры, просто с середины, просто она сильно отличается даже в некоторых базовых вещах, там вплоть до роли сержантского корпуса, относительно офицерского корпуса и так далее. Это есть. Это действительно есть, и это просто скидывать, то сказать, что дело просто в политическом решении тоже не получится, не только. Дело и в экономике, и в политике, и в этих самых стандартах. Но вы правы, когда вы говорите о том, что политика играет значительную роль и, в принципе, при наличии общей политической воли, остальные проблемы были бы, я бы сказал, отложены на позже. То есть они все равно не были бы списаны, но как у многих других стран, которые не выполнили все стандарты, сказали бы просто, это вы выполните потом, а пока что мы вам как минимум для начала дадим ПДЧ. В данный момент нам даже и ПДЧ не дали. Вопрос, безусловно, политический. Вопрос, безусловно, о том, готовы ли на Украину распространить механизмы той самой защиты, гарантированной Североатлантическим договором. То есть в случае непосредственной атаки на страну в Европе, это считается объявлением войны всем остальным государствам-членам НАТО. Более того, с другой стороны, понимаете, есть еще другая проблема. Тут не факт, что все страны НАТО готовы их распространить на уже действующих членов НАТО. В чем проблема? Не факт, что все страны НАТО готовы рвануть, если там какие-нибудь зеленые человечки появятся в Нарве, например. Вероятно, но не 100% факт. Поэтому это даже когда мы говорим просто о членах НАТО, которые просто не повезло быть на границе, иметь общую границу с Россией. В том числе страны Балтии. Да, конечно, в первую очередь страны Балтии, в первую очередь Эстония, Латвия, Литва. Но и не только, то есть те же самые поляки, например, тоже имеют свои своеобразные опасения. И, в принципе, я бы сказал, что они обоснованы. И именно исходя из этого надо понимать, что в Европе есть
Сейчас НАТО — это куча европейских стран под американским зонтиком. К сожалению, в НАТО боеспособных, реально боеспособных армий, именно государственных, осталось не так много, как раньше. То есть, если мы посмотрим, например, можно посмотреть и удивиться, что, например, сейчас у Польской республики значительно более эффективные, боеспособные и просто серьезные вооруженные силы, чем у Германии. Хотя, казалось бы, где экономика Германии, первая экономика ЕС, а где экономика Польши. Но при этом, если мы посмотрим отчет немецкого же Министерства обороны, внезапно окажется, что у них на ходу в боеготовом состоянии около 100 танков. Для сравнения, в ЛНР, если я не ошибаюсь, 250. ЛНР. Не в тех вот эти псевдореспублики, а конкретно ЛНР, которая послабее будет. То есть за годы мира, за годы жизни под американским зонтиком, за годы недостаточного недофинансирования вооруженных сил, силы НАТО несколько подтаяли, и все больше идет опора на, собственно, Соединенные Штаты, за исключением, безусловно, отдельных государств, которые видят еще и собственные проблемы. Я имею в виду в первую очередь Польшу, я имею в виду Турцию, я имею в виду Грецию. И еще ряд государств, которые все-таки о своих вооруженных силах заботятся и отдельно от общего зонтика. Поэтому, опять-таки, вопрос в том, что даже если на ту же самую несчастную Эстонию попытается напасть Российская Федерация, тут даже дело не в том, кто готов прийти, а кто может прийти. Вот кто может прийти защищать. Почему сейчас идет речь о новых и новых американских базах в странах Восточной Европы? Потому что, а если не они, то кто? Германия, например, просто некого будет, собственно, туда двинуть. Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что, знаете, недавно же Байден сказал, что наличие территориального спора, территориальной проблемы не является препятствием для вступления в Североатлантический альянс. До этого на этой теме очень сильно спекулировали и говорили, что нет, согласно соглашениям, уставам, нельзя. Правда не является. Да, но это не является, и это подтвердил, в принципе, Байден. Тогда, в случае, если Украину принимают в Североатлантический альянс, как они будут решать эту проблему? Какую будут формулу находить? Или же оставят Крым и Донбасс за скобками и скажут, что мы защищаем материковую часть Украины, которая находится под руководством правительства, под контролем правительства, а вот Крым и Донбасс, они не входят в компетенцию нацбезопасности. Это сейчас очень спекулятивно, но я полагаю, что второй вариант. Но опять-таки, проблема в том, что в НАТО все решения принимаются консенсусом. Вот и решение вступления Украины тоже должно быть принято консенсусом, и это должна быть общая воля всех государств, членов НАТО, включая, например, Венгрию. И включая еще какие-нибудь государства, через которые России можно будет работать как прокси. То есть это не невыполнимо, но это довольно сложно. Более того, у меня есть убеждение, что просто исходя из каких-то, не знаю, может быть, моих прогнозов, мне почему-то интуитивно кажется, что проблему Донбасса, может быть, удастся решить до этого. Интеграция Донбасса в той или иной форме. Проблему Крыма сомневаюсь, но хотелось бы, но сомневаюсь. Дякую вам дуже. Чохсав у нас. Віктор Трегубов, журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч, був гостем нашої студії. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю вам корошкенджи, буквально через 5 минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп, бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта.
Түркі клебінің еплеріні кесмейіп, ертілар да. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабір ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықтаки мөрті бірден жанланды, вегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды, Эйран олды дымма сағыр құлағым, Атеш яна дерсін дүлдүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма, топрағым. Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам ве невбетеке 55 дақа девамында Хырым ве Хырым етрафында өзберген сонки хаберлерні музакере етейжекміз бізім яйынымызға мұсафирлеріміз қошылажақ ве оларнен біз эсас меселерні лаф етмеге планлаштырдық. Сіз де бізім яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер вастасылы студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар, яда скайп адресімізні құлана білесіңіз. ATR.TV бізім адресіміз, бізні YouTube сайфемізде де сейір етіңіз сайғылар қадашлар, лайк қоймаға ұнытмаңыз, веянда да бізге абоне олыңыз. Мен ісе яйыныма башламаздан евелве бұл студияға жанлы шекілде мұсафирлеріні скайпнен бағламаздан евел Роман Спиридоновны давет етмеге істейм. О шымды ньюзрумдан заман информацион программасына азырлаған хаберлеріні біздерге тариф етежек. Рома, діңлейміз бұйыр. Алейкум селяму Гульсум. Я приветствую всех наших зрителей. И уже буквально меньше, чем через час мы выйдем с выпуском новостей «Заман», в котором мы расскажем о таких событиях. После Керчи, Ялта. В оккупированном Крыму не прекращаются ливни. На Большую Ялту за 6 часов выпала месячная норма осадков. В последний раз такой дождь в южной столице Крыма шел 99 лет назад, в 1922 году. В самой Ялте остановлено движение троллейбусов, закрыта значительная часть автобусных маршрутов, затоплены пешеходные переходы, поврежден газопровод, большая часть города обесточена. Оккупационные власти прекратили подачу воды. Крутые улочки превратились в бурные реки, затопило дома и машины. Очевидцы сняли, как сильным потоком в центре города смыло человека, и уже известно о первой жертве стихии. Погиб 26-летний житель Краснокаменки, это поселок под Ялтой. Его унесло сильным потоком воды. 8 человек вообще пострадали пока, по информации спасателей, а одному понадобилась операция из-за сложного перелома. А вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в город пока еще не приехал. Он по-прежнему в Керчи, где устраняет последствия вчерашнего наводнения. Правда, теперь с лодки он пересел на бронеавтомобиль и на нем разъезжает по улицам Керчи.
А на саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года в Киеве, США будут представлены на высоком уровне. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Так, Америка хочет повысить внимание мировой общественности к незаконной оккупации Крыма. Нуланд не уточнила, кто именно будет представлять США на саммите, но заверила, что санкции, введенные США против России из-за ее агрессии против Украины, останутся в силе, а также останется в силе та помощь, которую США оказывают нашей стране. Государственный фонд молодежного строительства начал прием заявлений на льготный ипотечный кредит для переселенцев из Донбасса и Крыма. Правительство Германии выделило грант в размере 25% приобретения жилья под 3% в кредит, приобретение жилья в кредит под 3% годовых на 20 лет. Право на участие в этой программе имеют ветераны войны на Донбассе, переселенцы без собственного жилья на территории свободной Украины. Участники должны быть готовы сдать первый взнос по кредиту, это 6% от стоимости всего жилья, и ежемесячно потом платить по кредиту. Подать заявление можно лично в Держмолодь житла или в электронной форме через веб-портал ДИА. Формирование реестра происходит по алфавитному порядку. Каждому кандидату присваивается свой номер. В Минтот уточнили, что отбор происходителей будет происходить рандомно. Первый такой отбор уже должен состояться в середине июля. Кроме этого, мы расскажем и о судилище над лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, который проходит в оккупационном Армянске. Там сегодня слушали свидетели защиты, которые в очередной раз подтвердили, что Мустафа Джемилев не пытался попасть в Крым в мае 2014 года. Хотя оккупанты пытаются его обвинить в незаконном пересечении якобы российской границы, которая даже на тот момент, даже по официальной версии России, не существовала. Будем говорить о других политических делах против крымских татар на полуострове и, конечно же, расскажем о ситуации с коронавирусом. Как я уже говорил, буквально меньше чем через час в 19:00 Заман выйдет на украинском языке, в 20:00 мы продолжим вам рассказывать о событиях в Крыму и в мире, и в 21:00 смотрите Заман на крымско-татарском. Гульсом. Чоқсағыл роман бұл бізім мұхбирамыз Роман Спиридонов еді Ньюзрумдан ақшам Заман информацион программаларына сейретіңіз. Бізім мұхберлеріміз сізлер үшін сон кеве ең мерақлы хаберлеріні шымды муариретте азырлайлар. Енді бір саттен аз біле вақыт қалды. Сейретіңіз Украин ве Крым татар тіллерінде сайғылы арқадашлар. Мен исе бүгін ле бағлы сонки хаберлеріні шымды студиямызға скайп вастасы ле бағланған милимежі сазасы Ризағанен лафетмеге істейм. Риза Шевкев, селям алейкум, Ризаға. Ешітмейм не язықке сызны, шымды бізім сес режиссерларымыз бұл проблеманы чезмеге тұрышыр деп ұмыт етем, чүнке мен сізні ешітмейм, ама яқшы көрем. Чезіңіз сайғылы сес режиссерлар Лютфен Ризағаның проблемасыны, чүнке біз Ризағаны бұл афта студиямызға девет еткен едік, фақат айнын о күн Жозеф Байден ве Путиннің қорышывы өткерілді, ки Байденның жанлы чықышыны яйынға бердік бераберлікте сізлерінен сейреттік сайғылар қадашлар ве бір чоқ меселеріні музакере етмеге етіштіра алмадық. Мен бойле бір реабилитация епмаға істедім. О себептен шымды бағланып олсақ, umut etем bu sefer erşey problemsiz keçer bağlanıp olsak bu meselelerini muzakere edecekmiz ve elbette ki sonki vakitlari en çok muzakere etilgen ve sizin de meraklanganınız dep düşünen meseleler sırasında bu tamır halklar ile bağlı kanun leyqası. Bu kanun leyqası hakkında biz endi laf etmege şimdi da tafsiyatlıca laf etmege başladık ve çeşit musafirlerimiz ile onu böyle ameliyattan geçirecekmiz dep aytmak mümkün ne bire bize ken dep. Rizaga qaytdı galiba, Rizaga. Selam aleykum, eşitem sizni. Gülsüm, ben pek yarama işitsem sizni bilmem, zvuk yok. Şimdi eşitesiz mi?
Алло. Mana şimdi ana edesizdir. Çok güzel. Rizaga, biz sizinle çok meselelerini laf etmege yetiştire almadık. Onun için bugün böyle baştan keliniz da bir kere planlaştırganımız meselelerini müzakere ettik. Men en başta şundan istedim sohbetimizni başlamaga. Siz de көргендірсiniz, işgal etilgen Kırım'ını yağmurlar bastı, seller bastı. Tünev'in Kerit şehrinde olganlarını biz canlı yayınlarımızda gösterdik. Bugün Yaltı'da olganlarını көргендірсiniz. Men şimdi rejissörlerimizden rica ettim bu videolarını çıkarmaga ve göstermege. İşte Rizaga beraberlikte көреміз. Bugün Yaltı'da böyle bir yağmur stihiyası bastı dep aytmaga mümkün. Arabalar, tükkanlar, küçük böyle tükkançıklar yuvup ketti denizge. Hatta bir insan 95 senesi doğan bir erkek bala benim yaşımda vefat etti. Elak oldu bu demek tabiat felaketi dep aytmaga mümkün. Neticesinde sizin haberleriniz var mı? Semitdeşlerimizle laf ettesiniz mi? Yaltı'dan ne aytalar, ne düşünüyorsunuz? Mutlaka Yalta'dan semitleşlerim yok. Onlardan haber tek o soylarının, ballarının laf ettim bugün. Onlar da bu televizyonda, internetten görgen malumatlarını böyle laf etiştik ettik. Evet, muşkul ağlı oldu Yalta'nın. Ondan evvel kendisini de su bastı. Evet, yazık. Gene bu bizim vatan, gene yıkık, adamlara zarar getirir bu. Belki göller su dolar, belki Kırım'da su olur. Bu problemanı çok diğer taraftan men de şunu düşündüm. Elbet böyle bir tabiat felaketi oldu ama çok vakitler devamında Kırım'da su probleması var idi. Özenlerinin su ambarlarının kurugаны haqda haberler alaydık. Ve şimdi anlағаныма göre bu problema az da olsa çözüle başlaydı değil mi? Ben öyle pek büyük şans koymaz dedim. Bu sular, çok sular tez özenlerge küçük doğru denizge akıp getir. Ama goller, bu içki goller dolmak için onlar har erip çokraklardan çıkan sular son toplanırlar bu vadakranişelerde. Evet, bir parça sular cıyılışı mesela Simferopol bu volüm yaksı bilim böyle yağmurlar olan o anda olsa olup geçken olsa sular bütün Dalina'nın çöplüğünü yuvup aileler bu Simferopol vadakranişi evet anda da bir epidemi başlaması onu evet icra hükümeti muhat olmak gerek. Adamlar da muhat olmak gerekler. Rizaga da sizden laf etmege istegenim bu meseleden gayrı böyle bir mesele var. Bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda demek işgal etilgen topraklar insan hakları boyunca nazirlikte Tamır Halkları Nazirligi Komitetinde Tamır Halklar ile bağlı kanun leyhasının kabul etilmesi gerek olğanı haqda böyle bir karar kabul etildi. Bunu özünün Facebook sayfasında demek Ukrayna Yukarı Şurası'nın işgal etilgen topraklar ve insan hakları komitetinin yolbaşçı muavini Nelly Yakovleva Sluga Narodu firkasından milletvekili yazdı. Demek geliniz bu kanun leyhası üzerinde biraz sizin laf eteyik ve halkımız için olacak ve ya da olmayacak faydaları hakkında müzakerelerimizni başlayık. En baştan adi bir sual. Rizaga, siz bu kanun leyhasını beğendiniz mi? Bu kanunun özün ne beğendim onu çoktan beri bekleydik. Umut etmiş onu Verkhovna Rada kabul etti. Eğer onun içine karıştırmaya başlasan bazı bir hatalar yaparsın evet. Ama da birinci anlamak gerekmiş
bu kanun beklenilgen kanun bizim halkımız için pek gerek. Onun için mesela onlar başlaganda preambulaga okuganda onlar mesela yazarlar ссылаясь на права коренных народов, ссылаясь на постановление Верховной Рады 2014 года о правах коренного народа. Böyle kanunlarga böyle gösterip son geçeler bu kanunun özünü. Kanun içine de okusan pek yaxşı maddeler var. Mesela birinci bu статьяна bakanda ikinci bölümü коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки. Bu madde bu en pek böyle bir gerekli sözler. Bunsuz asla bu kanunu ben saymazdım. Bu olgan son kanunun faydalığı belli olacaktı. Evet, anda da mesela ikinci статьяга da yazılı коренные народы имеют право на самоопределение в Украине. O da bizge pek yaxşı sözler. Самоопределение дегенде biz evet самоопределениені көреміз в виде национально-территориальной автономии в пределах на территории Крыма, всего Крыма. Onun için айтам da ben çok yerlerge okup kanunlarını beğengen tarafım pek çok. Ufak tüfek yetmemizliklerini evet vardır. O bir ideal kanun olup olmayıp bir de. Ben onu düşünüyorum. Bu kanunu kararga alıp çalıştırıp başlasak o zaman bir gelişmegen punktlar Ukrayna kanununa gelişmegen, konstitüsyaya gelişmegen onlar son bakılıp поправкаларды киргизип bu kanunga geliştirmek mümkün. Birinci de bu kanun za основу kanun alınmak gerek. Ondan sonra çalışmalar başlar. Ben inanam ki bu kanun Tamur halkların kanunu bizim halkımıza yol açacaktır. Evet biz umut ederiz ondan sonra закон о статусе крымско-татарского народа ve ondan sonra anayasaya değişmeler geçirmek gerek. Onları hepsini birbirine bağlamak gerek. Sonuna belli olacak. Bizim Kırım Tatar halkımızda mutlaka nasyonel, territorial, автономная республика olacaktır. На территории Крыма, не отдельного района, а всей территории. Böyle kararga gelecektir sonuna. Mına aytkanınız yetmemezliklerge da keçermiz. Ondan evvel mına şunu soramağa isteyeyim. Yani Rizaga, eğer bu kanun leyhası kabul etilse, men işte tamır halk temsilcisim, siz tamır halk temsilcisisiz. Yani bizlerge, hususan bizlerge, adi insanlarga, adi halk temsilcilerine, tamır halk temsilcilerine bu kanun leyhası nasıl yardım edecek? Men misal olarak bu kanun leyhasına esaslanıp neni talap edebilirim? Bu kanun geçse Rada'da bizde umut açıla sonları barmağı. Bugün onun kararı çıkarsalar mutlaka sizge bana ya böyle görünme iş olmaz. Bu perspektif bir iştir. Onun kanunların bağlap son Kırım'da kısmet olsa onu çevirmek gerekmez. Ama da bugün bizim kureşimizge, Ukrayna kureşine işgallara karşı çok büyük bir yardım edecektir.
Çünkü daha 16 seneleri başlap laf etkineydik. Bu Kırım Tatar halkına, Tamur halkına böyle nasyonel teritoriyel avtonomi verilseydi, Ukrayna'nın bir rıçakları olacaktır. Yani rıçaklar международное сообществода деген gibi çalışmalar yapmaya o Çin devletler de Avrupa hükümetleri, Amerika onların da bir çaresi olacaktır. Tamur halkının neyse bu kaç 44 seneden beri hükümetin Joygan halkının yerine getirmeye Ukrayna işler alıp barganı için Ukrayna'nı da sayacaklar ve o Tamur halkının Respublikasını horçalamaya tırışacaklar ve Rusya'ya laf kaldırmayacaklar. Bu sanki Kırım'da sanki Kırım Rus milletin beşiğidir. Böyle laflar olacaktır onun etrafına. Onun için ben belirleyeyim o kanunu mutlaka tezce geçirmek gerek ve rege koyup yerine getirmek gerekli. Bu bizim Kırım platforması başlamazdan evvel. Bu Kırım aslında platforması. bu kanunlarının kabul edilmesi sadece Tamır halklar ile değil, anayasaga değişmeler olsun, status ile bağlı olsun ve ilahri bunun üzerinde çok yıllardan beri Milli Meclis siz çalışasınız, bütün Milli Meclis azalarımız Rifat Ağa, Çubarov, Mustafa Ağa lider olarak ve ilahri ve özünüzün işte korunuşunuz da vardır bu kanun ile bağlı. Riza Ağa, sizge eğer misal olarak imkan verseydiler bu kanun lehasında bir şey değiştirmeye, bir şeyler değiştirir ediniz mi? Nasıl düzeltuvlerini kırseter ediniz ya da belki meclisin teklif etken düzeltuvleri endi var mı da? Evet, bir iki fikirlerim var ama bu fikirler bütün bu olgan projesi bozmazlar. Hem onu öyle pek kritikalı neler sualya koymaz edin. Mesela onun başlayan adına Закон Украины о коренных народах Украины. Закон о коренных народах Украины. Ben bunun adı koyardım о коренных народах Крыма в Украине. Böyle koyardım onun adı. Çünkü Kırım Tatar halkı Kırım'da peyda oldu. Onun vatanı Kırım'dır. Ukrayna'ya hoş oldu. Bu çeşitli tarih boyunca zamanlar geçirip Sovyet Birliği'nde kendi Ukrayna'da. Ama Tamur halkı, Kırım Tatar halkı haysi hükümet olmasaydı olsun Rusya, olsun Almanlar da gelip gittiler. Biz Tamur halk, Kırım Tatar halkı, Kırım'ın Tamur halkı. Bunu böyle suallar beni ekleyecek koygan ettik. Hocam aramızda müzakere ettik. Ama mecliste çoksu böyle несущественно onu de böyle kaldırıldı. Akarenlik narod Ukrayna. Evet o kadar tesir etmez bu adı o kadar. Benim fikrim başkaca olsa. Ondan son bazı рейхелер баханда, mesela имеет такой рекомендательный характер. Типа коренные народы могут участвовать в международных симпозиумах, связанных с вопросами о коренном народе. А менуерге хояретен не могут, а должны быть. Могут дегенде, может так произойти, что
onlarını ya çağırırlar da ya çağırmazlar. Bizim sualimiz bakılsa kaysi bir devlet forumlarına bizim Tamur halkı delegasyası mutlaka anda olmak gerek. Onda bu kanuna koymak gerek. Bu kanun komitetlerden bakıldı. Bilmiyorum, belki bazı şeyler doğrulgandır. Ama ya da tekrar edeceğim, doğrulmagan şeyler o sonra onu yapmak mümkün. Çaremiz olur. Evet, mutlaka olur. Anda öyle işte. Son anda bir tarafında bir koçtaşlardı. Mesela представительный орган Меджлис с разрешения кабина, закрытие кабина. Böyle bir var. Anda da onları hepsini bağlamak gerek. 8. maddeye Rıza ağa. 8. madde правовой статус представительных органов. Мына мен бірінші пункт тақында теряют права деп бөле жазамын. Мына келіңіз бұл пунктны лаф етейік, чүнки мен де біраз анламаға істейм, ве атта оқыжам шымды сержілерімізді анласын анен бұл маддеде не yazıла. Демек, представницкие органы набуваюць та встрачають права та обов'язки, передбачені цим та іншим законами України після прийняття Кабінетом міністрів України рішення про закріплення їх правового статусу чи його позбавлення. Проект такого рішення вноситься на розгляд Кабінету міністрів України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України. Yani mında Nazirler Şurası'nın temsili organını tasdıklağanı, onun hakları ve vazifelerini tasdıklağanı ve aynen böyle şekilde lağu etmege hakkı olganı yazıla. Mında sizin şübeleriniz peyda olmay mı Rıza ağa? Evet, ben bu punktu mesela böyle yazar edim. Кабинет министров разрабатывает, закрепляет правовой статус представительного органа крымского татарского народа, избранного на всенародно Курултаем и Меджлисом. Böyle yazar. Перед фактом они должны стать. Buna endis halk kurultay toplardı, meclisi sayılardı. Kabin edip bakmak gerek, nasıl o çalışacak. Ama bunu okudığında sanki kabin bize razılık verecek ya vermeyecek. Bu statya az bir şey bir çalımsız diye sayan. Yani sakınam çok boyut kritika yapmaya. Eğer boyut kritikalar yapsak, değişmeler aşıksak Kirgizmege, sakınam bunu yani ailelerle aylandırıp bakmaya da son bu Kırım platformasından evvel de karar çıkmaz. Ve daha uzatmak mümkündür bu bizim tartışmalarımızda. Yani men bilmeyeyim ama men umut etem ki böyle değildir ama bana göre sanki dersin böyle bizni yani temsili organı idare etmek istegi gibi görünüyor bu madde. Belki de ben yanlışam, belki de Gülsüm sen doğru aytmaysın deyip aytabiliriz. Bu maddeni mesela biz böyle temelli bakmadık. Ben mesela bakmadım. Böyle karar alınmadı. Evet, komitetlerge daha çıkmadı bu projesi. O değişmelerini mutlaka koymak gerek olur. Çarede var. Onu meclis reisiniz getip bakıp laf edip doğrultmak gerek. Ya da onu iki türlü anlamak mümkün. Biri böyle anlatar bir şey değildi ama ben sakınam.
мен сахынам еді. Ризаға келіні сізін меслектешіңіз Қырымдан Энвираға Куртиевна яйынымызға шымды бағлайық. О, бізіле жанлы бағда. Энвираға, селям алейкум. Алейкум селям. Энвираға, іште Ризағаны да көресіңіз яйында бізнен берабер. Ғалиба, көресі. Энвираға... Ага, anladım. Энвираға, мұна біз шымды Ризағанен бұл Украина президенті Зеленскийнің парламентке кірсеткені тамыр халықлар әле бағлы қанун лейхасына лаф етеміз. Ен башындан сізден де сұрамаға істейм, асында сіз бұл қанун лейхасыны оқымаға имканыңыз олды ма, бегендіңіз ма? Oldu okudum ve doğrusu айтқанда бегендім, çünkü anda çok maddeler bu halkara deklarasyyadan alınmış. Mesela Tamur halkı kimler oluyor degen sualga anda cevap verile, doğru cevaplar verile. Son Tamur halkı kendi kariyerini kendi tayin etmeye hakkı var ve kendi medeniyetini inkişaf etmeye hakları olganı anda da kirsetildi. Bu da pek güzel. Son Tamur halkı demek milletin temsil eden organlarına kurmağa hakkı var ve ona demek devlet destek verecekler. O da o maddelerde baranda pek bu güzel maddeler. Son devlet demek bu kurumlarga para bütçetten ayrılacak. Bu da pek güzel ben belirtsem şey. Son bu demek bizim diskriminasyyalardan ve demek bu facia meselelerden anda doğrudan doğru yazılmış genosidden ve başka facialardan demek devlet bizi borçalayacak. İşte bu madde de yazılgan ve pek doğru ben bunu sayam. Elbette daha bir mesele var. Devlet bu bizim dilimizi inkişaf etmeye demek yardımcı olacak. Dilimizi inkişaf etmeye bu en mühim meseledir ve buna gerçekten de yardımcı olsa biz bu dil meselesini hallederiz diye düşünüyorum. Elbette bir maddesi var mı? Riza Bey doğru etti. Ben ona demek mümkün Кабинет министров Украины слишком зарегулирует наши представительные органы. Уледесем мулькун. Çünkü Кабинет министров anda ozu karar çıkaracak iken nasıl bizim temsil eden organlarımız mesela meclisin nasıl çalışacağını ve de çalışmayacağını. Demek bu zaregulirованность meselesine elbette sual doğar ve onun hakkında çalışmalar yapmak gerek. Ben şahsi benim böyle fikrim. Rizaga bu çalışmalar neden ibaret olmalı? Yani parlamentte endi denişmeler kırsetülüvü meselesinde mi teklif ettirmeli ya da nasıl bu proses ola? Proses komitetler bakıladı komitetlerde. Komitetler bakıp çıkan sonundan evet yuridik analiz olacaktır. Kabinet ministrów da buna koşulacaktır. O iznesini çıkarır. Ana son bir karara gelip onu çıkaracaktırlar. Rey koymalı. Rey'e çıkaracaktırlar. Ben onun için pek sakınam çok değişmeler şey aytmağa bu ne kanun uzamağa. Bu resmi bazı hataçıklar olsa bile geçmek gerek de onu son değiştirmek kolayca olur ama uzatılsa bilmiyorum yani 30 yıldan beri Ukrayna hükümetine böyle şey bekleyiz uzatmamak gerek tezi geçirmek gerek ama bazı şeyleri değiştirmek mümkün. Ben belesem bunda o hükümet taraftan da bakılmak gerek. Mesela коренные народы Украины имеют право на благотворительный, гуманитарный помощь. Это права имеют все народы Украины, все граждане Украины. Все
общественные организации, благотворительные формирования. Erkin имеет право. Onu asebet bunda sanki bizge ayrı verilgen gibi nege yazalar. Ben oraya nelerde daha çok neler koyayım. Лишний, o кереги de yok mu da yazar. Просто ссылки на законы Украины. Я да, mesela отчетность раз в квартал в это самое toxtan ya büdcet parası verilgen son onların kontrol organları var. Onlar her ay bakalar o paranın ketkedin, her kvartal bakalar, her yıl отчетlar çıkarlar. Onlar bakalar. Eğer yanlış bir şeyler yapılsa mahkemeler var. Onun için onu seni bu zakona koyup da sanki bizge особый bir sanki недоверие koygan değil. Onda bir şey mesayam doğru değil. Çünkü Ukrayna kanunları çalışmak gerek hem onlar çalışacak. Ya aslında bu hesabatlar meselesi de beni meraklandırdı. Demek ki 8. 9. maddede 3. böyle bir punkt var. Men ularını okuyayım sizlerge. Seyircilerimiz de anlasın. Sözіне акта кете. Представницькі органи щоквартально оприлюднюють на власному веб-сайті інформацію щодо фінансового забезпечення, передбаченого частиною 2 цієї статті, отриманої фінансовою, технічною, благодійною та гуманітарною допомоги від іноземних держав, міжнародних організацій, юридичних і фізичних осіб, а також щодо її використання. Мына Ризага Сізден сұрамаға істеймсіз. Қырым фондының башлығы олар арқасылында bizim temsili organımız böyle kvartal hesabatlarını vermeye hazır olacak mı? Hazır mı? Çünkü bundan evvel galiba böyle hesabatlar yapılmagan edi. Belki de ben yanlışım. Resmi благотворительный взнос помощь дегенде onu bergen sponsorlar olar aytalar, mecenatlar olar koyalar. Ya siz her hafta bunu yazıp çıkaracaksınız ya da bir ay yazacağız ya da bizim adımızda yazman diye. Aslında закон о благотворительной деятельности предусматривает анонимность благотворителя. Onun için благотворитель yardım edecek olsa onun benim adımı yazman, aytman dese o kanun boyunca это его право. Hükümet парасы этого права не имеет. Hükümet парасы идет по структуре бюджетных денег. Олар строгая отчетность, строгий контроль, ежегодный этот аудит o paralardan kimse yetmez ve saklab olmaz. Sondan bunda da ne var? Asla öyle проблема ежеквартально озвучивать asla bilmiyorum bir bana oyunu gibi. Kanda eğer bir şirket mesela meclis taraftan yardımlar yapıp olsalar onu aytmasalar da reklam yapılacak. Halka gösterilecek. Nasıl yapılar? Neler yaptık? Neler becerdik? Çünkü halk duyar. Bir yaxşı iş yapıp da onu kesip oturmaya sıraya düşmek. Ama yana da Ukrayna kanun boyunca о форме отчетности общественных, государственных структур, onun zakonları var. O kanunlarla hepimiz yol başlık yapıp bakacağız mesela. Enver ağa, siz ne düşünüyorsunuz bu mesele etrafında? Men katılan Rizabey pek doğru ayta. Bu forma отчетности hepsi kanunlarda var. Bu meselelerin anında yazmasalar da olabilirdi. Ama benim fikrimce bu kanun şimdi yazılgan kabul edilse o da güzel olur. Çünkü bu kanundan gayrı daha başka bir kararlar almak gerek. Mesela biz Kırım'da fraksiya kurultay olganda vaqtda bir kanun değil bir karar kabul edilgen edi. O первоочередных мерах государственной поддержки крымско-татарскому народу, армянам, грекам, болгарам и немцам.
Öyle bir kanun kabul edilgen edi. Zorna ebet men vakitte kuruaçlık ilan etken edim bir sutkadan son ular kabul etken ediler. O kurultaydan evvel, bir gün evvel kurultaydan evvel. Ama bu kanun, bu karar Kırım'da işlemedi. Bu kararın içinde var idi öyle bir maddeler, misal için bu Kırım Tatar halkı, sürgün edilgen Kırım Tatar halkının vergilerden boşaltmak. Son restitusiya meselesi var idi anda. Demek kaytarmak bazı şeylerin. Toprak meselesi var idi. Çok meseleler. Bu kanunda bu meseleler yok. Ve belki de olmak gerekmiyor. Ama bu kanunga, Tamur halkı hakkında kanunga esaslanıp başka kararlar almak gerek olacak. İşte onun için ben belesem bu kanun, şimdi birinci böyle bir bazı bir kanun, ondan sonra başka bir hükümet başka kararlar almak mecbur olacak. Ona başka kararlar sırasında bu sizin fikrinizce bu başka kararlar sırasına parlamentoda tamır halklarga kvota verilmesi meselesi kirmek gerek mi? Elbette gerek. Birinci sırada bu mesele kirmek gerek. Bu elbette bütün kararlar meclisle beraber müzakere edilgen son kabul edilecek. Hem bu kanunda, bu kanun lehasında böyle meseleler var. Anda her bir maddenin tipinde yazılgan. По согласованию с представительными органами коренных народов. Demek böyle согласованиялар olsa elbette biz ozu istegen maddelerini anda kirgizmege çaremiz olur. Rizaga, siz ne düşünüyorsunuz bu demek kirsetmek gerek olganda deger denişmeler ve hususan bu seçimlerde tamır halklarının iştirakı ile bağlı kvotalar ile bağlı meselede? Ben razıyım Enver Bey'in aytkan laflarına. Mutlaka olmak gerek kvota. Kvotanın da bakılmak gerek. Ne kadarlık Ukrayna radasına bizim kvotamız olsaydı, anda bazı işlerge anda tesirlik yapkaylar, çareleri olgay çalışmağa. Mesela bir kvota koysalar o bizge az. Onun için iki de az ben sayam. Anda 4-5 tane, 10 tane belki böyle olmak gerek. Çünkü Tamur halkı böyle o Respublikasının yerine getirse onu bakmak gereklir de Rada'ga tesirli bir delegasyalar olacak bizim halkımızdan. Çünkü bu bizim Tamur halkını kot etmek gerek. Bizim halkımızda şimdi 44 seneden beri tek tırışanlar yok etmedi. Ama onu eğer kot edecek olsan, gösterecek olsan dünyaya nasıl bir yardım etmemiz ona adlı bir yardımlar etmek gerek. Onun için mutlaka kvotalar gerektir. Ama Kırım'da kısmet olsa, anda sayılarda bu пропорциональный sistem olur, представители, bilmem nasıl karar koyulacaktır, o ne bakılacaktır, konstitusiyada bakılacaktır. Mesela kaç faiz Kırım Tatarlar o Верховный Sovet'ta iştirak edecekler. O bir bakılacak. Enver ağa, da şunu soramağa isteyeyim. Men bilem ki siz Kırım Tatar tili meselesine çok emiyet bergen ve til ile bağlı aklarımızın gayrıdan tıklenilmesi, yerine kelmesi ve tilimizin inkişaf etmesi için böyle kaygırgan, bu meseleni kaygırgan insanlardan birisiniz. Bu kanun lehasında til meselemizin nasıl şekilde açıklağanının aslında memnunsunuz mu, beğendiniz mi til nasıl rolünü alğanı bu kanun lehasında? Bu kanunda galiba 8. maddede yazılgan Ukrayna devleti Tamur halkın dil inkişafına destek edecek. Demek yardım edecek. Başka bir şey yazılmamış anda. Ben bilesem böyle tolunen yazılsa bile yakşı olur edi. Nasıl yardım edecek, ne yapacak? Ama gene de buraya kabul edilse ben gene de tekrarlayıp aytayım. Bundan sonra
kararlar alınacak. Kabinet Ministrów Ukrayna'dan nasıl şekilde yardım edilecek, nasıl şekilde. Galiba birisi telefon açtı Enveraga Kurtiyevge. Men umut etем bizge qaytır, belki de kabul etken son, belki de kabul etmez bizge qaytır Enveraga Kurtiyev Melimejez. Azamız Rizaga sizge öyleysiz. Aha, qaytı Rizaga. Enveraga sağ olunuz. Biz için sizge telefon açkan insandan vazgeçkeniz için. Devam edeyim mi? Devam edebiliriz. Buyurunuz. Evet. İşte ben gene de aytmak isteyeyim. Bunda pek kısa yazılgan ama men bilesem ya da bizim erbaplarımız ya bizim halkımızı temsil eden insanlarımız şimdi vaktidigan var. Anda kırsetmeler yapabilirler ya da imkan olmasa ayrı kanunlar değil ayrı kararlar kabinet ministrinde alabilir. Bu meseleni demek kenileştirmek için ve doldurmak için. Bunun bir Rizaga, siz bu mesele etrafında ne düşünüyorsunuz? Enveraga aytıp geçti, sizince de yeterli mi? Mında bir karar yazdılar. Ama bazı şeylerge yana da netmek. Mesela ben bu средства массовой информации yazanda государство может оказывать поддержку средствам массовой информации. Может, а может не может. Государство оказывает. А в сözler нужно подменять под обязательность. Или государство будет оказывать, будет поддерживать, оказывает, а не может. Вот я söylüyorum. Til taraftan гарантия бере возможность изучения языков. O da bir yaşlı bir sözlerdir. Bunu son spesial bir положениyalar neler çıkan son onu yazmak mümkün. Onun için bu üçüncü punkt hükümet garanti bergen son возможность изучения. Я нам пошар этим дает возможность и оказывает содействие и так далее. В целом это оно так и звучит, но bazı yerlerге можно было бы дополнительно, чтобы государство взяло на себя такие напрямую обязанности. И это было написано. Enveraga til meselesine devam ederken de şunu sizden soramağa isteyim ki Kırım'da til ile bağlı mına bilmeyem işgalci organlar seviyesinde bilmeyim mekteplerde sınıflar açma meselesinde bir ilerlef aslında var mı? 7 yıl evvelsi Putin böyle bir reabilitasyon ile bağlı ferman kabul etken edi. Aslında o amelde çalışa mı? Kırım'da şimdi bu meselede pek kıyın mesele çünkü Kırım Tatar dili inkişaf edilmeyi men fırsattan faydalanıp aytmak isteyeyim. Ana babalarga, bitalarga, kartanalarga, dedelerge ozu torunlarının balalarını evde şimdi başlasınlar Kırım Tatar dilinde lakırdı etmege ve alıştırmaga. Ve bu Rusya kanunlarına boyunca ariza yazsalar bala bahçelerine ya da mekteplerde bunlar mecburlar kanun boyunca mecburlar sınıflar açmaga ve balacıklar gruplarını açmaga. Ve çok yazık ki bizim ana babalar bu şeyin yapmaylar. Onun için daha bir kere sizge ricada bulunam. Arizanı 1. sentyabrga beklemeyip şimdi yarından başlayıp arizalar yazınız. Hem bala bahçelerine hem mekteplerde. Biz şimdi milletle beraber çalışkan faal iştirakçılarımız köylerden yürüp ve kasabalardan yürüp laf ettiler ana babalarına ariza yazsınlar diye. Ama bilmiyorum nasıl neticesi olacak. Ben bilesem bu bizim tekliflerimizge kol tutup yazarlar arizalar ve kontrol de etmek gerek. Çünkü yapmasalar
biz hukukçuların bu meseleye davet edeceğimiz ve hukukçular evet verecekler prokuraturaya ya da судебный organlara ozu arizalarını. Demek bu meselenin gerek faalleştirmeye ve canlandırmaya gerek. Bu pek mühim mesele Kırım'da. Şimdi bu meseleyi biz yapmasak bu kanun bu kanun kabul edilse bile Kırım'da bu kanun şimdi yarından başlayıp çalışmayacak. Çünkü bu kanun başlayacak çalışmaya Ukrayna'da. Bunda çalışmayacak. Ve bu 7. maddede bu kanunun 7. maddesinde daha bir madde var ki bu yerli hakimiyetler ozu bütçetinden tamırlı halka bu tabiat kaynaklarından çıkan paraların paylaşacak tamır halkla beraber. Evet de bu Kırım'da olacak mesele. Bu Kırım serbest olmayınca bu madde çalışmayacak. Ve diğer maddeler de çalışıp olamayacak. Onun için beklemeye gerek mi? Şimdi hareket etmeye gerek. Bağlarının Kırım Tatarca ana dilinde laf etmek gerek. Ve mümkün olsa bu bizim iş adamlarına bala merkezi yuvalar ya da evler açıp anda bağlar toplanıp Kırım Tatar dilinde demek dersler ya da oyunlar oynasınlar. Bu meselelerge paralar harcasınlar. Başka meselelerge değil. Bu şimdi en mühim meseledir bu. Dil meselesi. Мына Энвер аға, siz doğru kaydettiniz. Bu kanun leyhası elbette ki Kırım işgal şaraitlerinde yarımadada çalışması ne yazık ki imkansız ama alda manevi cihetten böyle bir umut, bilmeyeyim bir ışık verdi mi bizim semiyetdeşlerimizge bu kanun leyhasının prezident tarafından körsetilmesi parlamentoga? Evet verdi. Çünkü çoksa onu bekleyin. Şimdi bugün bir ay oldu bu kanun leyhası parlamentke kirgenine ve bu profilli komitetin kararına bakkanda bu Eylül'ün ortasında demek olar endi onu parlamentke çıkarıp rege koyacaklar. Ben bilesem kabul ederler mi yok mu bilmeyeyim çünkü bu kanuna karşı çıkan deputatlar pek çok anda. Onun için ben bilesem bizim dostlarımız anda balaban işler alıp varalar. Ve umut etem bu kabul edilir. Ve elbette ozu prezident bu meseleyi daha bir parlamenta çıkıp bir iki laf aytıp destek etse daha da çok varyantları var onu kabul etmeye. Bu bizim bunu bekleyin. Riza Khan, nasıl düşünüyorsunuz? 226 rey parlamentte bu kanun leyhası alacak mı? Ben belirse mutlaka alacaktır. Çünkü bu kanunu projesini prezident çıkardı. Onun fraksiyası yana da çokluktur. Ve bizim halkımızda dost olan fraksiyalar Европейская Солидарность, Голос, nefraksiyonlu deputatlar var. Onlar hepsi koşulurlar. Tekrar bu OPSC taraftan bir provokasyon olur. Çünkü onlar Putin'den signal işittiler. Putin bu kanunu beğenmedi, karşılık çıktı. Onun için onlar menbelesi karşı çıkacaklar. Kalkanları hepsi kol tutmak gerekli. Avrupa'ya girmeye tırışkan halk deputatları mutlaka bu tamır halklara elini uzatmak gerekli de göstergeler nasıl olar bu adam halk hakların sayarlar ve bu böyle kadınlar daha kol tutanların bildirecekler. Umut etemiz de kabul edilir çünkü ötkerilecek Kırım platformasından evvel bu gibi kanun leyhasının kabul edilmesi ve endi kanun olması mence Kırım platformasının semeriliğine de bir şekilde tesir etebilir. Bilesiniz, men de ne soramağa isteyim. Enver ağamla sizden başlayık. Kırımdan vatandaşlarımız 45 senesi sürgün etilgeninden son malum olğanı üzere
çok uzun bir müddet devamında Kırım Tatar halkı büyük zorluklardan geçti. Bu zorluklarga bakmadan işte Avdet yolunu başlattı ve Kırım'a kaytuf yolu, sonra Kırım'da endi anda tıklenuf yolu, Ukrayna'nın bizge yapkan bazı bir zulümlükleri, bizge karşı çıkanları ve Ukrayna hükümetinin de bazı bir davalar 90. seneleri. Buna bakmadan Kurultayının tüzülüvü ve ilahri ve Kurultayının kabul etken birçok kararları ve endi 30 yıl geçe demek 91 senesinden bu günge ve nihayet biz beklegenimiz bu tamir halklar ile bağlı kanun leyhası onun hakkında laf etmege mümkün, eksikliklerini aytmaga mümkün, pluslarını aytmaga mümkün ama herhalde prezident tarafından kırsetili. Sizin fikrinizce bu milli hareketinin küçük bir galibesi mi? Elbet bu milli hareketin galibesi. Çünkü milli hareket olmasaydı biz onu talep etmeseydik bizim meclis erbakları ve bizim milletimizi temsil eden organlarımız bunu talep etmeseydi bu mesele koterilmeyecekti aslında. Onun için bu elbette milli hareketin bir zaferidir. Riza, siz nasıl kıymetkisiz? Evet, milli hareket olmasaydı Kırım Tatar halkı vatanına da kaytmayacaktı, kayıp olmasaydı. Ne olsa da milli hareket halkımızda her zaman bir tonusta tuttu. Vatan sevgisini göydürtmedi. Halkımız vatana kayıttan sonra böyle kurultay, meclis strukturaların çözdüler. Bu her şey, bu işler milli hareketçiler, milli hareket yapılar. Bugün çok ağır zamanda kaldık. Biz inşallah çünkü halkımız milli hareket ne degen çalışıp olmayı bazı işlerde. Mesela meclis toplaşmaları normal geçirip olmayımız, meclis azaları anda Kırım'da olanlar yakalanmak mümkünler. Meclis ekstremist sayıldı Rusya taraftan. Bu ağırlıklar tümüne yanına milli hareket çalışsa o ruhun coymay. Ben inanıyorum ki bizim halkımızda kimse yıktırıp olmaz, yıkıp olmaz. Bizim halkımız yana geleceğin ta 50 senelerde bizim eski milli harekette iştirak etken inisiyatif adamlarımız isteklerin biz yerimize getiririk. Onun da kısmet olsa görerik. Çok sağ olunuz. Büyükten büyük teşekkürler. Yayınımızga bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Milli Meclis azalarımız Kırım'dan Enveraga Kurtiyev ve mecbur şekilde Kiev'de bulungan Rizaga Şevkiyev. Teşekkürler. Saygılı arkadaşlar, meni seni yazık ki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindem 5 dakikadan sonra sizlerni Zaman informasyon programması Ukrayn tilinde sonki ve en meraklı haberler ile selamlayacaktır. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız ve yayınlarımızga devam edecekmiz. Görüşkенче. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта.
Аякларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі тұрам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ерттыларда. Сачақланды дудақлар. Көкте ұчқан рухлар. Қабыр ташлары. Омызыма қона. Еңлей аяклар. Ерде ятқан юрегімні көтердім. Юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні. Көрдім көзі көрген соқыр миллетні. Қабырташтан қопқан парчаны уфатып мен сілдім ертік лебіме. Сырықтаки мефта бірден жанланды. Вегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дымма сағыр құлағым. Атеш яна дерсін дүл-дүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма. Потрощені автівки, пошкоджені комунікації та потужні селові потоки. Циклон, який вчора обрушився на Керч, яке прогнозувалося, дістався і південного узбережжя. Через руйнівну стихію в Ялті запроваджено режим надзвичайного стану. Знеструмлена значна частина міста, окупаційна влада припинила і водопостачання. Оголошено про евакуацію місцевих жителів. Призупинені маршрути громадського транспорту. На Велику Ялту слідом за сходом півострова впали 2-місячні норми опадів. Річка Водоспадна, яка бере початок на Учансу, полишила береги і пішла трощити все на своєму шляху. Такої повені не було майже століття. Друзья, творится в Ялте какой-то трэш. Это просто Армагеддон. Реально, деревья, смотрите, все, река Водопадная все сметает на своем пути. Берет свое начало на водопаде Учансу. Я не представляю, что там сейчас... Крім виламаних дерев, непереливки людям, відомо щонайменше про 8 постраждалих. Є і перша жертва стихії – хлопець 1995 року народження. Деякі відчайдухи намагаються перетнути стрімкі річки, на які перетворилися ялтинські вулиці, а когось просто збиває з ніг. Під тиском стихії подекуди провалюються дороги, а кількість потрощених та змитих легковиків ще підраховують. Так вулиця Ломоносова перетворилася на справжній цвинтар автівок. В'їзди до підтопленої Ялти перекрито, автівки скупчилися у багатокілометрові черги. Дорогу закрили, Ялта стоїть. Брудні потоки в Ялті підмили опору системи газопостачання середнього тиску. Без газу залишилося щонайменше 60 абонентів, повідомляють в окупаційному управлінні МНС.
А так тепер виглядає міська набережна. Попри те, що бурхливі потоки швидко спадають в море, води тут досі по коліно. А это море. Тимчасового житла потребують понад півсотні людей. Очільниця окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко каже, що вже приймає заявки на розселення. Відреагував на трагедію також окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. До Ялти цього разу не поїхав, але сподівається на поповнення водосховищ. Ну, у нас Ялту подтапливает уже такая же ситуация, видите, как то пусто, то густо на самом деле. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды водохранилища. Ну, Загорское водохранилище получило почти 1 миллион кубометров за сутки. И каждый день сейчас еще будут притоки, будут прибавляться. То есть, возможно, как говорится, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алушинское водохранилище всего 68 тысяч получило. Ну, это вообще катастрофа какая-то. Я еще раз говорю, только с засухой боролись, перед с наводнением боремся. Ну, тем не менее, наверное, нам такие испытания выпадают. Після руйнівної повені, що накрила півострів останніми днями, вже з понеділка синоптики прогнозують поліпшення погоди та навіть спеку. Владислав Стожук, Заман, АТР. Печально. В окупаційному суді Армянська відбулося чергове вже 33-те засідання по сфабрикованій справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупанти звинувачують його в так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Сьогодні заслухали 2 свідків захисту, які повідомили, що Мустафа Джемілєв перебував біля посту ДАІ на адмінмежі з Кримом та не робив спроб потрапити на півострів. Крім того, вони розповіли, що бачили озброєних людей без розпізнавальних знаків. Вони не пропускали людей, а один з них почав стріляти у повітря. Общался там с людьми. Свидетель не видел, чтобы к Мустафе Джемилеву кто-либо подходил, требовал предъявить документы. Иные какие-либо требования предъявлял. В это время шли переговоры, поскольку вооруженные люди заявили о том, что Мустафа Джемилев не сможет пройти дальше в сторону Крыма. Причин они не объясняли. В конце концов стало известно о том, что людей, которые собрались встретиться с Мустафой Джемилева, выпустят обратно, но сам Мустафа Джемилев пройти не сможет. И тогда Мустафа Джемилев сказал, что пускай люди уходят. Вот, он не хочет никаких проблем для людей, поэтому он останется. На саміті Кримської платформи, який відбудеться у серпні цього року у Києві, США будуть представлені на високому рівні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Так Америка хоче підвищити увагу світу до незаконної окупації Криму. Нуланд не уточнила, хто саме буде представляти Сполучені Штати на саміті, але запевнила, що санкції, запроваджені Вашингтоном відносно Росії через її агресію проти України, залишаться. Так само, як і допомога, яку США надають Україні. Президент назвав Україну як країну, відносно якої ми маємо великі розбіжності з Росією. Але Сполучені Штати твердо прихильні, як ми і були вже кілька десятиліть, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в області безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль. І все це буде тривати. Український військовий дістав кульове поранення поблизу Золотого. Там окупанти двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захиснику надано першу допомогу та терміново ушпиталено. За повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, його стан середньої тяжкості. Ворог дістав відповідь вогнем від українських захисників. А крім того, окупанти били вздовж всієї лінії фронту і знову гриміла артилерія. Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
В районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі обстріляв наші позиції з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. А українська розвідка звітує про нарощування сил окупаційними підрозділами в окремих районах Донеччини та Луганщини. Так, з початку тижня на полігонах по той бік лінії фронту під пильним оком російського командування триває вишкіл артилеристів, мінометників, кулеметників, снайперів, розвідників та інших. У такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Державний фонд молодіжного будівництва почав прийом заяв на пільговий іпотечний кредит для переселенців з Донбасу та Криму. Уряд Німеччини виділив грант у розмірі 25,5 мільйонів євро на придбання житла в кредит під 3% річних на 20 років. Право на участь в цій програмі мають ветерани війни на Сході та переселенці без власного житла на вільній території України. Учасники повинні бути готові платити щомісячні платежі та зробити перший внесок по кредиту. Це 6% від вартості житла. Подати заяву можна особисто до регіонального управління Держмолоджитла або в електронній формі через веб-портал «Дія». Формування реєстру відбудеться в алфавітному порядку. Кожному кандидату присвоюється індивідуальний номер. В Міністерстві тимчасово окупованих територій уточнили, що відбір переможців відбуватиметься системою рандомно. Перший такий відбір має відбутися всередині липня. Колишній сирійський фермер Хусейн Махмуд був змушений бігти зі свого будинку у провінції Хамма, рятуючись від війни. Зараз він живе у таборі для переселенців у північному місті Ідліб. Щомісяця він, його дружина та їхні 13 дітей отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та предметів першої необхідності. Цього ледь вистачає, щоб дотягнути до наступної партії. При цьому чоловік хвилюється, що і цієї підтримки його родина скоро не матиме. В цьому випадку почнеться голод. Куди нам йти? Ми не знаємо. Мільйони людей бігли на північний захід Сирії від бойових дій і тепер живуть у таборах. Вони здебільшого покладаються на гуманітарну допомогу, яку доставляють з Туреччини. Щомісяця сюди прибуває близько 1000 вантажівок ООН. Однак офіційна влада Сирії вимагає закрити кордон і доставляти допомогу через офіційні канали. ООН побоюється, що це може призвести до катастрофи. У таборі нас приблизно 250 сімей, близько 2000 чоловік. Якщо перехід закриють, люди опиняться кинутими, і в таборі почнеться тотальний голод. Минулого року доступ з Туреччини для гуманітарних вантажів скоротили до 1 КПП. Однак і він може закритися вже в липні, якщо Рада безпеки не продовжить дозвіл на доступ автомобілів ООН. Проти цього виступають постійні члени Китай та Росія. Безкоштовний хліб отримує більше мільйона чоловік. Якщо мандат не продовжить, то почнеться гуманітарна катастрофа в області харчування і гігієни. Це призведе до поширення в цих таборах COVID-19. Провінція Ідліб – це останній оплот сирійських повстанців. Тут проживає близько 3 мільйонів людей і приблизно 1 800 000 залежать від гуманітарної допомоги. Вулиці перетворилися на річки в містах на півдні Мексики. Перед цим на регіон обрушилися сильні дощі. Ми в центрі повені. Вийшли з берегів річки Лос-Перос. Вода в ній піднялась до моста і затопила 4 міські квартали. Вона майже дійшла до центру міста. Йдеться про місто Хучітан у штаті Оахака. Тут затопило сотні будинків.
Це просто рюкзак з одягом для дітей. Там молоко, пляшечка для дитини. І все. В даний час постраждалих будинків 1000. Можливо, ми не все порахували, оскільки бачили поки тільки одну частину міста. В іншій частині, як повідомляють, вода затопила будинки. Нашестя води залишила після себе бруд і сміття. І зараз першочергове завдання – прибирання вулиць, щоб все це не потрапило в стічні труби. Метеорологи попереджають, що дощі йтимуть до наступного тижня. Місцеві жителі готуються до нових повеней. Другий день поспіль рекордна кількість вакцинованих. На материковій частині України щеплення отримали ще майже 82 тисячі людей. Це на 5 тисяч більше, ніж напередодні. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України зафіксовано менше 1000 нових випадків COVID-19. Одужали у понад двічі більше, а ще 50 людей не змогли подолати хворобу і пішли з життя. А в окупованому Криму стрімко зростає кількість інфікованих. Окупаційна влада півострова нарахувала 211 нових пацієнтів. Ще 6 померли внаслідок хвороби. На рахунку COVID-19 по всьому світу вже більше 4 мільйонів смертей. При цьому на зміну британському альфа-варіанту коронавірусу швидкими темпами приходить індійський дельта-варіант. Як з'ясували вчені, цей штамп збільшує ризик госпіталізації вдвічі. Ще одна сумна статистика показує, що перші 2 мільйони смертей сталися в перший рік після початку пандемії, а наступні 2 мільйони всього за 5 місяців. Це пояснює тим, що вірус мутує. Його нові варіанти виявилися смертоноснішими, а також стійкішими до вакцин. У той час, як в США, Великобританії та інших багатих країнах випадків захворювання стає менше, осередки пандемії, як і раніше, дуже серйозні на більшій частині території Латинської Америки. У регіоні з березня триває найгірший спалах. Такі країни, як Болівія, Чилі, Бразилія і Уругвай, поки не можуть стримати вірус і провести масштабну вакцинацію. Раніше на цьому тижні директор Панамериканської організації охорони здоров'я сказала, що головна проблема Південної і Північної Америки – це відсутність препаратів. Країни Великої Сімки пообіцяли виділити 1 мільярд доз вакцини від COVID-19 бідним країнам і країнам, що розвиваються. При цьому експерти вважають, що офіційний рівень смертності від хвороби набагато нижче реальних цифр. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрал шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, а также новости уходящей недели. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайк. Ну, а я хочу наш эфир начать с экстренного информационного сообщения. Только что, вот буквально 10-15 минут назад выступил на брифинге секретарь РНБО Алексей Данилов. Сегодня состоялось заседание РНБО, на котором приняли важные решения, в том числе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Данилов рассказал, что на своем заседании РНБО отменил лицензии недобросовестных
добросовестных недропользователей, 4 лицензии по добыче титана, 3 по разработке углеводов, 2 рудные лицензии, в том числе ценные лицензии, которые не использовались в течение 18, 19 и 17 лет, соответственно. Прямая речь Данилова по поводу Фирташа следующая, цитирую. Что касается Фирташа, это его участие в титановом бизнесе, это поставка сырья, которая затем идет, и это отслежено нашими разведчиками на предприятия Российской Федерации. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго для военных предприятий РФ, находящихся под нашими санкциями. Кстати, мы на сегодняшний день, кроме товарища Фирташа, наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированы в военно-промышленный комплекс РФ, который использует этот титан именно в военной сфере. Конец цитаты. Следующее заявление касается господина Фукса. Они наложены за ситуации, связанные с Golden Derrick. Это лицензии, о которых шла речь. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента. Мы еще отмечаем, что мы не допустим, чтобы люди, которые незаконным образом получили преференции от государства, неважно, когда это происходило при Януковиче или при Алексеевиче Петре, мы отмечаем, что недра – это стратегический ресурс нашего государства. Конец цитаты. Гость нашей студии, я рада его приветствовать, Семен Кабакаєв, голова громадського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської ініціативи «Стоп террор». Вітаю вас. Вітаю. Вот такое вот экстренное сообщение. Что думаете? Ожидали ли такого решения от РНБО? Ну, слухайте, ми можемо там очікувати або ні. Треба дивитися, які будуть наслідки. Якщо ми говоримо з вами про якісь позитивні речі, які відбуваються на РНБО, наприклад, як блокування там каналів Медведчука, тут можна тільки аплодувати і казати Володимиру Зеленському, там, що він молодець, що він робить такі кроки. А є, наприклад, речі такі, як там з Фірташем і Фуксом. Що це таке взагалі? Це просто перерозподіл ринку відбувається. Я не кажу, що там Фукс молодець, там чи Фукс поганий, що там Фірташ добрий або він поганий. Ні, ну ми всі знаємо, що це за персонажі, та і що вони з себе уявляють, і що вони робили для країни, і що вони не робили. Тут іде питання того, куди поверне фінансовий потік від цих людей тепер. Зараз це буде відбуватись в бік Володимира Зеленського, тобто його оточення Володимира Зеленського. Зараз всі фірми, звичайно, з ринку викинуть, поставлять свої фірми і будуть заробляти гроші. У них ще є 3 роки, за рахунок яких вони повинні дітішкам на молочишки щось зібрати, розумієте? Тут я в цьому не бачу якогось впливу за інтереси України, я не бачу, як це було з блокуванням каналів Медведчукою. Тут я бачу виключно фінансовий інтерес. Плюс до того, до всього, на засіданні РНБО розглядалось питання оборонно-промислового комплексу України і стратегії розвитку. Так я от вам доповідаю. Я був на виставці, яка проходила в Києві, в виставковому міжнародному центрі. От на цю виставку, на найбільшу виставку зброї і безпеки в Україні, президент не прийшов. Ви розумієте? Це говорить тільки про те, що йому байдуже, що відбувається в цій галузі. Його це не цікавить абсолютно. Коли я їхав до вас сьогодні на ефір, от прийшло повідомлення, я навіть пост в Фейсбуці написав з приводу того, генерал-лейтенант, який відповідає за логістику в Збройних силах і Міністерстві оборони, написав доповідь, що він не буде, тобто це його особиста позиція, він не буде підписувати документи по закупівлі, тому що реформу, яку провели зараз новопризначені зелені ставленники на місцях, як в Міністерстві оборони, в Збройних силах, так і в Верховній Раді, вони не відповідають законодавчим критеріям. Тобто, якщо він підписує зараз документ, він безпосередньо опиняється під кримінальною відповідальністю, і до нього там завтра приходить там прокуратура, НАБУ і всі інші люди, в повноваженнях які є займатися цими справами і розслідуваннями. Тобто, про що це говорить? Це говорить про кадрову некомпетентність, про непрофесіоналізм, про профанство, про дилетантство. Але плюс до того, до всього, ми бачимо ще й корупційні ризики. Та дуже багато людей говорять про те, що там в Міністерстві оборони, там заступник міністра оборони пан Миронюк з паном Тараном займаються корупційними складовими. Можна подивитись розслідування, які є, там дуже багато спікерів говорять про цю тему. Плюс до того, до всього, міністр оборони Таран і головнокомандувач
Хомчак сваряться між собою. Ну, тобто, у них не те, що сварка відбувається, вони постійно в конфлікті знаходяться. Послухайте, у нас іде війна. Так? У нас є Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, якому байдуже на безпеку оборони. І у нас є два ставленника, якими він керує під час війни. Це міністр оборони і Головнокомандувач Хомчак. У них конфлікт між собою, президенту байдуже на цю сферу. І ми з вами бачимо засідання РНБО, так? Ну, це і є Рада національної безпеки і оборони, яка повинна займатися цими питаннями війни, питаннями внутрішньої безпеки, зовнішньої безпеки. Ми бачимо, як ці люди ходять туди, і при всьому ми бачимо корупційні скандали, ми бачимо те, що не закуповують техніку, озброєння, ми бачимо, що не проходять реформи не в Службі безпеки, не в інших органах. Те, що вони там кажуть, що ми тут започаткували реформу Укроборонпрому чи Служби безпеки, слухайте, так ви її відкрити почитайте, нічого не змінюється. Тобто роблять обгортку таку фасадну, кажуть, переписують закон, роблять новий номер, вносять, розглядають в комітетах, а нічого, функціонал не змінюється, все залишається як є. І від цього йде дуже великий ланцюжок проблем. Але коли Володимир Зеленський хоче зробити якийсь популістичний крок, умовно, він це вміє робити. Тут треба визнати. От він майстер робити популістичні речі, за рахунок яких він потім робить такі круглі очі, і людям каже, так я ж хочу як ліпше. То есть, как вы думаете, вот никакой трансформации из человека-пацифиста, который пытался увидеть мир в глазах Путина, не произошло? Потому что вот после вот этих заявлений мы видели ряд заявлений из уст Зеленского о том, что вот единственным путем для завершения войны на востоке Украины является вступление Украины в НАТО. Потом вот эти принята стратегия по деоккупации Крыма. РНБО принимала огромное количество, продолжает принимать огромное количество подобных решений и так далее. То есть что это тогда? Просто популізм, по-вашому? Дивіться, я не можу сказати, що все, що робить Володимир Зеленський, це популізм. Ні, це не буде об'єктивно, і я, звичайно, збрешу, якщо я так скажу. Є речі, якісь дієві. От вони зробили, президент цим дуже хизується, додаток «Дія», наприклад. Так? От я його скачав, я його використовую, і навіть якщо це буде вважатись рекламою на каналі, я не знаю, чи це правильно, чи ні, але от він зробив, я можу сказати, от він зробив, мені це зручно, мені це комфортно, і я цим користуюсь, мені подобається. Да? Володимир Зеленський, наприклад, зробив дорогу якусь, від міста до міста, і каже, що це велике будівництво. Ну, нічого, що воно йде з бюджету міста, наприклад, або області, або якихось поєднаних фондів і так далі. Але ж Володимир Зеленський робить це, ми кажемо, окей, велике будівництво. Хоча такого фонду нема, окремого під велике будівництво. Це все виділяється з бюджету України реального. Ми не можемо казати, що Володимир Зеленський нічого не робить. Ні, він безумовно робить, він підписує якісь закони, він підписує укази, він створює уявні свої проєкти великого будівництва, він дає завдання додаток «Дія» зробити і так далі. Він підписує стратегії по деокупації. Він це робить. Ми не можемо сказати, що президент нічого не робить, тільки краде гроші і все. Ні, він робить. Питання в тому, наскільки це ефективно, чи є в цьому корупція, чи добре буде від цього для держави. Ми повинні таким чином ставити питання. І от якщо брати кожне питання, розгортувати його і складати, і дивитися, чи там все добре, от ми не знайдемо з вами жодного позитивного. Від додатку «Дія», який, вибачте за сленг, дирявий інформаційна, дуже слабка безпекова складова в цьому додатку, до великого будівництва, де, наприклад, міністр колишній Омелян постійно приводить цифри, як і за які гроші вони будували, умовно, 1 кілометр, і як за які гроші будують зараз 1 кілометр. Тобто ціна зростає в 1,5-2 рази. Питання, як вона зросла. І нехай вони не розповідають, що бітум подорожчав, умовно. І отак, беручи кожну сферу, ми можемо говорити десь добре, десь погано відбувається. Але стосовно пацифізму, послухайте, головне в нашій державі, я вважаю так, не повернутися назад до Російської Федерації. Мені так здається, Володимир Зеленський, мені здавалося, до речі, від першого дня, коли він прийшов на цю посаду, Володимир Зеленський не є самогубцем. Він бачив, що було з Януковичем. Це ж не було 10-20 років тому. Це ж було, 5 років пройшло. Я думаю, він розуміє, що якщо він зробить кроки, щоб піти
в бік Російської Федерації, змінити стратегічний вектор нашої держави, змінити цивілізаційний вибір, який ми вибороли на Майдані. Мені здається, він розуміє і усвідомлює наслідки. Хоча в той самий час для мене не зрозуміло, навіщо він там шукав мир в очах Путіна. Не знаю, він думав, якщо він скаже декілька компліментів Путіну там, чи ще щось, це подіє? Ні, це не подіє. Ну, слухайте, у нас президенти змінюються постійно, а там Путін сидить як цар і з ним нічого не відбувається. Йому байдуже, хто йому що каже. Йому Байден каже, що він з ним домовиться, чи Байден каже, що він вбився. Да йому байдуже, що вони говорять. От він виконує чітко свою стратегію. І треба віддати належне, в Росії оця стратегія імперіалістична, стратегія загарбання території інших держав, вона є і вони її виконують. От треба віддати належне. Це дуже серйозний ворог. Вони не розмінюються на якісь емоційні складові. А Володимир Зеленський грав на емоційній складові і думав, що він зробить 2-3 комплімента Путіну, підпише зрадницькі якісь домовленості в нормандському форматі, коли він там їздив, імплементуючи формулу Штайнмайєра, він там виконає якісь інші вимоги по обміну полонених. Він думав, що він так догодить Путіну, і той піде на поступ. Мы Да ні, не піде він на Мы поступ. вернемся еще к Минским соглашениям и еще к возможной встрече Путина с Зеленским, который сейчас обсуждается. А к нашему эфиру я предлагаю подключить Юрія Подорожного, експерта Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Пане Юрию, вот стало известно, что РНБО ввело санкции против Фирташа и Фукса. Как вы оцениваете это информационное сообщение? И как вы думаете, будут ли эти санкции действительно эффективными? Ну, одне, що я можу сказати, санкції вирішили вводити не за алфавітом. Ну, здавалося б, мали б почати з букви А чомусь вводять санкції на букву Ф і Ф. Ну, насправді і Фукс, і Фірташ – це таке протилежне крило ОПЗЖ. Очевидно, таким чином президент Зеленський вирішив урівняти шанси з паном Медведчуком для того, щоб там все, так би мовити, вирівнялось. Ну, насправді, ми знаємо, що, власне, Фірташ сьогодні знаходиться вже багато років в Австрії, заблокований, його намагаються екстрадитувати в Сполучені Штати Америки за звинуваченнями в тій же самій корупції, в політичних якихось речах, я не буду зараз вдаватись в подробиці. Одним словом, на сьогоднішній день це є удар в першу чергу по такому, знаєте, олігархічно-енергетичному лоббі, тому що, власне, Фірташ на сьогоднішній день володіє достатньо монополістичними сферами в комунальних послугах, в яких зацікавлені практично всі українці. І я думаю, що в кінцевому підсумку от ці рішення, які, знаєте, є на сьогоднішній день, які навіть юридичні питання або юридичну обґрунтованість уже ніхто не обговорює, хоча б тому, що їх стало надзвичайно багато таких рішень, то на сьогоднішній день ми з вами бачимо, що президент оцю лінію на, так би мовити, деолігархізацію продовжує. Ну, будемо бачити, наскільки ефективним це все буде. Ну вот действительно, по поводу эффективности известно, что на территории временно оккупированного полуострова до сих пор работает фирташевский завод «Титан», куда поставляется сырье, в частности, ильменит, и не только. Вот каким образом это может повлиять на эти все процессы, эти санкции? Ну, дійсно, і мало того, що він працює, ми ще нещодавно з вами мали проблеми не тільки для українців, а й для окупованого Криму, коли на тому заводі була екологічна катастрофа, і якраз тоді, власне, розкрились всі ці деталі того, що цим заводом досі володіє, чи не досі володіє, а володіє тільки пан Фірташ. Звісно, я не думаю, що на сьогоднішній день
день якісь постачання з Житомирської області цих руд припиниться, тому що тут буде задіяна досить велика політика, і дійсно цей завод монопольно сьогодні споживає власне ці руди. Ну давайте дамо, так би мовити, оцей пас, який взяв на себе президент Зеленський. От подивимося, чи це тільки для телевізійного екрану всі ці розповіді про санкції і обмеження, чи далі ми будемо спостерігати, яким чином знайдуть шлях, через яку Білорусь, Прибалтику, чи я не знаю, там через Азербайджан, чи через яку країну повезуть власне ці руди в Крим. Бо скільки б ми, знаєте, як не говорили слово халва, в роті солодше не стає. Завод як працював, так і працює. Як працював на українській сировині, так і продовжує працювати. Тому будемо бачити, наскільки ці рішення є обґрунтованими з точки зору реальної дії. Дякую вам дуже, пане Юрію. Чохсаголнос Юрій Подорожній був з нами на прямому зв'язку. Експерт Українського центру суспільного розвитку. Вот еще несколько заявлений секретаря РНБО Алексея Данилова, который он озвучил сегодня. В частности, он на брифинге упомянул ситуацию с оккупированным Крымом, который второй день страдает от ливней и дождей, хотя в целом на полуострове не хватает питьевой воды. Он сказал следующее, цитирую: «Крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды». Сразу сказал, конец цитаты, сказал секретарь РНБО Алексей Данилов. Действительно, я напомню нашим телезрителям, что в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. И в связи с этим на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. В некоторых городах ситуация критическая. В частности, в Ялте, оккупированный город Ялта, сегодня ночью накрыл мощный ливень. В результате затоплены около 300 домов, а также осложнено движение транспорта. Оккупационные власти Крыма ввели в городе режим ЧС, а также перекрыли проезд в центр города. Среди следующих заявлений секретаря РНБО, правда, об этом он сказал еще вчера вечером, касательно минских договоренностей пана Семена, о которых мы с вами уже несколько раз упоминали. Он сказал, что минские договоренности есть, и с ними все равно нужно каким-то образом работать. А как? Ну і за це треба у Володимира Зеленського спитати. Він же кричав тоді на стадіоні, коли з Порошенко дебати були, що це ж зрадницькі мінські домовленості, що він там Порошенко зради зробив. Так а чого ж ти тоді робиш як Порошенко? Та? Тут виникає логічне питання. Ну я розумію, наприклад, для себе, так, що ці мінські домовленості, вони недосконалі. Я розумію, що вони були підписані, щоб зупинити російську навалу, яка пішла після Іловайська і Дебальцево. Тобто, коли танки кожен день колоннами заїжджали на окуповану територію Донецька і Луганська. Я розумію, чим керувався Порошенко, коли підписував ці речі. Чи можна сказати, що ці домовленості на 100% в інтересах України? Да ні, не можна сказати. Чи можна сказати, що вони робочі на всі 100% і усюди там є інтерес України? Та ні, не можна сказати. Але вони виконали свою певну місію. Вони зупинили російське вторгнення за допомогою міжнародних партнерів. Тобто була сформована міжнародна коаліція. Петро Порошенко, там, наскільки міг, я розумію, там якось консолідував її. І вона ввела санкції, вони зупинили там російську армію, щоб вони під Дніпром не були. І, безумовно, створили от такий альянс, який протистояв Путіну. Оці всі розповіді, ви знаєте, я от інколи дивлюсь такі величезні ток-шоу, куди запрошують топ-політиків, і вони розповідають, що от ми повинні там до Будапештського формату перейти, там, або там до Женевського якогось формату перейти, або ще до якогось. У мене виникає от питання, знаєте, я ж там з більшістю з них не знайомий, з цими людьми, які вже по 20 років в українській політиці. Як я можу бути знайомий, я в школу ходив в той час, умовно. А вони вже розповідали, там, як треба газ в Росії купувати. От мені цікаво, от змінимо ми формат.
Ну, давайте уявимо. Так? Давайте представим. Так, от приходить Володимир Зеленський, сідає за стіл, от приходить там Меркель, Макрон. Давайте уявимо, що навіть там Борис Джонсон приходить, сідає за цей формат. Або, можливо, навіть сам Байден. Та? І приходить Путін, сідає. Путін приходить і каже, звичайно, треба вирішувати ці питання. І ми за це. І ми готові навіть миротворців ввести. Вот є Мінські соглашення. Є Мінські. Ви хочете передивитися? Давайте передивимось. Нехай Україна вирішує свій внутрішній конфлікт. Що треба від нас? Миротворчі війська? Росія готова надати миротворчі війська. Повпливати на керівників незалежних утворень? Ми будемо з ними співпрацювати і переконувати їх, щоб вони співпрацювали з київською владою. От така розмова буде. Навіть якщо Путін дуже схоче це зробити, от він буде робити в такому форматі. А есть ли смысл тогда вообще разговаривать вот в таком формате с Путиным, да и в принципе Абсолютно нема. Ні, нема абсолютно ніякого сенсу. Ну, послухайте, в усіх стратегічних документах, законах Російської Федерації, нормативних актах, стратегіях прописано, що будь-яка країна, яка є в НАТО, або яка намагається вступити в НАТО, вона є ворогом Російської Федерації. Ну, ви розумієте, у людей це на стратегічному рівні прописано. Це ж не просто от папірець, де ми підписали і викинули після ефіру. Ні, цього папірця дотримуються всі. Військові, ФСБ, зовнішня розвідка, там, внутрішня розвідка, міграційна служба, погранслужба, Верховна Госдума, еліти притримуються такої стратегії, що за рахунок експансії їх країна виживає і там возвеличує свій російський світ. Ви розумієте? І ми такі кажемо, давайте ми це змінимо. А чому це вони будуть змінювати свій світогляд, який вони випрацьовували з 91-го року, фактично 30 років? Чому вони повинні змінювати? Чому це якийсь Байден прийшов і ми повинні робити так, як... Ні, є єдиний шлях, який розуміє Путін. Це мова сили. І от коли, наприклад, збирається Європейський Союз, там, Великобританія, Канада, Сполучені Штати, дістають дубінку, і цією дубінкою б'ють Путіна, от тоді він це розуміє. Розумієте? От тільки таким способом він буде готовий сідати за стол перемовин і йти на поступки. Якщо вони цього не роблять, а чому він повинен сідати і йти на ці поступки? Йому нема жодного резону це робити. О Минских соглашениях и о реализации Минских соглашений, кстати, говорили и на своих пресс-конференциях после встречи Байден и Путин. Скажите, а вот Байдену удалось, вот все-таки удалось жестко разговаривать с Путиным, так сказать, показать ему Кузькину мать и вот сказать, вот что можно делать, а что нельзя? Или нет? Питання, а чому Путін буде слухати теж? Ну, ми повертаємось до цього. Чому він повинен слухати, що каже Байден? Но почему он согласился тогда встретиться с Байденом? Ну, тому що це новообраний президент однієї там з трійки країн, яка керує в світі всім економікою, гуманітарною складовою. А чому б він не зустрівся з ним? Ну, це нормальний процес. Один президент зустрічається з іншим президентом. Вони обговорюють якісь питання. Вони ж не повинні обговорювати тільки Україну, умовно. Ні, у них є ряд питань, до яких і та сторона готувалась. У них є Близький Схід, там, у них є Венесуела, у них є Європейський Союз, економічна складова, там, гуманітарна складова, безпекова складова. Ну, якщо ми ввійшли в п'ятерку обговорень, на яких концентрувався Байден, це дуже круто, але ми з вами цього не дізнаємось, тому що ми не знаємо, як проходила ця розмова. Да, но так или иначе, после этой встречи Байден сказал, что спустя 3-6 месяцев можно будет обернуться назад и уже посмотреть, реализованы ли те договоренности, к которым они пришли по результатам этих переговоров. О чем шла речь? Да не буде ніяких зрушень по Україні. Ми можемо через 6 місяців з вами сьогодні зафіксувати дату, сісти, і 6 місяців нічого не зрушиться. Нема Путіну. Можливо, щось буде зрушуватися, якщо зміниться еліта в Росії, зміниться президент, і новий президент, нове угрупування, яке з ним прийде, хоче щось змінити, умовно. Такий варіант я розглядаю. Ну чому Путін повинен слухати Байдена?
От якщо б Володимир Зеленський вийшов би і сказав там до Байдена, до всіх них, давайте щось робити, тому що ми можемо бути цим буфером між цивілізованим світом і Мордором цим. Але дайте тоді цьому буферу можливість розвиватись і робити реформи і зміцнювати обороноздатність, як це робив Азербайджан, наприклад. Тобто, щоб забрати назад Нагорний Карабах, їм 30 років вони проводили реформи, вони зміцнювались, вони посилювали свою безпекову складову, і потім вони вийшли, раз вдарили, і це все розсипалось, розумієте? Я розглядаю тільки такий варіант розвитку подій. Треба впродовж наступних років зміцнювати свою державу, зміцнювати обороноздатність, зміцнювати економіку. Наша Турція – це Сполучені Штати, це безумовно. Тут навіть інші варіанти не треба розглядати. Європа занадто м'яка, але ми не можемо втратити підтримку Європи, тому що якщо ми втратимо підтримку Європи, цю територію, святе місто пусте не буває, і це місце займе Путін, а воно повинно залишатись за нами. Тому ми повинні працювати як з Європою, так і з США. Але безумовно палиця для биття більше в США, ніж Європи. І тут нам треба розуміти, що потужна дипломатія – це наша дубіна проти Путіна, розумієте? Ми не можемо навіть фізично протистояти. Якщо вийде вся армія Російської Федерації і наша вся армія, вони просто живою силою нас закидають, шапками, вибачте. Пане Семене, давайте подключим к нашому ефіру Андрія Добрянського з США, директора з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю, добре вас побачити знов. Взаимно. Пане Андрею, относительно встречи Байдена и Путина, давайте вместе подведем итоги. Для начала, какое у вас сложилось впечатление от этих переговоров, от этой встречи? Ми знаємо, що ми не знаємо, що домовилися в Женеві. Це не знаємо. А що знаємо? Знаємо, що підхід цієї адміністрації Байдена є інша від адміністрації Трампа в одній важливій сфері. Це є багатосторонні угоди. Вони не воліють, як адміністрація Трампа, і це не є тільки ідея минулого президента, але його держсекретаря і інші радники. Вони воліли мати двопартійні угоди. Вони б хотіли прямо працювати з одною країною і іншою, і тобто розділити міжнародний альянс. Тут вертаємося знову до міжнародної угоди, які ми бачили і ми довголітно знаємо вже. І бачимо, яка заява вийшла від Групи Семи, яка заява вийшла після саміту НАТО. І так само знаємо, що Америка зустрілася з Україною перед зустріч з Путіном, і так само мали телефонну розмову з Україною після зустріч у Женеві. Тобто ми бачимо, що Америка би хотіла повернутися до системи міжнародної, яку ми бачили, і ми всі привикли вже років до зміни влади, яка прийшла тут в Америці в 2016 році. Большое количество медиа обращают внимание на то, как Путину все еще удается вести диалог с Западом, несмотря на вторжение в Украину, отравление новичком Навального, Скрипалей, вмешательство в американские выборы, кибератаки, поддержка непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и так далее. И при этом Байден приглашает его, звонит ему, приглашает встретиться, выводит из этой изоляции. Зачем? Знову вертаюся до першої моєї тези, що ми точно не знаємо. Ми знаємо, що сказали, що були декотрі розмови щодо кібератак, розмови щодо мати якусь стратегічну платформу на розмови щодо рушення при кордоні, чи в повітрі, чи то при моря, чи де-небудь, щоб Америка і Росія мала якусь систему розмови. Але що технічно вони поговорили, на жаль, ми не знаємо. Поза тим, що ми знаємо, що радники Байдена вже відкрито говорять проти Путіна роками. Чи то Джейк Саліван, чи то Вікторія Нуланд. Так само ми знаємо, що тільки 2 місяці тому Джейк Саліван вийшов в Білому домі при подіум і говорив відкрито до Росії, кажучи, що Америка готова мати кібератаки проти Росії видимих і невидимих. Не знаємо, чи вони згадали таких невидимих атаків, які Америка
мабуть, до нинішнього дня вже весла проти Росії, але знаємо, що були якісь угоди, так як вони обидва боки говорили, що було якесь домовлення, що не будуть доторкнутися цю систему, чи то в Росії, чи то в Америці. Але щодо в справах Білорусь, Навального, Україну, я думаю, найбільше ми можемо побачити, що міжнародні заяви, які вийшли після Групи Семи, чи НАТО, чи зустріч з ЄС, бачимо і чуємо, що ми повернулися до стану 2014 року, коли Група Семи вийшла з декларації у Газі, що Росія ніколи не повернеться до групи, аж поки вона вернеться до складу міжнародних правил, тобто вийти не тільки з України, а цілої України. То не було згадано про Донбас, але ще коли найбільший напад це був Крим. То ми чули не тільки, що вони згадали, що Росія повинні вийти з Україною, але що вони разом включили слова «вийти із Донбасу, із Крим». Це ми вже роками не чуємо на міжнародні угоди. Всі говорять більше про мінські угоди чи нормандський формат. Але ми ще не чули, що цілий світ, тобто 27 країн в одній угоді, 30 країн у другій заяві, ми ще не чули, що так знов повернулося до стану 14-15 року, коли цілий світ разом говорив, що Росія повинна вийти зовсім з України. Байден на своей пресс-конференции говорил о реализации Минских соглашений. Пане Андрею, понимаем ли мы, что сегодня Соединенные Штаты вкладывают в понятие Минские соглашения? Ми би хотіли побачити тут активісти в Америці, що Америка брала більш важливу участь у тих розмов. Тобто Америка не бере участь в Мінських угод зараз ані у нормандській форматі. Повинні бути, як ми мали у 17-18 році, посол, який призначений з Америкою тільки у справ домовлення між Україною і Росією. Ми чекаємо, щоб, по-перше, Байден призначив посол в Україну. Тобто нам бракує від 19-го року постійного посла. Але так само треба такого другого посла, що буде включитися до будь-якої розмови. Навіть що Америка не бере участь в Мінських угодах чи нормандських форматі, повинні бути голос Америки з боці. И последнее. После встречи Байдена и Путина прогнозируют теперь встречу Зеленского с Байденом уже в Вашингтоне. Чего ждать от такой встречи? Так, ми вже чекаємо, це мусить статися до кінця місяця липня. Ми знаємо, що вже Меркель з Німеччини вже має домовлення, що вона прийде серед липня. Ми думаємо, що то, напевно, Зеленський прийде трохи пізніше. Треба ще часу, щоб мати розмови, який фінальний план це буде, хто інший приїде Зеленським, чи це буде повний склад його міжнародної команди. Знаємо, була якась розмова у пресі, хто втім буде вкладатися. Але найважливіше є ця ідея, що Америка знову є готова підписати будь-які стратегічні партнерства. Ми це бачили в Англії, коли Байден приїхав до Англії і підписав відновлення трансатлантичний чартер, який був підписаний у 41-му році. Це було відновлення, яке він мав з прем'єром Борис Джонсоном. Так само адвокати тут в Америці, що маємо контакти з Білим домом і послів. Ми так само говоримо, що ця стратегічне партнерство, яка Америка і Україна підписали у 8-му році, вже час відновити, бо від того часу технологія змінилася, стан війни змінилася, стан угод між Україною і Росією змінилися. Повинні бути відновлення цієї стратегічного партнерства. І я би дуже радо почув початок цієї процедури, коли Зеленський прийде до Вашингтону. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагол нас. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Семене, а з чим приїде Зеленський в Вашингтон?
Ну, дивлячись його, по-перше, я не можу вам дати інсайт, тому що я не працюю в офісі президента, але дивлячись з його останніх заяв, про які ви казали, що і треба в ЄС вступати, і в НАТО, і Зеленський вопрошає і Байдена, і всіх інших, чому ми досі не в НАТО. Я б дуже хотів би, щоб це було не просто публічне звернення, яке ми з вами можемо обговорити на території України, а щоб це була конструктивна розмова і правильна розмова, і, може, підписання можливих договорів про стратегічне партнерство, от як колега казав до цього, щоб це була реальна дія, щоб це не були просто слова на камеру на території України. Тоді, безумовно, можна буде трошечки заспокоїтись. І якщо будуть зроблені реальні кроки, а не будуть зроблені просто заяви. Але чи будуть вони зроблені, я не знаю. Фактично, Зеленському з Байденом варто говорити тільки про це. Тобто посилення економічної співпраці, безпекової співпраці і просити про підтримку, щоб ми отримали ПДЧ. Тому що це найголовніше, що зараз є. Це от як привезення в Україну і надбання Томасу, це вибило фактично ніжку стільця з-під Путіна. От якщо Україна отримає ПДЧ, це виб'є другу ніжку. Це дуже важливо стратегічно. І Путін це розуміє, він протидіє цьому на всіх рівнях. Более того, они говорят, что предоставление Украине ПДЧ и сближение с НАТО – это для них есть красная линия. Абсолютно, так. І він правду каже. Так, тому що я казав до цього, от ми говорили, це у них в усіх документах це прописано. Але якщо ми хочемо вижити як держава, ми повинні здати ці екзамени і вступити і в НАТО, і в ЄС. Це фактично виживання держави нашої на майбутнє. А якщо наша держава виживе, і вона буде розвиватись, буде успішною, то таким чином ми зруйнуємо Російську Федерацію. Тому що Російська Федерація тримається на міфі про те, що тільки вона може керувати такими країнами, як Україна, як Білорусь, всіх країн радянського цього простору. Тому що тільки вони є успішними, а всі інші – це fail state. Тобто цей міф 2014 року. От нам треба зламати цю парадігму. А як ми її можемо зламати? Ставши успішними, показавши, що рівень нашого життя тут, в Україні, без нафтової газової колонки в городі, він може бути набагато кращим. Тут можуть дотримуватись краще права людини, ми можемо розвивати свої ринки, ми можемо забезпечити безпеку. Врешті-решт, ми можемо людей зробити щасливими, щоб людина почувалася щасливою в цій державі, щоб вона могла розраховувати на державу, що вона буде знати, що її права захищені, що вона може спокійно вийти на протест, на мітинг, її не будуть забирати в якісь каземати і бити палками, як це в Росії, в Білорусі відбувається, що людина може висловити свою думку. Ви знаєте, ми от коли виходимо на протести до Офісу Президента, ми теж малюємо червоні лінії для Володимира Зеленського, і він їх прекрасно бачить, і він не переступає через них. І коли я можу вийти і сфотографуватись на цьому мітингу на телефоні, і поліція себе коректно поводить, вибачте, це дорого коштує насправді. Оце і є ця ціна свободи, незалежності, за яку ми боролися в 2014 році. Ми повинні просто це збільшувати, розвивати і все. І ми станемо успішними. Багато є проблем. Ми, як громадянське суспільство, як кожен громадянин, повинен контролювати владу. Не давати їй можливість щось самі робити. Ні, контролювати. Тому що ми обираємо, ми не повинні бути патерналістичні, що ми вас раз обрали, а потім через 5 років ми вас змінимо, якщо щось не подобається. Ні, ми обрали і ми контролюємо, щоб ми знали, куди йдуть наші податки, як вони витрачаються, чи ефективно, чи ні. Ми не повинні боятися чиновників, депутатів і іншого. Ні, вони ж кажуть, що вони слуги. Це фактично так і є. Просто не слуги, а наймані працівники, яких ми обираємо голосуванням своїм. Якщо це мер чи депутат, ми ж їх обираємо таким чином. Але треба ще й навчитись контролювати. Просто 100 років, поки Україна була під окупацією Радянського Союзу, нам нав'язували патерналізм. Казали, от ви обираєте, ви віддаєте свій голос, а ми тут все за вас зробимо і побудуємо тут соціалістичну, неймовірну державу, де заводи робочим, землю крістянам і так далі. Треба виходити з цієї парадигми. От ми повинні виходити за рахунок децентралізації і різних інших. І так ми зможемо з вами побудувати успішну державу,
і тоді РФ розвалиться. А вибачте, Дякую. нафти і газу у них вистачає по заявам їх же міністерств без глибинного видобутку ще на 25-30 років. Якщо з глибинним, то близько 40-35. Глибини не можуть робити, бо Сполучені Штати наклали санкції, і вони не мають цих технологій. І тому от подивимось, що буде через 25-30 років з Російською Федерацією. От у нас є 25-30 років, щоб стати умовною Польщею. Дякую. Я думаю, ми зможемо це зробити. Дякую дуже, пане Дякую. Семене. Чохсагулна Семен Кабакаєв, голова громадського об'єднання «Безпека та взаємодії в Україні», координатор громадянської ініціативи «Стоп террор», був гостем нашей студии. Ну а я, к сожалению, с вами вынуждена сейчас попрощаться буквально на 15 минут. Сейчас эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенчик. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет сувы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ерттылар да. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым ұмытны. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықта кемепті бірден жанланды, бегерлешті. Çıkmış yere kalbime. Haydi kettik degen sesler çalındı. Eyran oldu dımma sağır kulağım. Ateş yana dersin düldül yalını. Eyran olup oksuz kalma toprağım.
Потрощені автівки, пошкоджені комунікації та потужні селеві потоки. Циклон, який вчора обрушився на Керч, яке прогнозувалося, дістався і південного узбережжя. Через руйнівну стихію в Ялті запроваджено режим надзвичайного стану. Знеструмлена значна частина міста, окупаційна влада припинила і водопостачання. Оголошено про евакуацію місцевих жителів. Призупинені маршрути громадського транспорту. На Велику Ялту слідом за сходом півострова впали 2-місячні норми опадів. Річка Водоспадна, яка бере початок на Учансу, полишила береги і пішла трощити все на своєму шляху. Такої повені не було майже століття. Друзья, творится в Ялте какой-то трэш. Это просто Армагеддон. Реально, деревья, смотрите, все, река Водопадная все сметает на своем пути. Берет свое начало на водопаде Учансу. Я не представляю, что там сейчас... Крім виламаних дерев, непереливки людям, відомо щонайменше про 8 постраждалих. Є і перша жертва стихії – хлопець 1995 року народження. Деякі відчайдухи намагаються перетнути стрімкі річки, на які перетворилися ялтинські вулиці, а когось просто збиває з ніг. Під тиском стихії подекуди провалюються дороги, а кількість потрощених та змитих легковиків ще підраховують. Так вулиця Ломоносова перетворилася на справжній цвинтар автівок. В'їзди до підтопленої Ялти перекрито, автівки скупчилися у багатокілометрові черги. Дорогу закрыли, Ялта стоит. Брудні потоки в Ялті підмили опору системи газопостачання середнього тиску. Без газу залишилося щонайменше 60 абонентів, повідомляють в окупаційному управлінні МНС. А так тепер виглядає міська набережна. Попри те, що бурхливі потоки швидко спадають в море, води тут досі по коліно. А это море. Тимчасового житла потребують понад півсотні людей. Очільниця окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко каже, що вже приймає заявки на розселення. Відреагував на трагедію також окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. До Ялти цього разу не поїхав, але сподівається на поповнення водосховищ. У нас Ялту подтапливает уже такая же ситуация, видите, как то пусто, то густо на самом деле. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды водохранилища. Загорское водохранилище получило почти 1 000 000 кубометров за сутки. И каждый день сейчас еще будут притоки, будут прибавляться. То есть, возможно, как говорится, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алушинское водохранилище всего 68 тысяч получило. Ну, это вообще катастрофа какая-то. Я еще раз говорю, только с засухой боролись, с наводнением боремся. Ну, тем не менее, наверное, нам такие испытания выпадают. Після руйнівної повені, що накрила півострів останніми днями, вже з понеділка синоптики прогнозують поліпшення погоди та навіть спеку. Владислав Стожук, Заман, АТР. Печально. Пересів з моторки на броньовик. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов так і не поїхав з Керчі. Після вчорашнього запливу затопленими керченськими вулицями у супроводі МНСників Аксьонов інспектує місто у броньовику Нацгвардії разом з очільником окупаційної адміністрації Керчі Сергієм Бороздіним. Той доповідає про звитяжну боротьбу з наслідками повені. Что можно здесь делать для отвода, скажите? Отводы сейчас мы будем, у нас забила здесь еще ливневка, мы ее прочистили вчера, она пошла, и поломали борта речки. Пока еще речка уровень держит, поэтому ливневки не отрабатывают. Сейчас Окупаційний очільник обійшов деякі людські подвір'я і виголосив, ситуація катастрофічна, і пообіцяв постраждалим по 10 тисяч рублів. Згадав Аксьонов і про свій плавучий супровід, з якого вчора кепкували у соціальних мережах. Вкотре подякував та пообіцяв нагородити.
Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности, как говорится, сказать, и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет, то есть поощрим здесь всех, никому ограничений нет, включая пловцов, которые нас вчера там Крым продвигали, то есть как бы вперед. Молодцы, МЧС, видите, как, то есть как бы двигались уверенно, кроль был хороший. А карчани поки оглядають своє пошкоджене майно. Автівки, які вчора тонули у брудній воді, ремонтуватимуть власним коштом, бо страхові компанії відмовляються відшкодовувати збитки. Кажуть, треба мати каско. Місцеві жителі впевнені, якби окупаційна влада чистила захаращену річку Мілек-Чесмі, не довелось би тепер плавати. А можно объявить благодарность Бородину за то, что почувствовал речку, сделал все меры предосторожности, организовали погодные условия. Спасибо ему огромное, пусть он тут на своем Тауреге здесь проплывет. Надо его сюда пригласить. Вообще, речка кончилась. Спасибо ему огромное. А сколько там деревья растут, там заросли, там свалку уже устроили в эту речку. Никогда при Осадчем такого не было. Крім сотень домоволодінь у Керчі, вкотре дісталося і Приозерному. Там підтоплено 18 будинків. Півсотні людей евакуйовано до готелю «Політ» у селі Багерове. Владислав Стожук, Заман, АТР. В окупаційному суді Армянська відбулося чергове вже 33-те засідання по сфабрикованій справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупанти звинувачують його в так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Сьогодні заслухали двох свідків захисту, які повідомили, що Мустафа Джемілєв перебував біля посту ДАІ на адмінмежі з Кримом та не робив спроб потрапити на півострів. Крім того, вони розповіли, що бачили озброєних людей без розпізнавальних знаків. Вони не пропускали людей, а один з них почав стріляти у повітря. Общался там с людьми. Свидетель не видел, чтобы к Мустафе Джемилеву кто-либо подходил, требовал предъявить документы, иные какие-либо требования предъявлял. В это время шли переговоры, поскольку вооруженные люди заявили о том, что Мустафа Джемилев не сможет пройти дальше в сторону Крыма. Причин они не объясняли. В конце концов стало известно о том, что людей, которые собрались встретиться с Мустафой Джемилева, выпустят обратно, но сам Мустафа Джемилев пройти не сможет. И тогда Мустафа Джемилев сказал, что пускай люди уходят. Вот, он не хочет никаких проблем для людей, поэтому он останется. На саміті Кримської платформи, який відбудеться у серпні цього року у Києві, США будуть представлені на високому рівні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Так Америка хоче підвищити увагу світу до незаконної окупації Криму. Нуланд не уточнила, хто саме буде представляти Сполучені Штати на саміті, але запевнила, що санкції, запроваджені Вашингтоном відносно Росії через її агресію проти України, залишаться. Так само, як і допомога, яку США надають Україні. Президент назвав Україну як країну, відносно якої ми маємо великі розбіжності з Росією. Але Сполучені Штати твердо прихильні, як ми і були вже кілька десятиліть, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в області безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль. І все це буде тривати. Український військовий дістав кульове поранення поблизу Золотого. Там окупанти двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захиснику надано першу допомогу та терміново ушпиталено. За повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, його стан середньої тяжкості. Ворог дістав відповідь вогнем від українських захисників. А крім того, окупанти били вздовж всієї лінії фронту і знову гриміла артилерія. Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
В районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. А українська розвідка звітує про нарощування сил окупаційними підрозділами в окремих районах Донеччини та Луганщини. Так, з початку тижня на полігонах по той бік лінії фронту під пильним оком російського командування триває вишкіл артилеристів, мінометників, кулеметників, снайперів, розвідників та інших. У такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Державний фонд молодіжного будівництва почав прийом заяв на пільговий іпотечний кредит для переселенців з Донбасу та Криму. Уряд Німеччини виділив грант у розмірі 25,5 мільйонів євро на придбання житла в кредит під 3% річних на 20 років. Право на участь в цій програмі мають ветерани війни на Сході та переселенці без власного житла на вільній території України. Учасники повинні бути готові платити щомісячні платежі та зробити перший внесок по кредиту. Це 6% від вартості житла. Подати заяву можна особисто до регіонального управління Держмолоджитла або в електронній формі через веб-портал «Дія». Формування реєстру відбудеться в алфавітному порядку. Кожному кандидату присвоюється індивідуальний номер. В Міністерстві тимчасово окупованих територій уточнили, що відбір переможців відбуватиметься системою рандомно. Перший такий відбір має відбутися всередині липня. Колишній сирійський фермер Хусейн Махмуд був змушений бігти зі свого будинку у провінції Хамма, рятуючись від війни. Зараз він живе у таборі для переселенців у північному місті Ідліб. Щомісяця він, його дружина та їхні 13 дітей отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та предметів першої необхідності. Цього ледь вистачає, щоб дотягнути до наступної партії. При цьому чоловік хвилюється, що і цієї підтримки його родина скоро не матиме. В цьому випадку почнеться голод. Куди нам йти? Ми не знаємо. Мільйони людей бігли на північний захід Сирії від бойових дій і тепер живуть у таборах. Вони здебільшого покладаються на гуманітарну допомогу, яку доставляють з Туреччини. Щомісяця сюди прибуває близько 1000 вантажівок ООН. Однак офіційна влада Сирії вимагає закрити кордон і доставляти допомогу через офіційні канали. ООН побоюється, що це може призвести до катастрофи. У таборі нас приблизно 250 сімей, близько 2000 чоловік. Якщо перехід закриють, люди опиняться кинутими, і в таборі почнеться тотальний голод. Минулого року доступ з Туреччини для гуманітарних вантажів скоротили до 1 КПП. Однак і він може закритися вже в липні, якщо Рада безпеки не продовжить дозвіл на доступ автомобілів ООН. Проти цього виступають постійні члени Китай та Росія. Безкоштовний хліб отримує більше мільйона чоловік. Якщо мандат не продовжить, то почнеться гуманітарна катастрофа в області харчування і гігієни. Це призведе до поширення в цих таборах COVID-19. Провінція Ідліб – це останній оплот сирійських повстанців. Тут проживає близько 3 мільйонів людей і приблизно 1 800 000 залежать від гуманітарної допомоги. Другий день поспіль рекордна кількість вакцинованих. На материковій частині України щеплення отримали ще майже 82 тисячі людей. Це на 5 тисяч більше, ніж напередодні. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України зафіксовано менше 1000 нових випадків COVID-19. Одужали у понад двічі більше, а ще 50 людей не змогли подолати хворобу і пішли з життя. А в окупованому Криму стрімко зростає кількість інфікованих. Окупаційна влада півострова нарахувала 211 нових пацієнтів. Ще 6 померли внаслідок хвороби.
На рахунку COVID-19 по всьому світу вже більше 4 мільйонів смертей. При цьому на зміну британському альфа-варіанту коронавірусу швидкими темпами приходить індійський дельта-варіант. Як з'ясували вчені, цей штам збільшує ризик госпіталізації вдвічі. Ще одна сумна статистика показує, що перші 2 мільйони смертей сталися в перший рік після початку пандемії, а наступні 2 мільйони всього за 5 місяців. Це пояснюють тим, що вірус мутує. Його нові варіанти виявилися смертоноснішими, а також стійкішими до вакцин. У той час, як в США, Великобританії та інших багатих країнах випадків захворювання стає менше, осередки пандемії, як і раніше, дуже серйозні на більшій частині території Латинської Америки. У регіоні з березня триває найгірший спалах. Такі країни, як Болівія, Чилі, Бразилія і Уругвай, поки не можуть стримати вірус і провести масштабну вакцинацію. Раніше на цьому тижні директор Панамериканської організації охорони здоров'я сказала, що головна проблема Південної і Північної Америки – це відсутність препаратів. Країни Великої Сімки пообіцяли виділити 1 мільярд доз вакцини від COVID-19 бідним країнам і країнам, що розвиваються. При цьому експерти вважають, що офіційний рівень смертності від хвороби набагато нижче реальних цифр. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбетеке хыр-хыр беждаха дебамында біз Хырым ве Хырым етрафында Хырым татарларының мерақландырған ве Хырым татарлар қайғырған меселелерінің музакере. Етежекміз бұл бөлікні Хырым татар тілінде алып бармаға планлаштырдық. Зира студиямызға Хырым татар милимежес азамыз Гайна ханым Юксель тешриф бұйырды. Селям алейкум, қош келдіңіз. Сағылыңыз, алейкум. Насылсыңыз? Сағылыңыз, Гүлсім ханым. Сіз насылсыңыз? Сізі көрдік да, яқшылдық. Сағылыңыз, ма не язық ки Хырымдан бүгін алған хаберлеріміз соқадар гөзел дегіл. Сізді көргендірсіңіз, Керичве Ялтаны сел басты, бұйық бойлы яғмұрлар яғаны себебінден қатынды шеерлер бойлы сувларнен толды деп айтмаға мүмкін. Шымды экрандарыңызда сайғылы арқадашлар Ялтаның бүгінгі вазиетіні көрмектесіңіз. Бірчоқ арабалар бір-біріне ұрышты, бірчоқ бойлы күчік елларда тұрған түккен чықылар бойлы өзлері ялдап кеттілер. Бүгін алынған хаберлерге көре олған бұл табиат фелакеті нетижесінде 95 сенесі доған бір еркек бала өз аятыны жойды. Бұл бүгінгі олып кешкен фелакет нетижесінде. Гайна ханым, белки сіз Ялтадан, білмем, Керичтен семеттештеріміз лелаф еткендірсіңіз. Бұл хаберлеріні не дерсіңіз? Сіздің малюматларыңыз недені бар еді? Білесіз ма, Гүлсім ханым, әркезгебе, яғни бір хач күнде вамында бұл хаберлеріні такип етеміз. Табики социал медиадан, чешетлі васталардан. Hakikaten 2 yıllık bir hacmi yağdı. Ya 83 milimetre olması gerekirken şimdi 83 yağdı. Ondan dolayı yani böyle sel bastı iki şehrini. Yani andaki arkadaşlardan benim çevremde olan arkadaşlar savlar. Yani daha çok onlar Yalta değil Aluşta şehrinde yaşayla. Aluşta o kadar timidi. Ama diğerlerge elbette geçmiş olsun айтмаға isteyim ve pek muhayet olsunlar bu kıyın vakitte, kıyın vaziyette. Bir şeyge dikkatini çekmege isteyim. Bilesiniz, izlediniz bu birinci günde sözde Kırım'ın başbakanın kayıkta yüzgenini ve ardından 3 kişinin gelgenini, yüzgenini hepimiz izledik.
Yani pek miraklы bir şey. O medyası aslında bu video aslında sel haberlerini daha çok bastı. Çünkü insanlar selini değil, felaketini değil, andaki insanların vaziyetini değil. Bu adam yüzde ve ardından kim geliyor deyip meraklı suallerinin böyle yorumlaydılar, bakaydılar buna. Aslında pek böyle hücur bir video. Şimdi onun ardından da sözde başbakan yorumlarını, komentaryalarını duyduk. Yani demek istedim bu mükafat verecek ekan bu üç insanға yalancı bir hükümet olgan son, iktidar olgan son açıklamaları da sözleri de yalan. Yani bu insanlar ne demektir? Birisi böyle kayıkta kete mutlaka ardından MÇS böyle yüzerek kete. Değil yani bu vaziyette iki kayık olması gerek. Birisi başbakan otura demek ki ardından bu adamlar geliyorlar. Bu insanlara kıymet kesiyorunu ya da ve davranışını gösteriyor. Pek böyle hücur bir video, hücur bir davranış ve hakikaten anda böyle işlerin alıp varmasını gösterirgen bir video. Biz bu Kırım'da olgan vaziyetini ve azizelerini takip ettiğimiz saygılı arkadaşlar. Zaman informasyon programmalarındayım. Diğer programmalarımızdan bu meselelerini aydınlatmağa devam edeceğimiz. Gayna Hanım, men ise sizge diğer meselege ve tafsiyatlıca bu mesele etrafında laf etmeye teklif ettim ve elbette ki bu tamır halklar ile bağlı kanun leyhası. Endi birkaç günden beri biz studiyamızga koşulgan Milli Meclis azalarımız ve ilahri bu meselelerini müzakere ettiğimiz. Elbette ki sizin de bu kanun leyhasını üzerinden biraz geçmeye isterim ve sizin aslında fikirleriniz de önemli. Birinci sualim böyle Adi, beğendiniz mi? Beğendim derken şimdi hangi bakıştan, hangi açıdan yaklaşsan ona bakmak. Kırım Tatarların bakışından bizim menfaatımız tarafından. Yani hiçbir şey yapılmasa böyle bir kanun kabul olsa yaxşı olur dep düşünüyorum. Çünkü bir şekilde Kırım Tatar halkının hakkı ve ona ait olan böyle imkanlar bu kanunda vardır. Tek onların değil, daha iki halk var Kırım'da böyle tamırlı olan. Demek ki böyle yaklaşsak yaramay kanun değil. Bu meselede, kanun meselelerde bilirsiniz bütün işlerde gibi böyle çalışma olsun, araştırma olsun ya da icadi bir iş olsun sonu yoktur. Elbette anda böyle bazı kıyın noktalar var, böyle tartışmalı noktalar ama umumi olarak eğer teraziye koysak böyle bir kanun kabul edilse ve eğer çalışsa yaxşı olur dep düşünüyorum. Geliniz tartayıq hakikaten bazı maddelerini. Ben onların üzerinde geçmeye isteyeyim. En baştan şunu sorayım, böyle bir umumi sual. Aslında bu kanun leyhası eğer parlamentoda kabul edilse, siz, yani bizim diğer semetleşlerimiz bunu üzerinde nasıl hissedecekler? Misal olarak benim nasıl bu günden evvel olmayan aklarım ende olacak? Yani akları derken şimdi kanunun çalışması gerek. Bizim Ukrayna'da, bizim devlette maalesef bazı kanunlar kabul edildi. Ondan sonra onlar çalışmalar. Yani kağıtta var, kabul edildi ama ardında çalışmalar yoktur. Bu kanun sadece kabul olan bir kanun kalsa elbette kıyın olacak. Bizge verilgen aklar hakikaten pek mühim. Bir geriden temsil organlarımız kabul edildi. İkinci, imkanlarımız açıla şöyle açıdan tahsil, eğitim, medya ve diğer böyle kütlevi vasıtalar. Ondan sonra kültür sahası açıla. Ya açıla derken bu sahalarda, bu alanlarda devamlı bir çalışma olacak gibi vadeler bizge verili bu kanunda. Ve onlarını hakikaten talep etmeye ve istemeye hakkımız vardır. Onun için ben bilesem bu tür şeyler kanuni sahasında olsak, böyle kanun olarak olsa daha mühim olacak. Çünkü bu zamana kadar görüyorsunuz yani birçok işler ya Kırım Tatarların önde olan insanların ya da Kırım Tatarların hükümette olan temsilcilerinin ile yapıla.
Bu insanlar eğer öz inisiyatifini gösterirler ya da onlara bir fikir buyurulsa ya da toplum tarafından bir imkanlar değil düşünceler verilse yapılır. Ama sistematik bir iş yok. Mesela kültür sahasında biz bu sene birçok mühim böyle tarihi vakalarını kaçırdık, kaybettik. Neden? Çünkü direkt çalışmaya imkanımız olmadı. Bu tür kanunlar olganda bu artık sistematik bir iş olması gerek dep aytayık. Ve men bilesem bu tür hatalar ve böyle boşluklar olmayacak. Başka da bir mesele var Gülsüm Hanım. Biz bu zamana kadar hep aytaydık 3 kanun olması gerek. Yani kökenli halk, Kırım Tatar halkının statüsü ve anayasa değişiklik. Kanun olarak değil değişikliği. Yani oradaki 10. bölümün değişmesidir. Üçü birlikte ya da anayasanın değişmesi böyle kolay geçmiyor. Bunu üçünü birlikte baksak bu kanunu ilk adım olarak görmemiz gerekiyor. Eğer o gelse ardından başka işler için de devamı olacak. Yani bakınız bu kanun yeterli değil mi? Yani eğer Kırım Tatar halkının statüsüyle bağlı da kanun kabul edilmek gerek olsa? Kırım Tatar Yani farklanacak. Kırım Tatar halkının, ben şimdi Kırım Tatar halkının statüsünün kanunu taslağını hatırlasam, yani anda daha detaylı bir şekilde, daha derin bir şekilde Kırım Tatar halkı için bazı maddeler vardır. Fakat bazı bizim önde gelgen insanların fikirlerine göre bu kanun, yani kökenli halkların kanunu şimdi bize yeterlidir. Yani çünkü bayağı keng bir saha aça ve bu saha çerçevesinde bizge hareket etmeye mümkün. Mında maddeler boyunca biz anlayamaz böyle bir markerler yazıldı ve hususan temsili organı ile ittifakdaşlık meselesi de aytıp geçili. Mında biz anlayamaz karar kabul edilgen sonra Nazirler Şurası bunun işe kiriletülüvü için plan ve ilahve tizmesi gerek. Siz nasıl görüyorsunuz bu devlet organlarının Kırım Tatar Milli Meclisimiz yani temsili organının ittifakdaşlığını nasıl olmalı bu? Ben bunu pek yaxşı görüyorum. Biz bunu zaten başından beri aytaydık. Kırım ile ilgili herhangi bir adım olsa ya da ciddi bir karar alınsa mutlaka ve mutlaka kökenli halkının düşüncesi, kökenli halkının pozisyası olmalıdır. Yani hiç asla ve asla onların düşüncelerini almadan onların yani bizden bahsettim. Bizim düşüncelerini olmadan bu tür şeyler yapılmaz. Ki Kore'de bazı böyle noktalarda bazı yerlerde hakikaten biz son bunu toyaydık. Kanun olsa hakikaten bu işbirlik kurulsa ve devamlı bir çalışma olarak korunsa bu tür boşluklar veya kıyınlıklar olmayacak dep düşünüyorum. Mana temsili organ ile bağlı bazı bir şubelerini bugün diğer Milli Meclis azalarımız yani sizin meslektaşlarınız Emre Ağaşevkiyev, Enver Ağakurtiyev Kırım'dan böyle ifade ettiler ve bu hususan 8. madde hakkında söz keti. Mında yazılganına göre demek temsili organlar özlerinin hakları ve vazifelerini Nazirler Şurası tarafından yani onların hakları ve vazifeleri tasdiklana ve aynen Nazirler Şurası tarafından da hem statüsü hem hakları hem vazifeleri lahu etili. Evet. Ne dersiniz buna? Bu aslında normal mi sizce? Bu doğru bir tartışmalı bir maddeydi. Zaten çıkar çıkmaz bilirsiniz o zaman böyle bir vakit vardı ilan edildi. 18 Mayıs'ta Zelenski söyledi imzaladım deyip. Ondan sonra tam kimse metni görmedi. Birkaç gün sonra resmi şekilde kanun taslağının metni basıldı ve aslında ondan da evvel biz hepimiz bu maddeye dikkat verdik ve okuduk bunu. Şimdi şöyle bir şekilde kanun taslağı Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından hazırlandı. Bunun içinde, bu işin içinde birçok ekspertler, meclis azaları, bizge yakın insanlar, devlet adamlar iş aldılar. Taslağı verildi.
taslagı verilgen son bu Ukrayna hükümeti tarafından bu taslak boyunca öz çalışmalar yapıldı. Ve en son biz böyle bir şekilde bunu kurduk. Aslında olmaması gereken bir madde benim fikrimi alsanız. Çünkü hakikaten burada bir pravavoy kazus, yani pravavoy böyle bir çukurga mı düşemiz. Neden? Temsil organları, halkın temsil organları halktan başka kimse saylamaz. Tabii onlarını lahu etmeye, onlara yol vermeye kimsenin hakkı yoktur. Biz afsus ki bu maddenin Yanukovich'in vaxtındaki olğan bir problemaga düşemiz. Eğer hatırlarsanız Kuchman vaxtında meclis bir temsil organı olarak Kuchman yanında, Cumhurbaşkanı yanında ilan edildi. Ondan sonra Yanukovich'in vaxtında belli bir kriz yaşadı. Evet, böyle şura ilan edildi. Anda 33 meclis azası değil, 19. Onlardan 10 meclis azası, 9'unu Yanukovich böyle atamayla geliyorlar. Yani mümkün değil. Çünkü halk o'zi seçiyor. Bu ne demektir halka vermege? Bu bilirsiniz mi? Yani mesela ben sabah durdum, ben bu urba kiymeyi isteyeyim. Demek ki bu urba kiymek için birisinden ketip razılık alam ya da izin alam. Bu mümkün değil. Bu benim hakkım. Yani belki böyle kaba bir misal ama öyledir. Hakikaten bunda sanki dersin böyle idare etme isteği korunuyor sanki bana, belki de ben yanlış anlamayayım ama ben hissettim. Ama yine de tabii ki ona hemen dikkatini ayırdılar çünkü fakat şöyle bir şekilde düşünün, yani benim anladığıma göre anda meclisi şöyle bir şekilde mecliske itiraz etmeye hakkını alan Ukrayna hükümeti ve itiraz etken son birlikte hem Ukrayna hükümeti hem Kırım Tatar halkının temsil organları belli bir kararga gelirler. Yani birbirin razılığı olmadan yolga çıkmaylar. Böyle bir şekilde bakmaya gerek. Ama dediğim gibi ya kanuni tarafından ve bizim halkının hakkıyla, halkının iradesine karşı olan bir maddedir. Eğer misal olarak sizin imkanınız olsa nasıl bir denişmeler kırsettirdiniz da? Ya da hiçbir şeyde, sadece bu maddeden gayrı her şey güzel. Ben bu maddeyi elbette değiştirirdim. Ben anda dediğim gibi yani bunu başka bir formülirovkanın, başka bir ifadelerinin yapardım ve burada derdim ki yani hiçbir karar birbirinin razılığı olmadan kabul edilmez. Böyle bir şekilde yazardım. Bu madde hakikaten dediğim gibi yani taslak verildi, böyle draft verildi. Ondan sonra kabin içerisinde bu çeşitli böyle komisyalardan, komitetlerden geçti ve en son böyle bir şekilde ilan edildi. Yani ben doğru anlasam demek Milli Meclis siz ve ilahri bu kanun üzerinde o'zinin düzeltmelerini, o'zinin fikirlerini, o'zinin... Sonki aşamada biz yoktuk. Sonki etapta biz yok idik. Yani çünkü bütün gerekli bilgiler teslim edildi ve içinde geçti. Endi kabin çalışıyordu. Onun içinde geçti ve böyle bir şekilde bunu açıkladılar. Son daha bir meraklı madde var. Bu kvartal temsili organlarının böyle maddi hesabat beruf maddesi var. Buna ne deriz? Bu maddeni beğendiniz mi? Yani elbette ben anlayayım siz ne sormağa istediniz, biraz kontrol gibi ola ama şöyle bakımdan rahat olmamız gerek. Yani açık çalışsan herhangi bir yolsuzluk ya da herhangi bir yanlış hareket yapmasan bu tür şeylerden sakınmamak gerek. Sonuçta şöyle bir düşününüz Gülsüm Hanım, bu devlet parası verilgende mutlaka ardından kontrol gelir. Çünkü şahsi paralar değil ya da hayırsever paralar değil, devlet paraların ardından mutlaka kontrol gelir. Ama bunda sadece devlet paraları değil, bunda teknik, hayriye, humanitar yardım, başka memleketlerden
елден, халқара тешкилатлардан, юридик и физик сымалардан? Onu nasıl bir şekilde kontrol edecekler? Onu da o ayrı bir sual. Nasıl bir şekilde sistem kurulacak? Daha çok men bu madde devlet Onun parası... web-saytında açıklanacak eken. Devlet Yazılar. parasıyla yapılacak. Sayfada açıklamak bu normal bir şey. Kontrol etmek veya alınған paralar için isabat vermek bu normal bir şey. Bu herhangi bir teşkilatta çalışsanız standart bir prosedür ve bundan asla ve asla tedirgin olmamak gerek. Diğer ise işler nasıl bunu yapacaklar, Ayşe sorayık, nasıl paralar gelebilir geriden onu bilmemiz gerek. İkinci nasıl bir şekilde bunu kontrol edecekler o ayrı bir mesele. Çok güzel maddeler de var bu kanun leyhasında. Bazı bir tartışmalı 2-3 maddeni geçtik ama bunda bu kanun leyhası gene de çok sayfelerden ibaret ve çok mühim güzel bir maddeler var ve onlar sırasında hususan 7. madde 2. nokta demek bu Ukrayna tamir halklarının temsili organları ile devlet organlarının ittifakdaşlığı ve misal olarak toprak, su, dağ, nedre ve ilahri meselelerinde Milli Meclis yani temsili organlarının ittifakdaşlık meseleleri mevcut, satın alıp, beruf, para, bölüşüp ve ilahri. Buna ne dersiniz sizin fikrinizce ne kadar bu güzel bizge ne verebilecek? Elbette bu pek mühim bir şey. Esasen bu kanunun şimdiki taslak olarak biz onu bakamız. İnşallah kabul olur. Bu kanunun esas bir maddesidir. Esas bir çekirdeğidir. İsteseniz böyle aytayım. Çünkü bir şekilde Kırım'ın geleceğini veya Kırım'ın etrafında olan işlerini olup biteni bir şekilde değil Kırım Tatar halkının paylaşmak ve onların fikrini söylemek. Zaten yıllarca istediğimiz bir şey değil miydi bu? Zaten 2007 senesinde kabul olan Birleşmiş Milletler'in deklarasyası, kökenli halkların deklarasyası onu aytmay mı? Ya kökenli halklar, asıl halklar o topraklardan, anda olgan maddi zenginlikten, anda olgan orman, su, bilmem herhangi bir böyle zenginlik olsa, bir maddi şey olsa ondan sorumluluk duyarlar, sorumluluk taşırlar ve ondan faydalanırlar. Yani ileride olgan böyle gelişmiş ülkelerde zaten tamirli halklarının oturup hükümet ciddi anlaşmaları yapar. Kanada'ya alsanız, Finlandiya'ya alsanız. Yani şimdi misal olarak en böyle yaxşı vaziyette olgan Sami halkını anlatarlar bizge. Bilesiniz 4 memlekette yaşaylar ve hakikaten onların problemalarını işten şaşıp kalasın. Yok bilmem efendim şu yerde tren yolu geçecek de hükümet onlara para veriyor ama onlar bu paraga razı değiller, az verirler. Böyle problemalarla gelirler Gülsüm Hanım. Ya da başka bir problema. Birleşmiş Milletler'de biz toyaydık. Yıllık onlar bilmem bu kadar ton balık çıkartarlar denizden. Hükümet de azca çıkartanız bu sayısını yükseltmeler. Ona da razı değiller. Çünkü onların fikirlerine göre onların balıklarını çokça tutmak gerek. Yani ciddi demek istedim. Şimdi biz belki bizge biraz değişik geliyor. Çünkü biz başka şeylerle uğraşamız. İşgal, hapis, o kadar dert, o kadar sıkıntı, insanların kıyınlıkları. Ama öyle olması gerek. Hükümet ciddi bir şekilde kökenli halkın temsilcilerinin oturup anlaşa ve bu toprakların ne yapılacak, bu toprakların geleceği nasıl olacak ciddi bir şekilde fikirlerini soray. Ve razılığı olmadan kararını almay. Kanunun olması endi güzel, Zelenskiy'nin parlamentke kirsetmesi endi güzel. Zaten bugün belki malumatınız vardır. Onun Facebook sayfasında Nelly Yakovleva bu işgal etilgen topraklar ve insan hakları ile bağlı komitetinin reis yolbaşçısının muavini, men yanlışmasam onların komitetinde bu kanun leyhasını kabul etmek gerek olganını tasdikladılar ve yazdılar ki beklenilgenine göre sammitten evvel kabul etmesi lazım. Bu haqda Rifat Ağa Çubarov da benim yayınımda aytkan edi degenine göre sammitke bir şey kolunda bir şeyden kelmek gerek.
Nasıl düşünесiniz? Kennedy 226 rey kazanabilir mi bu kanun leyhası? Zira bazı bir milletvekilleri arasında şüpheler mevcut. Şimdi bunda iş, daha çok iş bizim deputatlarga, milletvekillerge düşe. Hakikaten onlar çalışacaklar. Biz içimizde böyle iç toplaşmalarımızda onu aytaydık. Ciddi çalışınız, ciddi bir şekilde ve reylerini sayınız. Hakikaten yani böyle şaka değil. Kaç kişi? Bir 226 kişi. Bir kişidir. Bir reydir. Bu pek mühim. Yani kim bizge kol tuta, kim böyle soğuk bakan bu meselege. Zaten bilirsiniz 18 Mayıs'tan bu kanun açıklandı ve hemen tepki aldık. Tek iç tepkisini değil, dış tepkisini de aldık. Rusya'dan o da pek böyle hücur ve komik bir şey. Ama ondan da tepki geldi ve bambaşka türlü bunu anlatmaya başladılar. Bu sefer kökenli halk, asıl halk olarak Ruslarını görmek gerek iken. Dolayısıyla yani bu kanun etrafında böyle birçok şimdi müzakereler edildi ama umudumuz var deyip aytayım. Ve mında bizni temsil etken milletvekillerge çok iş düşe. Çünkü parlamentada kommunikasyonu direkt onlar yaparlar. Kim bunu yapacak? Aktemağa versus temağa? 3 milletvekilimiz var Gülsüm Hanım. Mustafa Cemilov, Ahtem Çekus, Rustem Ömerov. Yani son saylav öyle oldu. Yani 7 adaydan 3 tane çıktı. Ve şimdi onlarını bir kommunikasya için bir köprü olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla... Ne soracak idim bunda? Rifat Ağa'nın parlamentte bu kadensiya bulunmamasını hissetesiniz mi? Elbette hissettiğimiz. Elbette hissettiğimiz. Yani hem kanun tarafından hem başka işlerde için birçok iş açıklanmay. Birçok böyle vaziyetler var, insanların durumu var, şahsi durumu, bir grup insan toplana, onların problemi ve hakikaten yani Milli Meclis reisi parlamentoda olsaydı ve milletvekili statüsünde olsaydı daha iyi olurdu deyip düşünüyorum. Bırakın Rifat Ağa, ben bazen kendim de hissettim. Ben de aday oldum. Elbette benim parlamenta geçmişim yok ve tecrübem yok ama o zaman böyle bir yolga çıktım. Yaxşı yaramı bir tecrübe kazandım. Bazen uzun işlerimde bile böyle bu statüsün olmasını hissettim. Ama siz kendi Medeniyet Nazirliği yanında komitette çalışmaya devam edesiniz. Evet. Nasıl iş devam ediyorsunuz? Ama o başka bir şey. O yani mesela bu komitetke milletvekiller de kırıyor. Milletvekiller de kırıyor. Öyle olsa siz de onların laf edebilirsiniz bu kanun leyhası ile bağlı. Şimdilik şöyle bir bakınız. Bu kolegiya devamlı toplanma. Böyle bir regular bir şekilde toplanma. Kolegi Minister Nazir'in kararıyla toplana ve bu zamana kadar artık kaç ay oldu bir sefer toplandı. Toplanma sebebi daha evvel bakılgan kararlar yerine getirmek gerekirdi. Anda bilirsiniz Великая стройка, велике будівництво, onun da dışında велика реставрация proyekti başlandı ve bunun etrafında müzakereler edildi. Kolegiyada hakikaten tartışmalar çıktı. Çünkü birkaç obyekt, tarihi obyekt böyle tartışmalıydı. Ondan sonra buna bakan bir grup oluştu. Uzmanlardan böyle profesörler, tarihçiler, mimarlar. O da biraz tartışmalıydı. Bu tür meseleler bakıldı. Benim anda esas bulunmam Kırım Tatar halkıyla, Kırım'ıyla alakalı işler, çalışmalar yapılsın. Ve dediğim gibi yani bu sene afsus ki birçok işlerini biz kaçırdık. Ama şimdiki ilerideki vaktinde bazı projeler planlana ve bunun içerisinde mutlaka Kültür Bakanlığı ve Informasyon Bakanlığı olacaktır. Mesela Fastov'da festival olacak. Mesela sonbaharda birkaç tane böyle kültür tedbiri planlaştırılıyor. Mesela bizim çocuklar yurt dışına çıkacaklar. Bu hepsi nazirlikten bağlıdır. Ama kolegiyanın çalışma formatı farklıdır. Onu demek isteyeyim. Milletvekili statüsünde olan insan
her zaman daha çok, daha ken imkanlarga sahiptir. Onun için Rifat ağam депутатын olmamasını istetemiz hakikaten. Madem ki biz bu medeniyet nazirligi meselesi ve anda sizin faaliyetiniz meselesini açtık, da bir sualim olacak. Zira geçen gün benim yayınıma Edem Ağa Dudakov bağlandı Kırım'dan ve Han Sarayı'nın ve Han Sarayı etrafında yapılgan bu sözde arkeologik kazmalarının muşkul vaziyeti hakkında aytıp geçti ve hatta böyle açıvlı bir onun çıkışı oldu canlı yayında. Aslında bugün medeniyet nazirliginde bu Han Sarayı'nın meselesi, problematikası, belki malumatlarınız bardır. Nasıl seviyede tura mı aslında? Çünkü bizim milli mirasımız hakikaten bugün Kırım'da gayb ediliyor. Han Saray meselesini eğer sorarsanız, şimdi Ukrayna Kültür ve İnformasyon Politikası Nazirliğinin yanında 2 kolegiya kuruldu. Birisi kolegiya böyle umumi işlerine bakan, ayrıca bir grup kuruldu. Tarihi obyektlerge, tarihi eserlerge bakan ve bu mesele etrafında öz işlerini alıp varan. O grupha Kırım Tatar halkının temsilci olarak Elmira Ablalimova girdi. Bu zamana kadar bilirsiniz zaten Han Saray işlerini ve Kırım'daki tarihi eserleri hakkında işlerini alıp varaydı. Ve şimdi bu böyle bir dar bir meselege, çok nasıl sizge eteyim, konkret bir meselege bu çalışma grubu bakan. Bizim temsilcimiz anda Elmira Ablalimova. Herhalde siz işler bu yönelişte alıp barala, doğru mu anladım? Yani bu iş grupası bir şey yapadırdı. Tabii ki yapadır. Men bilesem onu efirge çağırıp sorsanız ne yapıla daha konkret bir şekilde olur. Çünkü benim dediğim gibi yani bu zamana kadar kolegiya bir sefer toplandı. Kalgan işlerini biz şimdi böyle yolga koymağa isteyimiz. Yolga koymağa isteyimiz derken bilesiniz iyun-iyul vakti bu nefbetteki bütçet için çalışma vaktidir. Yani böyle bütçetные vойны buna şakanen denir. Neden? Çünkü bu ilk taslak programları, bakışları, birinci şeyler, konuşmaları. Ondan sonra sonbahara doğru bütçet bitmesi gerek ve noyabr ayında bitiyor bu işler. Biz şimdi seneye bütçetke nasıl çalışmalarını koyacağımız ve bu işler etrafında ne yapacağımız onu müzakere etmemiz. Müzakere etmemiz derken öz aramızda da toplanamız. Nasıl bir işler yapılır, ne bakılır. Tek bakınız festivaller değil ya da umumi toplaşıvlar değil. Onun dışında kitabın basılması, tahsil programların derken böyle umumi tahsil programların, kültür programların yapılmasını bakamız, tedbirlerini bakamız. Öz aramızda bunu bitiremiz. Ondan sonra tekliften nazirlikке çıkacakmız ve nefbetteki sene için uzun düşüncelerini verecekmiz. Allah işlerinizde kolay getirsin. Amin. Çok mühim, güzel işler yapasınız. Şu sırada 23 Avgust günü endi summit olacak. Kırım platforması sammiti. Bu summitni nasıl görüyorsunuz? Aslında endi özünüz için anladınız mı? Nasıl ötkerilecek? Nasıl olacak? Manası neydi? Nasıl kararlar kabul edilecek? Çünkü böyle her taraftan biz çeşit türlü haberleri alamaz ama böyle bir manzaraga toplamaga olursunuz. Şimdi summit meselesi elbette bunun esas kaynağı summitin Ukrayna dış nazirliği. Çünkü tabii ki Cumhurbaşkanı'nın emrinden yapıla ama alıp varıcı ve icracı yani bunu işlerini yapan dış nazirliği. Şimdi benim bilgenime göre yani yaklaşık 30 ülke beklenili. Belki ben umumi olan malumatlarını açıklayacağım ama 30 ülke beklenili ve onların arasında birkaç ülke en yüksek seviyesinde temsil edilecek. Estonya, Latvia, Litva, Polonya gibi ülkeler açıklama yaptılar, gelecekmiz ve katılacakmız deyip. Bunun da dışında bilesiniz, bunu defalarca açıkladılar. Baskı yapıla Kırım platformaga kol tutmak isteyen ülkelerge ve birinci ülke Türkiye Cumhuriyeti yani katılmasın, gelmesin diye. Sonuç olarak
Крым платформасының bir Крымская хартия, yani böyle umumi bir açıklama, umumi bir dokument kabul edilecek dep düşünüyorlar, böyle planlaylar. Bunun esas manası, esas amacı Kırım'ın işgalini asla ve asla ne olsa olsun, içindeki nasıl bir değişmeler olsa olsun bizim ülkemizde biz asla kabul etmeyimiz. Yani buna kol tutkan ülkeler demek ki söz verirler Kırım işgalini ve Kırım'ı Rus toprağı olarak asla ve asla kabul etmemek. Ve malum olğanı gibi Kırım platforması dört seviyeden, dört yönelişten oluşa. Şimdi Cumhurbaşkanı seviyesi, Dışişleri Nazirliği seviyesi, parlamenterler seviyesi ve ekspertler seviyesi. Ekspertler seviyesi bizge en yakın ve böyle en azından bunu izlemeye imkanımız var. Kırım platformanın bir ofisi kurulacak deyip aytıla ve endi çalışmalar başlandı. Bilesiniz memorandum açıklandı. Bu işe katılmak isteyen kişi. Da ben tam bu işlerini anlayamadım. Anda biraz böyle benim sualimi oluşturan bir madde oldu. Ekspertler arasında nedense benim görgenime göre belki yanlıştır. Sadece sivil toplum yani halk teşkilatının temsilcileridir. Yani bu громадские организации onların temsilcilerini alırlar. Daha çok böyle grant sahasında, araştırma sahasında çalışan ekspertler kariyerler. Belki yanlıştır çünkü anda olğan insanların laf ettim. Onların açıklamasına göre bu kapalı bir klub değil. Katılmak isteyen herkes katılır. Nasıl katılır, nasıl şartlarla memorandumla açıklana ve çalışmak isteyen herkes onun yerini, onun işini tabar. Bu doğru deyip düşünüyorum. Çünkü bakınız Kırım meselesi kapalı bir mesele değil. Olmaz. Olmaz demeye buna 15 kişi var. Tek onlar bu meseleye bakacaklar. Kırım meselesi kendi bir mesele. Ve herkesin özüne göre öz çalışmaları, katkısı, istigi, imkanları vardır. Bu insanlarını asla ve asla çetleştirmemek gerek. Ya temsili organ nasıl yerde duracak? Temsili organın iki temsilcisi, şimdi Mustafa Ağa Cemilov ve Rifat Ağa Çubarov çalışma grupasına kirdiler. Çalışma grupasının ilk toplaşığı geçti ve anda çalışıyorlar. Aslında onun da dışında bizni derken bir grup Kırım Tatarlarını böyle hem meclis azaları hem ekspertler Kırım platformasına verildi. Ve bizim de andaki çalışmalarımız olacak. Şu anda bu zamana kadar Kırım Tatar Milli Meclisi bir çalışma seviyesinde yer ala ve ayrıca Kırım Tatar halkından Mustafa Ağa Cemilov Саммитте 23 Август'ta çıkış yapacak. Bugün sevgili arkadaşlar ben de böyle küçük bir haberini vereyim. Rifat Ağa Çubarov bulunğanı, sonra Kırım Tatar halkının lideri bulunğanı Mustafa Cemilov'nun bulunğanı, Rustem Umerov'nun bulunğanı, Ahtem Çiygoz'un bulunğanı, Emine Джапар ve Dışişleri Naziri Dmitri Kulebov'un bulunğanı Antalya'da böyle bir diplomatik forum teşkil etildi ve diplomatik forum başlandı. Anda demek bizim Kırım Tatar halkımızın temsilcileri, Dışişleri Nazirliği temsilcileri ile beraberlikte şimdi Türkiye'nin Antalya şehirlerinde bulunmaktalar. Böyle bir haber var sevgili arkadaşlar ve Gayna Hanım buna yayınımızın yekünlenmesine daha 3 dakika kala ben daha böyle bir meseleni dokunmağa isteyeyim. Bu 26 iyun bayrak günü. Malum olğanı ki bu sene temsili organımız çeşit türlü tedbirlerini teşkil etti. Bu yıl ne bekleyiniz? Bu yıl da onun üstüne da katınız kurultayın, ikinci kurultayın 30 yıllığını. Yani elbette bayrak gününde Allah'a şükür bu pandemiden çıktık. Şimdi toplanmağa imkanımız var. Elbette Kiev'in merkezinde bayrakla bağlı tedbir geçecek. Her zamanki gibi böyle büyük bir bayrak açılacak. Ayrıca Kırım Tatar bayrağı gönderilecek. Onun da çalışmalarını şimdi yapalım. Şimdi Ukrayna'ya dolaşa o bayrak. Sonra Çongara mı, Kalançak'a ona karar verecekler. Anda gidecek ve Kırım'a uçacak.
курултайнен бағлы исаз бир тедбир оларақ серги кабул edildi. Böyle bir sergi yapılacak ve anda tarihi resimler, Kırım Tatar Milli Hareketi'ni, anda olgan insanlarını, çeşitli böyle toplantılarını, kurultayını anlatan bir sergi açılacak. Onun için hepinizni davet etemiz. Allah'ın izniyle. Men birkaç tane resimni böyle görmeye imkan oldu. Hakikaten çok böyle terin bir şey. İnsanlarını gençken görüyorsun. İnsanlarını tanıyorsun, insanlarını onlar başka türlü böyle bir heyecanlı bir şey. Onun da dışında elbette bu iş etrafında çeşitli müzakereler onların da online vasıtanyan geçecek, ilan yapılacak ama esas bir tedbir olarak böyle bir sergi açılacak. Biz de o'zara saygılı teleseyirciler, men Gayna Hanım'nın sözleri altına imzamni qo'shib ATR telekanalının da bu kun bütün kun devamında o'tkazilecek tedbirlerin, sizin teşkil etken tedbirlerini göstereceğini e'lon berem ve marafonda o'tkazecekmiz elbette ki 26 iyun bayrak kununda. Men ne yazık ki ne kadar istemesem de bu bölükni yakunlamak mecburiyetindeyim. Kırım Tatar Milli Meclis Asası Gayna Yüksel studiyamızın musafiri edi. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Saygılı dostlar, men sizden sağlıklaşam. 5 dakikadan sonra Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması yayınımızı devam etti. Sonra bu studiyada Prime programmasında meslektaşım Haydar Mujdabayev sizlerine selamlayacak. Görüşkенче. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit Kırım'ımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden öse. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Hırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Hırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ımızga. Hırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Дармадағын олған машиналар, веран олған коммуникация ағылары ве күчлі сел ақымлары. Түневін керечке беля кетірген циклон ярымаданан жөнебіне қадар барып етті. Бозы фелякет үшін Ялтада февкуледе вазиет илан етілді. Шернің бірчоқ районлары электрикадан сондырылды. Ишгалжелер су берілуіні де тоқтатты. Бұнен бәрібер ерлі сакенлер тахлие етілмесі илан етілді. Жемаат нақлияты ішіні тоқтатты. Ялтада бір қач саат девамында. Яғанақларының 2 айлық нормасы түшкен. Учан судан башлап, шер мерkezінден кечкен өзен ташып, ялларындан шығып, юлында не раз келсе, деңіз тарафына алып кетті. Боле су басуы Ялтада тахменен 100 ел евел солған. Друзья, творится в Ялте какой-то трэш. Это просто Армагеддон. Реально, деревья, смотрите, все, река водопадная, все сметает на своем пути. Берет свое начало на водопаде Учансу. Я не представляю, что там сейчас творится. Күчлі ақымлар емтереклеріні еқа емді инсанларына алып кете. Ең азындан 8 кіші зарар көргені белі. 26 яшында олған ерлі сакин елак олған. Инсанлар өзенлерге чевіріліп, күчлі ақым олған yollarını кечежек ола. Базы инсанларыны су йықып алып кете. Подмыла стенку. Табиат афетінден базы ерлерде yollar ешілі. Веран олған ве өзенге ақып кеткен машиналарының там сайысы да белліде кел. Ломоносова соқағы арабалар мезарлығына чевірілді. Су басқан Ялтаға кіріш yolları қапатылды. Арабалар невбеті бір қач километрге созылды. Дорогу закрыли. Ялта стоит. Су ақымлары орта басым газ бору тіремелеріні аз қалды йықмаға. Ең азындан 60 мескен газсыз қалды деп білдіріле Ишгалжелер акимиетінде. Бұл есе шер ялысының көрініші. Гүрілтілі ақымлар тез деңізге аққанына бақмадан тыс севиесіне қадар су тұрмақты. А это море. Елліден зияде құранта вақтын жемескенге мұқтач. Ялтанын Ишгалжелер мемориетінің мэрі Янина Павленко айтқанына көре инсанлар көчірілмесі аққында ризалар алы башлаганлар. Ярмаданын Ишгалжелер yolбашчысы Сергей Аксенов та бұл фелекетке сесленді. Ялтаға барып чықмады, ама су анбарлары толар деп умут ете.
Ну, у нас Ялту подтапливает уже такая же ситуация, видите, как то пусто, то густо на самом деле. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды водохранилища. Ну, Загорское водохранилище получило почти 1 миллион кубометров за сутки. И каждый день сейчас еще будут притоки, будут прибавляться. То есть, возможно, как говорится, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алушинское водохранилище всего 68 тысяч получило. Ну, это вообще катастрофа какая-то. Я еще раз говорю, только с засухой боролись, перед с наводнением боремся. Ну, тем не менее, наверное, нам такие испытания выпадают. Соңки бір қач күн девамында филекет кетірген табиат афетінден сон базар ертесінден башлап Қырымда күнешлі вес сыжа қава олажақ деп хабер ете Қырым гидрометео меркезі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Эрмине базарының Ишгалжилер махкемесінде Мустафа Джемилевке қаршы уйдырылған даванын 33-ші махкеме топлашуы кечірілді. Ишгалжилер оны Русия сыңырыны бозғанында қабатлай. Сөз 2014 сенесі майыс 3 күнінде Херсон велеті ве Қырым арасында олған вақиялар аққанда кете. О вақыт оны бинглерже Қырым татарлары қаршыламаға шыққанна біле бақмадан Ишгалжилер оны ярмадаға кечірмеді. Бүгін сөзде махкемеде Имайджи тарафынан шаатлары сұрғыдан кечірілген. Оларының сөздеріне көре Мустафа Джемилев мемори сыңырда ГАИ посты янында болынып, сөзде Русия сыңырына кечмеген. Бұне берабер мемори сыңырда белі олмаған силялы инсанларыны көргенлері аққанда тариф еткенлер. Олар инсанларыны кечірмеген, атта абағаты башлаған. Общался там с людьми. Свидетель не видел, чтобы к Мустафе Джемилеву кто-либо подходил, требовал предъявить документы, иные какие-либо требования предъявлял. В это время шли переговоры, поскольку вооруженные люди заявили о том, что Мустафа Джемилев не сможет пройти дальше в сторону Крыма. Причин они не объясняли. В конце концов стало известно о том, что людей, которые собрались встретиться с Мустафой Джемилева, выпустят обратно, но сам Мустафа Джемилев пройти не сможет. И тогда Мустафа Джемилев сказал, что пускай люди уходят. Вот, он не хочет никаких проблем для людей, поэтому он останется. Украина шарқындаки Золотой қасабасы янында бір Украин арбейі яраланды. Анда Ишгалжилер гранатаве құршынаты жетірті батылары иле атеш açқан. Яраланған Имайджиге керекли тибби ярдым берілген. Ошымды хастаханеде. Душман ұжымына тоқтатмақ үшін Украин арбейлері қаршы атеш açқан. Ишгалжилер жебенін дигер қысмында да атешкес режиміні бозған. Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Украина стихбараты ise Донецк ve Луганск вилаятlerinin işgal etilgen rayonlarında düşman öz күчлеріні арттырғанына білдіре. Жебе сызығының о тарafında Rusия командалығы незаретінде işgalciler ордысы талімлер кечірмекте. У такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Хама вилаятында яшаған сабық фермачы Хусейн Махмуд жеңтен құртарылмақ үшін евіні ташлап кетті. Шымдо мемлекетінің шималінде ерлешкен Идлиб шеріндегі көчкенлер лагерінде яшамаға мечбур. РИО Омар арқадашы ве 13 баласы Ашаид ве күнлік керек олған шейлеріне гуманитар ярдым оларақ ала. Берілген ярдым зар зорнен кележек айға қадар етедей, ама яқын вақытта бұл ярдым берілмесін де тоқтата білелер. В цьому випадку почнеться голод. Куди нам йти, ми не знаємо. Миллионларнен инсан арби әрекетлерден мемлекетінің шымали ғарби регионларына қачты. Шымды есе лагерлерде яшайлар. Олар эсасен Түркиеден кетірілген гуманитар ярдымны құланып күн көре. Аймында Бірлешкен Миллетлерінің бинге яқын юк арабасы гуманитар ярдым кетіре. Сурияның ресми акимиеті есе сыңырларына қапатып, гуманитар ярдымны ресми каналлар вастасынен кетірмеге талап етелер. Бірлешкен Миллетлерде есе бұл филакетке кетіре білгенін айталар.
У таборі нас приблизно 250 сімей, близько 2000 чоловік. Якщо перехід закриють, люди опиняться кинутими, і в таборі почнеться тотальний голод. Кечкен сене Түркияден гуманитар ярдам кетірмек үшін тек бір сыңар кетіші қалдырылды. Ама бұл кетіш июль айында Телекеслік шурасы Бірлескен Миллетлер арабасына кіріш рұқсетіні бермесе қапатыла біле. Сурия президенті Башар Асадқа қол тұтқан Қытай ве Русия сыңырлар қапатылмасының тарафдарыдыр. Безкоштовний хліб отримує більше мільйона чоловік. Якщо мандат не продовжить, то почнеться гуманітарна катастрофа в області харчування і гігієни. Це призведе до поширення в цих таборах COVID-19. Идлиб вилайеті Суриядегі сиянжылар незарет еткен сонки болге. Бұл вилаетте 3 миллионға яқын инсан яшамақта. 1 миллион 800 bin инсан гуманитар ярдымлары бастасынен пун көрмекте. Екінші күн Украинада коронавирусқа қаршы ашлама яптырғанларынан сайысы артмақта. Кечкен күн девамында 82 bin инсан ашлама яптырған түневінкі күнге көре бұл 5 binге чоқ. Сағлық назерлігінде қайдеткенлеріне көре кечкен күн девамында 1000-ден аз яңы коронавирус хастасы белгіленген. 2 binге яқын евел хасталанған кіші түзелген, 50 кіші чин вирусыны еңі поламаған. Ишғал етілген Қырымда есе чин вирусына ұғыраған инсанларының сайысы артмақта. Ишғалжілер акиметі 211 коронавирус хастасы белгіленгенні қайдетті. 6 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Дүния бойынша 4 миллиондан зиеді инсан COVID-19 хасталығының құрбаны олды. Бүйік Британиядан тарқалы башланған коронавирусның альфа вариантындан сон Индистанда вирусның дельта варианты пейда олды. Алюмлер огренгенне көре бұл штам хастаханеге түшметелікесіні 2 кереге арттыра. Бірінші 2 миллион кіші пандемияның бірінші елында вефат етті. Невбетеки 2 миллион кіші 5 ай девамында кечінген. Бұл вирус мутацияға оғырағанымен аңлатыла. Коронавирусның яңы вариантлары өлім дәрежесіні арттырды. Бұне берабер базы вақыт вакцинация біле ярдым етмей. Америка Бірлескен Девлетлері, Бүйік Британия ведигер зенгін мемлекетлерде хасталарынан сайысы эксілі башлады. Евел олғаны кібі хасталарынан сайысы Латин Америка девлетлерінде фаал шекілді артмақта. Март айындан берлі регионда хасталарынан сайысы тек арта. Боливия, Чили, Бразилия ве Уругвайда вирус тарқалмасына тоқтатып оламағанлары үшін күтлеви вакцинацияны да башлатып оламайлары. Панамериканы сағлық тешкілятынан мудиры қайдеткенне көре Женеби ве Шимали Американың esas проблемасы препаратлар етішмегенідір. Ең қуветлі 7 мемлекет лидерлері саммитінде фуқаре ве инкишаф еткен девлетлерге коронавирусқа қаршы 1 миллиард вакцина дозасыны айырмақ аққында келіштілер. Индистанда вакцина алажақ девлетлер сырасында. Дүнияда күнде коронавирустан олған өлімлерінің 3-те бірі Индистанда. Экспертлер қайдеткенне көре чин вирусындан өлген инсанларының сайысы ресми статистикадан баяғы зиядедір. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее глубокие, важные и сущностные темы и разговариваем с людьми, которые являются носителями смыслов. Вот как я выразился. С людьми, которые не функции, которые интересны сами по себе и которые двигают этот земной шарик вот так ногами вокруг его оси. Сегодня в гостях в АТР наш старый друг, мой старый друг, Сергей Дмитриев, капеллан 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского и руководитель отдела социального служения Православной Церкви Украины. Точка. Правильно все? Да, правильно. Выучил. Выучил, да.
Вот. А с Сергеем мы знакомы вообще, это страшно сказать, с декабря 2013 года. И как в той песне поется: «И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Как ни странно, это так. И вот все мои друзья прежние, с которыми я дружил в Москве годами, их уже нет. Ну, не физически, но нет и все. Вот. А человек, которого я увидел 1-1,5 раза там в Москве, причем в редакции газеты «Московский комсомолец», так и остался. Вот вы же священники, люди мистические. Это какое-то божье провидение, падре? Ну, а что мистические? Такие же люди, как и все. Ну, так же не могло быть, чтобы мы вот встретились один раз, потом Майдан, потом ты жил в Херсоне вообще, я жил в Москве, потом я через год переехал, через 1,5 даже. Но мне здесь нравится цитата Эйнштейна, что одни люди живут, как будто все случайность, а другие, что это чудо. Я живу, как будто каждый день чудо. А Эйнштейн же был, по-моему, атеистом, нет? А я думаю, что он был глубоко верующим человеком. Но знаешь, как атеисты говорят, что он был атеистом, верующие говорят, что он был верующим. Каждый вот в нем находит, в этом, я думаю, уникальность Эйнштейна, что он для каждого свой. Я буду задавать тебе сложные вопросы. Что лучше, ислам или православие? Или христианство? Главное быть просто верующим человеком. Ну вот так как, понимаешь? Вот, у меня Ведь есть... фанатизм может быть сектантом, можно быть православным сектантом, в исламе можно быть сектантом, и извратить самые высшие материи, высокие, любовь, можно извратить, да нельзя. И когда кто-то посмотрит, скажет, это что, разве это про любовь? Конечно, нет. Поэтому для меня просто верующий человек, искренне верующий человек, в любовь, в добро, значит, он верит в Бога. Если ислам — это религия о мире и любви, значит, и там есть очень много верующих, искренне верующих людей. Допустим, я когда переехал в Киев, мне вначале помогали только мусульмане, и один имам мне там помогал переехать, там, финансово помогал, там, мы дружим, общаемся. И, то есть для меня я просто ищу верующих людей, которые вот искренне верующие людей и хотят помогать друг другу. Все. А если человек говорит, что он неверующий, как с ним быть? Ну, кто? Заблудший там? Я думаю, что неверующих людей не бывает. Вот. Это может быть какое-то проявление такое, ну, привлечь к себе внимание, там, не знаю, все равно это нонсенс, человек не может быть неверующим. Слушай, ну я тебя обратно верну. Есть и люди, которые демонстрируют свою веру и тоже хотят привлечь внимание. Да, тоже так. Тоже. Это все в контексте первого вопроса. Да? То есть, как бы, сектантство, оно не имеет границ, и как оно проявляется. Слушай, в разное время сектами считали разные церкви. Например, баптистов считали сектантами. Были войны христианские в Европе между протестантами, которых считали еретиками, и католиками. Потом в Америке охотились на мормонов. Там, ну и это куча примеров. В Российской империи вообще всех гоняли, да? Староверов гоняли, потом... Мусульмане считали сектантами. Сами христиане когда-то считали сектантами. Вот, да, кстати говоря, да. Так вот, на данный момент, вот сейчас уже нет как бы преследований на религиозной почве, ну, по крайней мере, в большинстве стран и сообществ, да. Есть некое понимание, что есть такие, ну, как-то надо жить, да. Вот. А что для тебя, вот ты, когда ты говоришь сектант, что это такое? Это вне церкви люди, вне морали, вне чего? Нет, для меня сектант — это когда мы откроем словарь любой. Что такое слово «секта»? А слово «сектор» выделенное из общего учения какая-то одна маленькая часть. А вот давай, мне кажется... И говорить, что это самая правильная часть, все остальное неправильно. Это не толерантность, это не уважение к другому мнению. И вот только вот такое, знаешь, один маленькое узкое направление в каком-то учении. А в христианстве до сих пор есть такое? Конечно, есть. Есть люди-сектанты. Что происходит с украинским православием? Это в любом случае интересно даже и мусульманам, кому угодно, потому что все-таки большинство людей в Украине христиане, большинство из них православного толка. И вот после Томаса, как изменилась ситуация, на твой взгляд? Что сейчас, кстати, с автокефальной церковью? Она слилась с вашей, да, с ПЦУ? Да. Вот как реально сейчас выглядит вот этот православный сектор Украины? Ну, до принятия Томаса было 3 основных больших православных, скажем, таких структуры. Это Киевский патриархат, автокефальная церковь, это проукраинские.
и московский патриарх. А греко-католики не считают сразу православными? Они же обряд восточный у них все равно. Все-таки, то есть греко-католики, вот так интересно, они в Украине считаются православными, а когда греко-католический священник пересекает границу, попадает в любую европейскую страну или в Америку, он называется там католиком восточного обряда. Хотя то есть что-то впереди ставить. Либо подчинение формальное Папе Римскому, либо форму правления молитв. Да, да, ну ведь обряд не является... Мы молиться можем по-разному. Даже внутри православных церквей обряды тоже отличаются. Да, сильно отличаются. Сильно, особенно на Востоке там отличаются. А если взять африканцев, то вообще отличаются. Вот. Ну, в африканские церкви, в Северной Африке. Ну, и для меня греко-католики до Томаса все-таки они свою роль сыграли, они в украинскую культуру сберегли и на Галичине, на Западе. Огромную роль. На них, да. Они же их же гоняли, на них огромная была ответственность. И, хотя их сколько процентов греко-католиков? Процентов 15? Да, я думаю, я не владею статистикой, я думаю, что 10 до 10. Но это важная часть, потому что это Галичина. По-моему, центр Разумкова говорил там до 70%. Но, тем не менее, это люди на самом деле верующие, и которые не теряли свои связи с церковью, которую гоняли в советское время. Ну, знаешь, если говорить о автокефальной церкви, украинской автокефальной церкви, она тоже была гонима. Да. Она тоже была уничтожена, и приходы были в основном за рубежом. Киевский патриархат, в такое возрождение автокефальной церкви, ну, там не хочется вдаваться в эти там все подробности. Ну, оно и не надо. Но и Киевский патриархат был гонимый до 2014 года. И я считаю, что и сейчас еще православная церковь в Украине, она все равно такая, гонимая все равно. Кем гонимая? Ты меня удивляешь. Ну, например, получить земельный участок московскому патриархату гораздо проще, чем православной церкви и на сегодняшний день. Что, мало участков, что ли? И если... Я был на одном заседании, у меня есть это видео, если там интересно, я его даже покажу. В 2017 году было заседание Института религиозной свободы в гостинице «Киев», по-моему. И Андрей Юрош тогда он возглавлял отдел управления культурой и религии в Украине, миграции. И он давал такую интересную статистику. Он говорит, я вам сейчас, назову самую гонимую конфессию, которая вот за этот год получила там столько-то гектаров земли, столько-то там площадей, открыла там больше 20 монастырей, там зарегистрировано 1500 парафий. Типа это московский патриархат. И там сидит представитель московского патриархата, там он такой, говорит, и мне, постоянно приводят бумаги, что они гонимые, и все. Говорит, и если, сравнить со всеми, всеми взятыми христианскими конфессиями, мусульманами, иудеями, это, в 2 раза меньше, все остальные получили. То есть, смотри, и на данный момент, и после Томаса, с учетом перехода прихожан с храмами в ПЦУ, еще тогда в Киевский патриархат, ты же перешел в 2014 году, когда война началась, своим херсонским приходом, да? Вот. Даже с учетом всего этого и до нынешних времен, Московский патриархат есть крупнейшим и землевладельцем, и владельцем зданий, и, соответственно... Но яркий пример. Палац Олимпийский вот у нас в центре, да? А он какое отношение имеет? Ну, знаешь, где находится, да? И там рядом строится храм. Он был построен большой. Да, это Московский патриархат. Вот в центре города строится огромный храм с бешеной скоростью, но это миллионные... Вообще такие притеснения, как жить, даже непонятно. При таком давлении со стороны фашистского украинского государства. Возле Гулливера там строится огромный храм. Попробуй, значит, для мечети там найди место или для вашего храма. Невозможно. Тем не менее, знаешь, есть нематериальные ценности. И пока, хотя сейчас это выглядит так, но я уверен, что репутация у церкви, она все равно даст свой эффект. И все-таки Михайловский монастырь для украинцев, которые считают себя украинцами, а не малороссами там, или непонятно кем, для них это такое святое место. И ты как раз там живешь и работаешь в монастыре Михайловском. И сам этот монастырь, несмотря что он был новоделом кучмовским, да, и на него смотрели так в свое время. Знаешь, как в Москве храм Христа Спасителя восстановить. То же самое, по сути, это тоже сносили под Дом Советов уже, да, и там не построили. Вот. Но он сам себя осветил, или, как у вас там говорится, не знаю, рука Божья во время Майдана, все, там место святое, люди мечтают там крестить детей, венчаться, и я несколько раз был, наши знакомые, там, ты
ветеранов венчаешь, действующих военных, да, или вообще любых людей, кто к тебе обратится. Но это такое место не случайное и очень мощное. И насколько ты видишь стремление людей вот сейчас, насколько влияние вашей церкви растет в обществе? Я не говорю в государстве. Государство у нас вообще не я думаю, что для нашей церкви это большой вызов. Потому что, ну, знаешь, когда ты получаешь все-таки мировое признание, люди обратились там к нам, да, и у нас, нужно честно признать, что у нас большая нехватка кадров, и мы сейчас не воюем там за храмы, да, мы хотим, чтобы к нам просто ходило больше людей, и основной аспект это в социальном служении. Чтобы быть нужным людям, типа, да, так и насколько мы это сможем вынести, потянуть и стать, ну, скажем, не хочется говорить слово такой хорошей церковью, доброй церковью в том смысле слова, какой она должна быть, а не стать не стать московской церковью, которая здесь в Украине есть. Потому что для нас это тоже вызов. А соблазн такой будет. Смотри, ну да, чем больше будет прихожан, тем больше будет церковь, так сказать, расширяться. Ну, знаешь, так, а если придет, допустим, очень такая проукраинская власть, да, это вот державная церковь, хотя мы говорим, что мы не будем державной церковью, мы будем державницкой церковью. Но все равно всегда есть такой соблазн испытания. Но вообще сейчас я не вижу, чтобы ваш предстоятель как-то там заискивал перед властью, чтобы он такую позицию имеет. Но я считаю, что это дар Божий в Украине, что именно такой предстоятель у нас сейчас есть, который поддерживает всяческие инициативы, поддерживает молодых священников, думает об образовании, изменении, и он все-таки родился в такой семье не советской. То есть у него не было вот этого бэкграунда советского пионера. И он никогда не ходил в московскую церковь. Он уже вырос в украинской церкви. Ну да, это правда важно. И это тоже важно. Смотри, ты говоришь, что вы как бы не захватываете храмы, вы такая церковь очень толерантная и так далее, но и, наверное, есть в христианстве, если я неправильно трактую, скажи вот это, подставь вторую щеку. Вот, я не знаю, сколько щек мы уже подставили. Я видел пасхальное богослужение в Симферополе, где выгнанные из храма люди стоят около этого храма в центре города Православной Церкви Украины. Вот. И, по-моему, всего там храмов 2 или 3 вообще во всем Крыму, да, но это основной, да. И они стоят и молятся перед... Это видео стало вирусным, мне его прислал сам владыка Кирилл. Климент, выбачте, да, сам владыка прислал. И я его запостил, там какие-то сотни тысяч просмотров, репостов и так далее. Люди восхищаются, что там вот гонимые стоят, там молятся у храма. Но мне перед ними немножко неловко, вот как гражданину Украины, что как-то так здесь вот они, их вот люди, которые их там конкретно гоняют, в том, что в этих гонениях участвует московский патриархат и возглавляет их вместе с ФСБ, у меня малейших сомнений нет, да? Это они унижают людей просто другой христианской конфессии, если они себя считают христианами, да, и православными. Они просто унижают по национальному, по там, религиозному признаку, выгоняют, знущаются, ну не как в Древнем Риме, где там скармливали там, тиграм и так далее. Но это реально вот людей выгоняют из храма. Это нижайшая вообще низость низости. Да? И мы тут такие красивые смотрим на их монастыри, на их эти лавры. И у них никто ничего не то, что не отбирает, никто даже ни ультиматумов не ставит. Но если вы там церковь лишаете, то мы вас тоже лишим каких-то прав. Да? С ни стороны государства, все так спокойненько, чинно, благородно. А люди, правда, чувствуют себя униженными. А Россия такая, ты же знаешь, их мораль, да? Раз нам не отвечают, ну, значит, дальше будем мочить эту Ну, здесь, знаешь, то есть наше поведение, я считаю, что правильное. Мы не можем быть тоталитарной церковью. Мы не можем быть агрессивной церковью. Ну, а как сопротивляться? Как защищать своих? Давай по-другому. Защищать своих церковь должна людей? Ну, знаешь, здесь очень хорошее такое слово, как мирное сопротивление. И я думаю, что рано или поздно, и исторический опыт это показывает, люди сами сделают выбор. Потому что все-таки, священник, я думаю, что он не должен призывать к агрессии или вот таким вещам. Хотя бывают разные истории там, да, в историческом контексте, но в данном случае это так. И люди сделают выбор сами. А если людям нужен суррогат, значит, они выберут суррогат.
Но я думаю, что все-таки большинство людей, даже подсознательно, это инстинкт самосохранения, будут тянуться к справедливости и добру. И рано или поздно вот эта вот пружина, которую они сейчас сжимают, она... Это все им аукнется в итоге, да? Обязательно. Этим лицемером, фарисеем. Закон физики, он действует и на социум. Как ты загнул. Вот смотри, даже в том городе, где базируется наша прекрасная, замечательная 30-я бригада в Новоград-Волынском, да, есть церковь Московского патриархата. 7. Сколько? 7. Ну, город небольшой, это очень много. Это очень много. И вот, значит, еще раз, в месте, в городе, где живет сколько-то там солдат, и тысяч солдат и офицеров, да, где их семьи живут. 54 тысячи населения, 7 тысяч военнослужащих. Да, ну с семьями, с друзьями, со знакомыми, практически с 70%. С тещами, да. свекрами там, и так далее, да, огромное количество. И это люди реально там, когда ты едешь в этот город, ты видишь эту стелу с погибшими, это очень много погибших людей за Украину. И 7 храмов, ведь, я так полагаю, большинство храмов города, да, это те, где демонстративно не молятся за защитников Украины и не отпевают их. Как такое возможно? Вот что это? Но это было возможно еще при Советском Союзе. Эти храмы, они же не вчера построились. Они там давно были. Я думаю, что значит місцева громада там еще не созрела для того, чтобы, то есть еще нет понимания, ну, что туда, ну, не знаю, там экономически как-то блокировать, то есть не поддерживать. Но прийти и сказать, вы не отпеваете наших солдат. Или вы убираетесь отсюда, или вы... Было такое на момент 2014 года, а сейчас у нас же все отвыкли от всего уже. И риторика Московской церкви тоже меняется постепенно. Как это она меняется? Значит, стали отпевать солдат? Ну, они стараются, да, вот в Хмельницком священник там пошел на похороны, они там сразу все убирают, все вот эти там на проповеди, что надо простить ему грехи, что он убивал, там, и вот, ну, там, в таком контексте. Но я думаю, что здесь тенденция идет все-таки в сторону самостоятельной украинской церкви, и московский патриархат обречен рано или поздно на эмиграцию, потому что церковь, которая не живет для своего народа и не любит свой народ, обречена на эмиграцию. Смотри, ну вот давай посмотрим. Момент получения Томаса, это у нас 19-й год, по-моему, да? Или какой? 18. Вот с того момента, я, конечно, не думаю, что ты статистику лично ведешь какую-то, тебе не до этого, но насколько больше стало храмов ПЦУ и насколько меньше? Не намного. Это очень незначительный процент. Переходы, ну, надо понимать, что еще поменялась власть в Украине, потом пришел новый президент, политика администрации президента, она приостановила переходы. Суды у нас там... Ну, так это разве это в администрациях президентских решается? Тоже решается. Но вот смотрите, там община переходит, подает документы о переходе. Это все решается там через суды в том числе. Суды, знаешь, как у нас работают. То есть это все затягивается. Священник боится переходить. Люди там должны работать профессиональные юристы. У общины, как правило, денег на юриста хорошего нет. То есть все это... Ну, поддержки, скажем, государственных институций в принятии правовых норм переходов, свободы соблюдения там, прав религиозных общин, их на сегодняшний момент механизма такого выработанного нет. Ну, то есть вас так вот оставили в стороне и занимаетесь как хотите сами? Там, да, где общины прямо очень хотят перейти, да, місцева громада, она это может сделать. Ну, а часто там священники эти запуганные, и люди там... Они... Ну, давайте правду скажем, что РПЦ в Украине намного богаче. Конечно. Это видно по их поведению, это видно по их перстням, корпус, по их там, и депутатский часам. корпус у них поддерживает, там это олигархи сидят, и Новинский, Деркач, там, да, там, Медведчук тоже. Там, а насколько-то видно, да, насколько они живут в роскоши? Ну, знаешь, как в роскоши живут епископы и священники в больших городах. А система там такая очень, она авторитарная. Священник в селе там может вообще, ну, там хлеба на воду и отдавать там последние деньги епископу, там взносы, там доход может быть там 3-4 тысячи гривен, он там еще, не знаю, там огородик свой, там свинок выращивает, курочек.
там что-то продает, где-то подрабатывает, чтобы там быть на этом приходе и подать и платить там областной центр. Ну, то есть такая, похожа на олигархическую систему. Да? Очень. А у вас отношения с епископами, с митрополитом? Я видел просто, как перемещаются по городу, как ходят эти попы московские, как там охрана в разные стороны смотрит, да, с этими темными очками за ушами, эти всякие там рации торчат и так далее. А у вас как? Ну, пока не так. Слава богу, не так. Все просто. Ты даже, вот неудобно перед людьми, ты даже вот рясу не носишь. Но я считаю, что ее не нужно постоянно носить. Ведь ряса это обычная рубашка длинная. Меня поймут ваши телезрители Кремлы, потому что в арабских странах это обычная форма одежды. Ну, вот обычная рубашка. Длинный халат такой. Подрясник, это на жару рассчитано. Да, это подрясник, это арабская одежда просто. Ну, Центральная и Средняя Азия. То есть она пришла Африки. Ну да, они так ходили. Это не является какой-то святой одеждой. То, что, скажем, вот сверху одеваются там ризы, вот эти все, это уже богослужебная одежда, церковная. А это все это обычная одежда, и ряса, и подрясник. Ну, то есть, такие кафтаны. Я понял. То есть это у вас не заборонено ходить вот в вышиванке, например. Да. Или ты ходишь, некоторые думают, что ты священник протестантский, еще же у тебя позывной падре с 2014 года. Ты ходишь в рубашке вот этой с белым воротничком, как вроде как протестант. Я видел одну фотографию, по-моему, 2012 года или 2011 Киево-Печерской лавры, и там сидят семинаристы Киево-Печерской лавры до Первой мировой войны еще. И они все вот такими белыми подворотничками ходили, и тут православные. Какие у тебя отношения, ну, не с исламом, это ты уже сказал все, а с мусульманами и с крымскими татарами конкретно, и со священнослужителями других конфессий, в том числе ислама? Ну, я не бы сказал, что у меня какие-то особые отношения с другими конфессиями. Я еще раз повторю, что я дружу просто с порядочными людьми. Ну, ты занимаешься, просто я поясню. Когда я говорю, какие отношения, я же не спрашиваю, какие отношения у церкви. У церкви отношения цивилизованные, нормальные. Я про то, что Сергей же, кроме капелланства своего, и медичного капелланства в том числе, он еще и службу социального служения возглавляет ПЦУ. А это деятельность церкви, направленная на помощь прихожанам, там, не только помощь людям. Людям, да. Ну, знаешь, так, чтобы мы людей в дебри не... Это социальная работа. Различные добрые инициативы, социальные инициативы. Такой, знаешь, как в Америке говорят, третий сектор, да? Это не производственный сектор, это общественный сектор, который решает какие-то задачи, общественные, не являясь бизнесом. Да, мы там кормим бездомных, мы помогаем там одиноким старикам, детям, это помощь паллиативная, онкобольным, противодействие домашнему насилию. Любые социальные вызовы, которые есть в обществе, они тоже касаются и нас, и люди приходят за советом в религиозные организации. И, конечно, мы консолидируемся, поэтому у меня очень много друзей и раввинов, и имамов, которые занимаются подобной работой, и мы вместе ее делаем, потому что здесь очень много, что нас объединяет, чем разъединяет. А вы не выбираете там, да, если кто-то там, кому-то нужна помощь, там, это мусульманин? Это вот у нас, знаешь, недавно такая история, мы уже 4-й год ведем проект, называется «Я знаю, ты можешь». Это школа бизнеса для женщин-переселенок с Донбасса и крымских татарок. И эта школа бизнеса проходит в Михайловском монастыре. Читают 2 немца лекции из Германии, там, высокого уровня. И сидят девушки в хиджабах, сидят девушки в джинсах. И не в хиджабах. Там, не в хиджабах. Пишут бизнес-планы, получают поддержку своего бизнеса. И, то есть мы не смотрим, кто к нам пришел. То есть для нас важна женщина, которая хочет финансовой стабильности и независимости для своей семьи. И открыть какое-то дело, которое будет тоже приносить пользу другим, открывать рабочие места. Ну, например, швейная мастерская, что это? Швейная мастерская. Понятно, не о нефтедобыче идет. У нас там были девушки, которые там с секонд-хенда переделывали вещи, там делают брендовые вещи, шьют там офигенные такие всякие там штуки, там фотоателье, клининговая компания, кафе, там различные. Но все это небольшой, малый бизнес, грубо говоря, который, помогая вы консультационный, и даже грант можно получить. Ну, там небольшие грантовые помощи от 1500 евро. Например, там мы одной
женщине из Донбасса, у нее 2 деток с инвалидностью, она живет в Херсонской области, мы купили просто доильный аппарат, сделали бизнес-план, у нее сейчас казинная ферма, ей глава селищной рады дал 20 гектар земли, она делает крафтовые сыры, казинная ферма, к ней ездят там способствовать этими сырами, она вышла на продажу, продает его в магазинах. И всего вложений сколько было? Мы ей подарили первый доильный аппарат, и мы дали знания, в первую очередь, поддержку, это очень много значит. Я знаю случаи, как это вот не смешно сказать, женщина, это не по вашей программе, но тоже женщина фактически беженец, правда, она из России бежала от преследований, она бежала в Украину, и она получила сколько-то, ну, по-моему, 50, может быть, 3000 евро, ну, что-то такое от Евросоюза, и она завела пасеку. Она продает мед качественно, она на это живет, то есть она себя обеспечивает, семью обеспечивает. Там. Но иногда вопрос же не в деньгах, больше вопрос в поддержке, что тебя поддерживают, и ты знаешь, и знания стоят гораздо больше, чем... Какое, на твой взгляд, отношение к исламу в украинском обществе? Вот, к исламу, к мусульманам, к крымским татарам и так далее? Я думаю, разные. Я думаю, что все-таки, знаешь, я живу в такой своей бульбашке, я кажу, да, и мне кажется, что хорошее. Но я думаю, что люди ничего не знают про ислам. Они путают ислам с терроризмом. Все-таки это советская пропаганда, российская пропаганда в фильмах. Потому что мы же смотрим в основном, ну, люди все смотрели российские сериалы. А в российских сериалах там что там? Мусульманин — это чеченец, это какой-то там типа террорист, как они говорят. Это какой-то там еще там все эти программы, которые там были. Но это всегда неположительный персонаж. И все там татары, крымские татары ассоциируют с монголо-татарским игом, которая всегда там всех резала, убивала, дань брала, всех вот убивала там. И я думаю, что все-таки много людей, я думаю, именно так относятся, и это нужно, про это нужно говорить, дурь же несу свет. Работать, да. И пример, когда вот ЗНО было, там школьники что-то там говорили, возмущались там. Чем они говорили словами моей училки по истории 87-го года. Как-то все живет. Про крымских татар знают очень мало. И я, знаешь, вспоминаю, когда в 2004 году, когда померанчевая революция, я просто думал, что ну наконец-то что-то изменится в стране. И я помню, что в Крыму крымские татары были тогда забыты. И думаю, то, что случилось в Крыму в 2013 году, оккупация, аннексия Крыма, там, в 2014, ну и в 2013 уже там, да, там все начиналось. И в 2014 году, в феврале, это вина как раз того, что мы не обращали на Крым, не давали свободу крымским татарам. Если бы была там полная автономия, были бы расширены права, и была бы, допустим, там... Если бы русские не контролировали эту территорию, давай прямо скажем. Да. Ну, да, если бы там хотя бы начальники полицейских отделов были бы крымские татары, там, и пару там хотя бы батальонов было военных, ничего бы не случилось. Ну, скорее всего, ты прав, конечно. Тут, как говорится, я тебе даже вопрос не задавал. А ты сам из южных регионов Украины или как вообще? Нет, ну вот я родился в Мурманске. Родом мои родители с Полтавщины. То есть в Херсоне ты оказался на момент начала войны так? Ну, я в Херсон приехал в 2002 году, потому что священников так вот их бросают служить как военных с одного места в другое. Это же московский патриархат был? Да. И где застала тебя война, и почему ты стал капелланом 30-й бригады? Я был в Херсоне, но я был активным участником Майдана, и... Я ехал с Одессы, и как раз началась, на заправке, вижу, показывают, не помню, какой там канал 5 или 24 канал показывал, что высаживаются вертолеты. И я понимаю, что начинается, я предполагал, что так будет. И я, когда уже доехал до Николаева, я смотрю, едут колонны наших военных, и они едут не в очень такие, не обмундированные, там какой-то там БТР сломался. Я помню такой БТР с фарой, проволокой закрученной такой, там и фонарь там. И я смотрю, там ребята, они там плохо одеты, ну, это не та армия, как сейчас. И я тогда заехал в Херсон, у меня там в Херсоне был центр помощи бездомным. Были продуктовые наборы для бездомных. Я вот все, что было, собрал. И ехал до границы с Крымом, пока не уперся в наш блокпост. И там познакомился с военными, там уже остался как священник. Это была 30-я бригада? Вначале это была 79-я, 30-я сменила ее через неделю. И с тех пор ты с этими ребятами по всем их ротациям? Так, да, остался уже.
Что сейчас в армии происходит? Вот тем более на оккупированных территориях мало кто что знает об этом, да и не на оккупированных тоже. Вот твой взгляд священника вот за эти 8 лет. Что произошло с армией? Армия знает, как воевать. Армия перестала, может быть, ну, то есть там есть военные, даже те, которые приходят, как говорят, там, профессионально просто там на заработки, не все знают, для чего они пришли, мотивированные, ну, знают, что война это не... Вот, если в 2014 году, знают, что думали, что война на картах только. Что война это тяжело, это смерть, и все, и люди к этому готовы. Они знают, за что они воюют, для чего они воюют, почему носят форму. Армия стала очень патріотичною, армия стала украиномовной в большинстве. Если в 2014 году она была на 80% российскомовной, то зараз она украинскомовная. Это из-за того, что не уставы поменялись? Нет? Нет, люди не хотят говорить на языке оккупанта. Мы же знаем, что там и этнически русские служат, и в 30-й бригаде. Вот Костя Тарасов, которого... Да, и учат, вчат українську мову, там, читають, намагаються, як би, їх говорити. І я думаю, что если по статистике вторая в мире по силе там, мощи армия не может победить 28-ю, значит российская армия 29-я. У тебя жизнь, конечно, очень интересная. А этнически ты сам кто? Этнически я литовца-польско-украинец. Угу. Поэтому ты так часто в Польшу ездишь? Ну, я в Польше, да, часто. Вы же ездили с другом нашим муфтием Айдером и с Пашей, с нашим другом из еврейской общины. А ты же рассказывал тоже историю, как вы там на границе молились. Вот и все там немножко так смотрели, поляки, что это такое вообще. Тут и евреи, и мусульмане, и православные над ним зонтик держат, или что-то там держал. Вот. Часто приходится общаться по-человечески вот с людьми самых разных там, конфессий. Какие-то есть проблемы вообще? Не знаю, я служил в Польше 2 года и жил в Польше. Служил кем? Священником. Священником. Во Вроцлаве. А там православная церковь? Да, там в Польше 2,5 миллиона православных. Но там же польская православная церковь. Но фактически это была украинская церковь раньше. Угу. Но это не хватит нашего эфира об этом поговорить. Я понял. Вот. А там, знаешь, там абсолютно другое отношение, веротерпимое, толерантное к другим религиозным группам и конфессиям. Угу. И, наверное, вот с этого момента, да, когда я с Польши вернулся в Украину, я стал жить так же. Это, наверное, знаешь, от чего? От Великого княжества, которое, в отличие от Российской империи, там оно так я не думаю, что не это связано и с культурой другой. Там все-таки советская власть так долго там не потрудилась. Ну, просто представь себе, что православный храм заканчивается со службой. Римо-католическая монахиня приводит детей, где священник православный для Римо-католической монахини проводит экскурсии по православному храму. Дети разложили там какие-то бутерброды, прямо в храме на полу играют, там они играют в там, какие-то игры. Тут зашел раввин, там что-то там принес там мацу, там поздравил священника, может у него там праздник, там Пасха еврейская там. И вот это все такое, они там все вместе живут, там друг с другом общаются, ходят в гости, поздравляют. И для меня, наверное, когда я приехал с Украины в 99-м году, для меня это был шок вначале такой. Типа... Ты все-таки приехал еще из Советского Союза немножко. Да, я же такой приехал, знаешь, да. типа католики заходят в храм, тут с ними тут здороваются за руку, им все показывают. А православной церкви чуть не пальцем показывали еретики и черти, да? Да, потому что в семинарии везде учили, там, не говоря уже о мусульманах. Что. А что, даже католики были врагами, да? Ну, конечно. А почему? Ты можешь сейчас пойти в Лавру Киево-Печерскую. Там очень много литературы продается и фильмов. И там Папа Римский, он сравнивается, там, Войтыла с фашистами. Там есть, если зрители, я хочу просто, чтобы вы могли просто сравнить, да, есть такой фильм, называется «Анатология раскола», по-моему. 3-серийный фильм, это очень трэшевый фильм, пропагандистский. Они сняли, да? Да. И там все вот украинские московские священники, они там
все там Ну, говорят. слушай, русские же считают в большинстве своем, что развал СССР величайшая трагедия. Но Войтыла, он ему сприяв этому развалу тоже. Вот, проклятый. Войтыла, кстати, говорил, я делал доклад недавно в Польше, Войтыла говорил, что Крым украинский еще, когда он приехал в Украину там в 2002 или там, каком-то году он был. А он был в Украине же, папа? Да, он был в Украине, и он тогда сказал, говорит, мы молимся за... Я, говорит, он там, говорит, я сейчас точную цитату, но он говорил, что мы молимся за Климента, папу Климента, который он в Крыму был под Севастополем, Инкерман. Угу. В Инкермане каменоломни были там, и он был в ссылке там, за Климента, который умер на украинской земле, в Крыму. Дословно его слова. Мудрый человек. Почему, как ты думаешь, с чем это связано, что в Киеве до сих пор нет нормальной мечети? Вопрос. Вот реально. Страна огромная. Мусульман много. Ну, не много-много, но много все-таки. Ну, даже одной нет. Ну, если точнее, одна есть, но как-то я не очень считаю, что она украинская. Вот. А так, это в основном молельные дома. Это такой настоящий мечети, более-менее похожий внешне на храм. Хотя, в принципе, ну, ты же говоришь, что храм может быть везде, там, как где угодно, но, в принципе, больше хотя бы похоже на культовое сооружение нету. И в этом многие не ходят, которые есть, да, по политическим причинам. Ну, я думаю, что вопрос нужно, наверное, не мне задать, а вопрос нужно задать представителям исламской общины, которые сегодня депутаты Верховной Рады. Угу. Почему они это не лоббируют? А ты думаешь, что Верховной Раде нужен? Но всегда, слушай, нужно там что, земельная площадка и деньги на строительство. Каждый храм строится именно так. И здесь я думаю, что это как бы это... Но если вот, допустим, там малочисленная религиозная группа, все равно она может добиться постройки и там, выделения земли и своих и прав. Я думаю, что в Киеве должна быть мечеть, потому что даже по той причине, потому что к нам приезжает много и туристов, и мигрантов из стран с исламской культурой, и им тоже нужно куда-то ходить. И, ну, и совсем не обязательно, чтобы это была мечеть, построенная на деньги Рамзана Кадырова. Обязательно это должно быть все-таки, они должны как-то с каким-то, я так и называю, что крымские татары – это этнический ислам в Украине. Ну так, да. Носители. И этот ислам надо, именно этот ислам нужно возрождать. Ну да, не то, чтобы приходили люди сюда и начинали нам рассказывать, как нам тут жить. И люди, ну ладно, мы не будем в это углубляться, бог с ними со всеми. Вот. Что вот этот совет церквей, который есть при президенте? Это не при конкретном президенте, а при всех президентах есть Рада церков, да? Это дорадчий орган. Это просто орган. Дорадчий, дорадчий, который совещательный, да. Угу. Вот. И это просто общее мнение всех религиозных организаций. Мы же в таком немножко, все-таки у нас Украина, она светское государство. И поэтому, если спрашивают мнение, а что думает там церковь, да, например, если думает, что это одна церковь, то это мнение не учитывается. Поэтому, и она была создана ради этого, чтобы там были... Чтобы показать мнение всех религиозных организаций в Украине, поскольку у нас светское государство, поэтому мнение всех религиозных лидеров должны учитываться. А там кто-то более весомый, кто-то менее весомый? Нет. Абсолютно нет. И когда там принимается какое-то решение, оно должно приниматься полностью единогласным. И если один человек, кворума нет единогласности, то решение не принимается. Тогда это не мнение Совета церквей. Я хочу еще рассказать нашим зрителям, что отец Сергий, он вдохновитель и, я не знаю, как правильно сказать, основатель этой стены памяти на стене Михайловского монастыря. Вот эти панно с портретами погибших и военнослужащих в российско-украинской войне. И в прошлом году, да, ты собрал деньги методом просто, люди давали. Мы давали объявления в Фейсбуке, но не только я собирал. Да. Люди собирали, многие, там помогали.
Вот, и вы эту стену обновили. Она сейчас более полная, с учетом погибших за последние... До июня 2020 года. Угу. Каждый может, будучи в Киеве, ну не может, на мой взгляд, должен прийти к этой стене и посмотреть, какую работу провел отец Сергий со своими друзьями. Опять же, из службы социального служения. Это тоже часть социального служения. Да, ну там основные помощники и тоже вдохновители, это 5 человек. Это там Павел Нетесов, это музей при Министерстве обороны, военно-исторический музей на крепостном проволоке, их команда. И ну, здесь тоже были, да, молодцы, я знаю. Да. И впервые, у нас же многие вещи... Живем еще в Византии в какой-то, я не знаю, вот это все наследие, умение не называть вещи своими именами, нежелание. Впервые было написано, там на стене написано, заменена была верхняя часть, в том числе все заменено, там обновлено. Было написано «погибших в российско-украинской войне». Чего раньше нигде, вот мы же говорим, одно дело говорим, но написано нигде не было. Кто-то даже пытался возмущаться, на что отец Сергий отправил их к вот этому альтер-эго Богу, то есть к черту, чтобы не лезли со своими советами. Вот, правда, это часть веры? Это основной принцип веры. Потому что мы говорим, что Христос – правда для нас, для христиан. Я думаю, что во всех религиях правда – это основа веры. Потому что вера не может быть на лжи. То есть ты любые обряды можешь соблюдать, но при этом, если ты своими именами вещи не называешь, там, не помогаешь тем, кого реально обижают, не становишься на сторону слабых, то ты так себе верующий. То ты сектант. Нет. Кем ты себя видишь в будущем? Я живу сегодняшним днем, не знаю. А это по-христиански? Я думаю, что да. Даже не задумывался, по-христиански или это нет. Я живу сегодняшним днем. Хорошо, по-другому поставлю. Знаешь, вообще после войны так тяжело что-то планировать вообще. Да, у нас, я знаю, вообще знакомые есть с тобой, которые говорят, я даже бизнес особо не развиваю, потому что понимаю, что в любой момент схватил рюкзак и поехал. Хотя у человека есть возможность, желание и так далее. Хорошо, по-другому спрошу. У нас там минута остается. Какая у тебя есть цель? Минимум, максимум? Я хочу, чтобы моя церковь ассоциировалась с добром, милосердием и помощью. И вот моя цель, наверное, пока я там буду по земле ходить, это создать профессиональную социальную службу при Православной Церкви Украины. В каждом регионе, везде, в каждом районе. Приходе. Арифметика очень простая. У нас там 8 тысяч приходов. Если каждый приход будет делать одно доброе дело в день, умножить на 365 дней в году, это почти 3 миллиона добрых дел в год. Это значит, что 10% украинцев получат доброе дело абсолютно бесплатно. Да, если посчитать, то оно правда так. Но вообще, конечно, на вашей церкви, как религиозной институции, лежит большая ответственность. Все-таки она именно ассоциируется с независимой Украиной, во-первых, да, и то, что кто бы там что ни говорил, там кто-то говорит, Порошенко купил Томос, что-то он не купил там. Если бы там речь шла о продаже, то денег в 100 раз больше мы знаем где, да. Там речь шла не о деньгах. И я, наверное, тайну не открою, что Мустафа Джемилев помогал тоже с Томасом. И просто это, он же не любит об этом говорить, никогда не скажет. Но вы это знаете, да, и в итоге это станет когда-то известно, что это большое государственное дело. Но и ответственность ваша в том, что все равно как бы самая крупная церковь, московскую не будем брать, да, и от того, насколько вы толерантные, насколько вы прогрессивные, насколько вы такие сможете не разделять, а объединять, зависит будущее независимой страны тоже. Вот как я сказал. Осознаете ответственность, падре? Да. Слава Украине! Героям слава! Спасибо, что пришел. У меня в гостях был Сергей Дмитриев. Подай водичку, пожалуйста, я тебя перебью. Увидите... Теперь она святая. О, Боже. Вот. Он еще и с большим чувством юмора, наш падре. Если захотите помогать, зайдите на страничку Сергея Дмитриева. Там есть страничка его, вот, Элиос, служба социального служения, ПЦУ. Я вот сегодня привез одежду, собрали одежду, хорошую, целую.
передаем людям, которым нужно. И помогайте как только угодно, волонтерством там. Разные бывают, нужна помощь разная, бывает и материальная, и нематериальная. И вот приют для женщин, которых там избивают мужья, Сергей открыл. И все, помощь нужна в любой день. И я знаю, что много разных людей, в том числе крымских татар, помогают ему в его повседневной, есть, так можно сказать, ну не работе, а в службе, в служении. Да? Ну и спасибо всем зрителям АТР, кто помогает нашему каналу, в том числе рассказывать про таких людей, как отец Сергей. И вообще про правду, справедливость и достоинство. Это девиз любого нормального человека, в том числе и главным образом тех, которые помогают АТР через Patreon, любой регулярный взнос. Это плюс в нашей работе, это возможность дальше вещать, говорить правду. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч.